Глава 1. Детство. Эпиграф. Пусть благодарственной осанной наполнят этот зал слова. Спасибо Николаю с Анной за лучший стих живого льва. Ефремов. Примечание. Стихи эти мне прислал Юрий Константинович Ефремов. Изумительный человек, большой друг Л.Н., живая история советской географии, автор многих книг и статей, создатель и многолетний директор знаменитого музея землеведения в МГУ на Ленинских горах, не кандидат и не доктор наук, но знают его все географы и уважают, может быть, больше, чем титулованных. Особо за его борьбу за русскую природу. Он был, по сути, экологом до того, как слово «экология» стало широко известным, а геополитиком до того, как термин перестал быть у нас криминальным. Конец примечания. Лев Гумилев родился 1 октября 1912 года в Царском Селе, в доме на Малой улице, купленном за год до этого его бабушкой, Анной Ивановной Гумилевой. Ныне это улица Революции, дом 57. Анна Андреевна в разговоре с Лукницким так вспоминала рождение льва. И она, и Николай Степанович находились тогда в Царском Селе. Анна Андреевна проснулась очень рано, почувствовала толчки. Подождала немного, еще толчки. Тогда А.А. заплела косы и разбудила Н.С. Кажется, надо ехать в Петербург. С вокзала в родильный дом шли пешком, потому что Н.С. так растерялся, что забыл, что можно взять извозчика или сесть в трамвай. В 10 часов утра были уже в родильном доме на Васильевском острове. Примечание. Лукницкий. Встречи с Анной Ахматовой. Том 1. 1924-1925 годы. Париж, 1991 год, страница 74. Конец примечания. Хотя биографы Л.Н. и пишут, что здесь, в этом царско-сельском особняке он провел детские годы, все же его первые воспоминания связаны, конечно, уже не с этим домом и не с этим городом. С 6 лет он жил в Бежецке. «Я родился, правда, в Царском Селе», — писал Л.Н., «но Слепнево и Бежецк — это моя отчизна, если не родина. Родина — Царское Село, но отчизна не менее дорога, чем родина». Примечание. Гумилевы и Бежецкий край. Сборник статей. Бежецк, 1996 год. Конец примечания. Слепнево – родовое имение матери Н.С. Анны Ивановны Гумилевой, урожденной Львовой. Оно перешло во владение к ней и ее сестрам от жены их брата, контр-адмирала Льва Ивановича Львова, Любови Владимировны, урожденной Сахацкой. Расположено оно в 15 километрах от Бежецка, небольшого провинциального городка Тверской губернии. Собственно, Слепнево не было барским имением. Это была скорее дача, выделенная из соседнего имения Борискова, принадлежавшего Кузьминым Караваевым. Примечание. Лукницкая. Николай Гумилев. Ленинград, 1990 год. Страница 118. Конец примечания. Анна Ахматова писала, что это не живописное место. Распаханные ровными квадратами на холмистой местности поля, мельницы, трясины, осушенные болота, так называемые воротца, хлеба. Примечание. Ахматова. Коротко о себе. В книге Ахматова «Сочинение», Москва, 1986 год, том 2, страница 238. Конец примечания. Поэтесса вспоминала о Слепневе с юмором, а иногда с теплотой и даже восхищением. Первое свидание со Слепневым было в 1911 году,
когда она приехала туда прямо из Парижа, и горбатая прислужница в дамской комнате на вокзале в Бежецке, которая веками знала всех в Слепневе, отказалась признать меня барыней и сказала кому-то: к слепневским господам француженка приехала. Примечание. Ахматова. Коротко о себе. В книге Ахматова «Сочинение», Москва, 1986 год, том 2, страница 246. Конец примечания. Это была провинция. Глухая провинция для молодой, но уже известной поэтессы, тем более, что за плечами еще пылал Париж в каком-то последнем закате. Земский начальник Иван Яковлевич Дерин, очкастый бородатый уволень, вспоминала Ахматова, когда оказался моим соседом за столом и умирал от смущения, не нашел ничего лучшего, чем спросить меня: «Вам, наверное, здесь очень холодно после Египта?» Дело в том, что он слышал, как тамошняя молодежь за сказочную мою худобу и, как им тогда казалось, таинственность называла меня знаменитой лондонской мумией, которая всем приносит несчастье. Примечание. Ахматова. Коротко о себе. В книге Ахматова «Сочинение», Москва, 1986 год, том 2, страница 246. Конец примечания. Были, правда, моменты, когда А.А. могла оценить прелести захолустья, так сказать, дворянского гнезда. Один раз я была в Слепневе зимой. Это было великолепно. Все как-то вдвинулось в XIX век, чуть ли не в пушкинское время. Сани, валенки, медвежьи полости, огромные полушубки, звенящая тишина, сугробы, алмазные снега. Там я встретила 1917 год. Примечание. Ахматова. Коротко о себе. В книге Ахматова «Сочинение», Москва, 1986 год, том 2, страница 247. В записных книжках она запишет: Слепнева, 1911-1917 года. Его огромное значение в моей жизни. Записные книжки Анны Ахматовой, 1958-1966 годы, Москва, Турин, 1996 год, страница 137, конец примечания. Запомним эту дату. Начало 1917 года. В дворянском гнезде уютно и хорошо. Февраль и октябрь еще впереди. Спустя много-много лет, уже давно нет Анны Андреевны, да и Л.Н. осталось жить год, Гумилев будет рассказывать о своей жизни ленинградскому журналисту. В этом интервью идут два текста параллельно: прямой, гумилевской, и так называемые связки, журналиста. В одной из этих связок, глубоко уверен, что Л.Н. не мог так говорить, присутствует домысливание отношения Анны Андреевны к Слепневу и к Бежецку. Этот тихий, незлобивый город глубоко ранит и терзает ее душу. Реальность его существования означала для нее не одну, а разом столько потерь. Оставлено, разорено Слепнево. Бежецк для нее постоянное напоминание о гибели Гумилева, сиротство сына. Бежецк одной своей реальностью, а она была впечатлительна к таким переменам, словно перечеркивал ее прежнюю жизнь и прежние стихи, и былые верования, и даже ее недавно такую легкую, гордую, будто летящую над землей походку. Все это очень красиво подано, журналист был весьма талантливый, но не больно похоже на правду. Сравните еще раз с ахматовским текстом о 1917 годе и задайте вопрос: а кто, собственно, был инициатором развода годом позже? Сложности начались гораздо раньше. Невестка Н.С. и тезка А.А. Анна Гумилева вспоминала, что А.А. в Слепневе держалась в стороне от семьи.
поздно вставала, являлась к завтраку около часа, последняя, и, выйдя в столовую, говорила «Здравствуйте все». За столом большей частью была отсутствующей, потом исчезала в свою комнату, вечерами либо писала у себя, либо уезжала в Петербург. Примечание. Гумилев в воспоминаниях современников. Москва, 1990 год, страница 119. Конец примечания. В этих записках нет какого-то предвзятого отношения к А.А. Впечатления Гумилевой подтверждаются и другими. Вера Неведомская, соседка по Слепневу, писала: «За столом она молчала, и сразу почувствовалось, что в семье мужа она чужая. В этой патриархальной семье и сам Николай Степанович, и его жена были как белые вороны». Насчет Н.С. это спорно. Другая свидетельница этих лет, Срезневская, большой друг семьи, вспоминает: Гумилев был нежным и любящим сыном, любимцем своей умной и властной матери. Примечание. Лукницкая. Николай Гумилев. Ленинград, 1990 год. Страница 37. Конец примечания. По словам Неведомской, мать Н.С. огорчалась. Жену привел какую-то чудную. Тоже пишет стихи, все молчит, ходит то в темном ситцевом платье вроде сарафана, то в экстравагантных парижских туалетах. Тогда носили узкие юбки с разрезом. Примечание. Гумилев в воспоминаниях современников. Страницы 151-152. Конец примечания. Гумилев не выносил Слепнева, о котором писал: «Такая скучная, незолотая старина». Зевал, скучал и уезжал в неизвестном направлении. Примечание. Гумилев в воспоминаниях современников. Страница 246. Конец примечания. Ему не нравились ни неброская природа Бежецкой земли, ни местные нравы. В письме к Ахматовой, 1912 год, Слепнева, он сообщает: «Каждый вечер хожу по Окинихской дороге испытывать то, что ты называешь Божьей тоской. Мне кажется, что во всей Вселенной нет ни одного атома, который бы не был полон глубокой и вечной скорби». Примечание. Гумилев. Сочинение в 3 томах. Том 3. Москва, 1991 год. Страница 235. Конец примечания. Эти же мотивы наполняют и стихи про то же бедное Слепнева. «Как этот вечер грузен, не крылат, с надтреснутою дыней схож закат, и хочется подталкивать слегка катящиеся вяло облака». Он впервые увидел Слепнева в 1908 году, а позади было не только подстоличное Царское и Санкт-Петербург, но и фронтоватый, так сказать, кавказский Париж, Тбилиси. Настоящий Париж, увиденный сразу после окончания гимназии, не считая уж Киева, Севастополя, Самары. Понятно, что столичному молодому человеку не могли импонировать и простоватые нравы захолустья. О них вспоминала недобрым словом и Ахматова. На престольный праздник там непременно кого-нибудь убивали. Приезжал следователь, оставался обедать. Примечание. Ардов. Легендарная ордынка. Новый мир, 1994 год, номер 4, страница 20. Конец примечания. Гумилев выражал это в стихах и куда резче. «Путь этот, светы и мраки, посвист разбойный в полях, ссоры, кровавые драки в страшных, как сны, кабаках».
Но так ли уж здесь было плохо Николаю Степановичу? Если судить по воспоминаниям Гумилевой, то именно здесь он пережил настоящую большую любовь к Маше Караваевой, соседке по имению. Невестка Н.С. писала: «В жизни Коли было много увлечений, но самой возвышенной и глубокой его любовью была любовь к Маше. Меня всегда умиляло, как трогательно Коля оберегал Машу. Она была слаболегкими, и когда мы ехали к соседям или кататься, поэт всегда просил, чтобы их коляска шла впереди, чтобы Машенька не дышала пылью. Не раз я видела Колю сидящим у спальни Маши, когда она днем отдыхала. Он ждал ее выхода с книгой в руках все на той же странице, и взгляд его был устремлен на дверь. Как-то раз Маша ему откровенно сказала, что не вправе кого-то полюбить, связать, так как она давно больна и чувствует, что ей недолго осталось жить. Это тяжело подействовало на поэта. Из этой скорби родились пронзительные стихи. Когда она родилась, сердце в железо заковали ей, и та, которую любил я, не будет никогда моей. Осенью, прощаясь с Машей, Н.С. прошептал: «Машенька, я никогда не думал, что можно так любить и грустить». Они расстались. Их новая и последняя встреча произошла в 1911 году, перед отъездом Марии в Сан-Ремо. В декабре того же года она умерла от туберкулеза. Примечание. Гумилева. Николай Степанович Гумилев. В сборнике «Жизнь Николая Гумилева». Ленинград, 1991 год. Страницы 70-71. Конец примечания. Ахматова даже для себя в своих записных книжках не упоминает об этом эпизоде и ставит под сомнение воспоминания других современников. Так, она пишет о 3 старухах – Неведомской, Гумилевой и Адоевцевой, которые к тому же уже ничего не помнят. Примечание. Новая газета, 1997 год, номер 30. Конец примечания. Однако о любви Н.С. свидетельствует и второй его сын Орест Высоцкий. Он пишет: «В один из приездов в Слепнево Николай Степанович встретился с 2 девушками, Машей и Олей Караваевыми. Имение Кузьминых-Караваевых, Борисково, находилось рядом. Маша произвела на Гумилева сильное впечатление. Она была как-то особенно женственна и трогательно нежна. У нее были большие грустные голубые глаза и тонкие черты бледного лица. Она была слаба здоровьем, сама знала об этом, и на ухаживание Николая Степановича отвечала с печальной улыбкой, что ей недолго осталось жить». Примечание. Гумилев Николай. «Золотое сердце России». Кишинев, 1990 год, страница 704. Конец примечания. Здесь стоит упомянуть об одном эпизоде, относящемся ко времени, когда Слепнева еще принадлежала Любови Владимировне Львовой. Крестьяне боготворили свою барыню за доброту и отзывчивость. Но однажды ей пришлось вызывать полицию. Барыня, очнувшись после обморока, просила никого не забирать. Пережитые волнения отразились на здоровье Любови Владимировны, она уехала в Москву к родным и там умерла. Примечание. Сенин. Таинственная Русь Николая Гумилева. В сборнике «Гумилевы и Бежецкий край». Бежецк, 1996 год, страницы 28-29. Конец примечания. Перед Октябрьской революцией, когда уже Анна Ивановна была хозяйкой имения, ей тоже пришлось пережить со своими крестьянами нечто подобное. Барыне пришлось бежать в Бежецк. Примечание. Сенин.
Таинственная Русь Николая Гумилева в сборнике «Гумилёва и Бежецкий край», Бежецк, 1996 год, страница 29, конец примечания. В 1918 году она с падчерицей окончательно переезжает туда, в уже снятую квартиру. Сначала это была трехкомнатная, потом, после, так сказать, уплотнения, двухкомнатная квартира. В конце ее жизни, в 1942 году, она жила в одной комнате, отделенной от соседей перегородкой ковром. Лева, любивший бабушку больше всех женщин на свете, помочь ей ничем не мог. Он был в Норильске. Мальчику Льву Гумилеву Слепнева и Бежецк нравились. Это была его отчизна. «Место моего детства», — писал Л.Н., «которое я довольно хорошо помню, ибо с 6 и до 20 лет жил там и постоянно его посещал. Оно не относится к числу красивых мест России. Это Аполье, всхолмленная местность, глубокие овраги, в которых текут очень мелкие реки. Малога, которая была в свое время путем из Варяг в Хазары, сейчас около Бежецка совершенно затянулась илом, обмелела. Прекрасная речка Остречина, в которой мы все купались, очень маленькая речка, была красиво покрыта кувшинками, белыми лилиями. Этот якобы скучный ландшафт, очень приятный и необременительный, эти луга, покрытые цветами, васильки, воржи, незабудки у водоемов, желтые купальницы, они некрасивые цветы, но очень идут к этому ландшафту. Они незаметны и очень освобождают человеческую душу, которой человек творит. Они дают возможность того сосредоточения, которое необходимо, чтобы отвлечься на избранную тему. Вот поэтому дорого мне мое Тверское, Бежевское отечество, потому что именно там можно было переключиться на что угодно. Ничто не отвлекало, все было привычно и поэтому прекрасно. Это прямое влияние ландшафта. Примечание. Гумилёвы и Бежецкий край. Сборник статей. Бежецк, 1996 год, страница 6. Конец примечания. Лев Николаевич вообще не любил громких слов и редко говорил о своем далеком прошлом. Тем больше цена этому гимну Бежецкой земле, произнесенному на выступлении в Центральном доме литераторов в декабре 1986 года. Взрослым человеком Л.Н. посетил Слепнева и Бежецк дважды, в 1939 и 1947 годах. В 80-х, однако, отказался от приглашения, сказав: «Я помню Бежецк чистым зеленым городом. Не хочу разрушать эту память». Примечание. Куприянов. Лев Гумилев и Бежецкий край. В сборнике «Дни Льва Николаевича Гумилева в Бежецке». Бежецк, 1995 год. Страница 20. Конец примечания. Дорого ему было Тверское, Бежецкое отечество. И это несмотря на страшный удар судьбы, пережитый в 9 лет. Расстрел отца, раннее сиротство. Конечно, я узнал о гибели отца сразу. Очень плакала моя бабушка, и такое было беспокойство дома, вспоминал он в 1991 году. Прямо мне ничего не говорили, но через какое-то время, из отрывочных, скрываемых от меня разговоров, я обо всем догадался. И, конечно, смерть отца повлияла на меня сильно, как на каждого влияет смерть близкого человека. Бабушка и моя мама были уверены в нелепости предъявленных отцу обвинений, и его безвинная гибель, как я почувствовал позже, делала их горе безутешным. Заговора не было, и уже поэтому отец участвовать в нем не мог. Да и на заговорщическую деятельность у него просто не было времени. Но следователь, им был Якобсон, об этом не хотел и думать. Примечание. Поводов для ареста не давал. Аврора, 1991 год, номер 11,
страницы 4-5, конец примечания. Неудивительно, что образ отца идеализируется, что отец на всю жизнь становится героем, примером, легендой. Я не помню, чтобы Л.Н. мне говорил о своем дворянстве, но, по-видимому, с другими подобные разговоры имели место. В первые дни после ареста в 1938 году, когда Л.Н. везли с заседания трибунала в Кресты с одним из его товарищей по несчастью, Тадиком, между ними состоялся следующий разговор. «Лева, а почему ты их не поправил? Ведь у тебя в стихотворении говорится о святой, а не советской тайге», сказал Тадик. Примечание. Тадик. Теодор Шумовский, так называемый содельник Л.Н., автор неизданной книги «Путешествие на Восток. Проза и поэзия пережитого». Конец примечания. «А, ну их всех!» — отмахнулся Гумилев и, помолчав, гордо добавил. «Я все-таки сын Гумилева и дворянин». Примечание. Невское время, 1993 год, 15 июня. Конец примечания. Это были не просто слова, а в ту пору убежденность. В 1930 году малоизвестный эпизод в биографии Льва Николаевича, его не приняли в педагогический институт имени Герцена за отсутствием трудовой биографии и как дворянского сына. В самом автобиографичном из всех интервью Л.Н., правда не в прямом тексте, а в изложении Льва Борустина, так объясняется повышенное внимание к Льву в 30-х годах. Одно дело рядовой коллектор в окраинной экспедиции, а тут студент исторического факультета, будущий общественный деятель. Как мог попасть в университет дворянский отпрыск, сын офицера-заговорщика, расстрелянного советской властью? Примечание. Поводов для ареста не давал. Аврора, 1991 год, номер 11, страница 12. Конец примечания. Теперь, благодаря сохранившимся архивным документам, можно разрешить проблему так называемого дворянства Л.Н. вполне определенно. В январе 1912 года старший брат Николая Степановича, подпоручик запаса Дмитрий, обратился в Сенат с прошением о признании его потомственным дворянином. Через непродолжительное время он получил ответ, в котором говорилось: «Принимая во внимание, что отец подпоручика запаса Дмитрия Степановича Гумилева, отставной статский советник Степан Яковлевич Гумилев, полученными им на службе чинами, приобрел лишь личное дворянство, каковое на потомство не распространяется, и что потомственное дворянство сообщалось пожалованием ордена святого Владимира IV степени, а не выслугой лет на оный, правительственный сенат определяет в просьбе подпоручика Дмитрия Степановича Гумилева отказать, о чем для объявления ему по жительству его и так далее». Примечание. Российский государственный исторический архив. 1343 страница, департамент Герольдии, опись 35, дело 6832. Пользуюсь возможностью поблагодарить Богданова за указание на этот источник. Конец примечания. Знал ли обо всем этом Л.Н.? Видел ли он в семейном архиве этот отказ? Сейчас можно только гадать. В то же время можно предполагать, что легенда, даже если он знал всю правду, ему нравилась больше. Она вписывалась во все, что было унаследовано, и скрашивала то, что предстояло пережить. Важнее всего для Льва было то, что дворянином считал себя отец. Это документально засвидетельствовано в деле Николая Степановича Гумилева, где его рукой записано: фамилия Гумилев, имя и отчество Николай Степанович, звание дворянин. В приговоре это повторено:
Гумилев Николай Степанович, 35 лет, бывший дворянин, филолог. Примечание. Лукницкий. Дело Гумилева. Москва, 1996 год, страница 23. Конец примечания. Вспоминая в эмиграции о своем друге и учителе, Иванов утверждал: Гумилев говорил, что поэт должен выдумывать себя. Он и выдумывал себя настолько всерьез, что его маска для большинства его знавших, о читателях нечего и говорить, стала его живым лицом. Примечание. Вступительная статья к книге «Гумилев. Золотое сердце России». Кишинев, 1990 год. Страница 5. Конец примечания. Подчеркивание своего мнимого дворянства – это эпатаж, форма игры со смертью, более того, форма самоубийства. Однако это полностью соответствует высказываниям самого Гумилева. Человек свободен, потому что у него остается несравненное право самому выбирать свою смерть. Мандельштам вспоминает о других его словах, касавшихся отношения к большевикам. «Я нахожусь в полной безопасности. Я говорю всем открыто, что я монархист. Для них самое главное – это определенность. Они знают это и меня не трогают». Примечание. Лукницкий. Встречи с Ахматовой. Том 1, страница 115. Конец примечания. Согласно показаниям Таганцева, на которых построено все дело, Гумилев был близок к советской ориентации. Примечание. Лукницкий. Дело Гумилева. Москва, 1996 год, страница 45. Конец примечания. И то, и другое утверждение весьма сомнительны. Нельзя поверить и в то, что Н.С., по некоторым воспоминаниям, был глубоко аполитичным человеком. Во всяком случае, его отношение к большевикам было достаточно однозначным. Вот что вспоминает Василий Немирович Данченко, писатель, друг Н.С., позже эмигрировавший из России. Мы обдумывали планы бегства из советского рая. Я хотел уходить через Финляндию, он через Латвию. Мы помирились на эстонской границе. В прибрежных селах он знал рыбаков, которые за переброс нас на ту сторону взяли бы недорого. И вот в таких именно беседах Николай Степанович не раз говорил мне: на переворот самой России никакой надежды. Все усилия тех, кто любит ее и болеет по ней, разобьются о сплошную стену небывалого в мире шпионажа. Ведь он просочил нас, как вода губку. Нельзя верить никому. Из-за границы спасения тоже не придет. Большевики, когда им грозит что-нибудь оттуда, бросают кость. Ведь награбленного не жалко. Нет, здесь восстание невозможно. Даже мысль о нем предупреждена. И готовиться к нему глупо. Все это вода на их мельницу. Примечание. Гумилев в воспоминаниях современников. Москва, 1990 год. Страница 228. Конец примечания. У многих, правда, возникал вопрос: а зачем вообще Н.С. вернулся из Лондона в 1918 году? Сложен и противоречив был Николай Степанович, и это хорошо известно. Игра со смертью кончилась в августе 1921 года. Анна Ахматова была прозорлива в одном. Она говорила об обреченности Николая Гумилева, а он эту обреченность, по ее словам, не сознавал. Но не была ли знаменитая пуля предвидением? Мог ли Лев Николаевич, обожавший, боготворивший отца, не принять легенды о дворянстве? Вопрос риторический. Между тем жизнь уже начинала мстить за это мнимое дворянство, когда Льву было всего 12 лет. Свидетельством тому является письмо Гумилевой к Ахматовой от 5 июля 1924 года. В нем говорилось:
«Дорогая Анечка, сегодня Лёва пошел в школу за своим свидетельством об окончании 4 класса и переводе его в следующий класс, то есть теперь уже во 2-ю ступень. Но ему никакого свидетельства не выдали, потребовали, чтобы он принес метрическое свидетельство. Он, бедняжка, очень огорчился, когда узнал, что у меня нет его, и я сама пошла с ним в школу выяснить это дело. И мне тоже сказали, что нынче очень строго требуют документы, и без метрики во 2-ю ступень не примут ни за что. Так что, голубчик, уже как хочешь, а добывай сыну метрику, и как можно скорее, чтобы Шура могла привезти ее с собою. А без нее он совсем пропадет, никуда его не примут. А когда будешь получать бумагу, то обрати внимание, что если он записан сыном дворянина, то похлопочи, попроси, чтобы заменили и написали «сын гражданина» или «студента», кого хочешь, только не дворянина, иначе в будущем это закроет ему двери в высшее заведение. Примечание. Из архива Веры Лукницкой. Конец примечания. Вернемся в послереволюционный Бежецк. Слепнева уже нет. Анна Ивановна с падчерицей на снятой квартире. Все расхищено, продано, черной смерти мелькало крыло, все голодной тоскою изглодано. Отчего же нам стало светло? Это известное стихотворение Анны Ахматовой подписано «Петербург, июль 1921 года» и посвящено Наталье Рыковой, жене профессора-литературоведа Гуковского. Николай Гумилев будет арестован позже, 3 августа. Это не предвидение, не прозрение его бывшей жены. Это отклик на все происшедшее ранее. Голодный и чуждый поэтессе Петроград, утраченная и разоренная Слепнева. В мае 1921 года Гумилев последний раз побывает в Бежецке. Приедет он на 1 день за женой. Это была уже Энгельгард. И дочерью. Анна Ивановна рассказывала, что его жена посылала ужасные письма о том, что она повесится или отравится, если останется в Бежецке. Приехавший в Бежецк, Николай Степанович выглядел очень расстроенным. Эта его встреча с матерью, сыном и сестрой оказалась последней. Примечание. Лукницкая. Николай Гумилев. Ленинград, 1990 год. Страница 249. Конец примечания. Зимой того же года, через 3 месяца после расстрела Николая Гумилева, Анна Ахматова приедет в Бежецк, чтобы решать, где жить Леве, в голодном и холодном Петрограде или у бабушки в более сытом Бежецке. Питер отпал не только потому, что он голодный. Жизнь Анны Андреевны в ту пору была еще более неустроенной, чем раньше. Она разошлась со своим мужем, Вальдемаром Казимировичем Шилейко, бывшим другом Николая Гумилева, ученым-востоковедом и переводчиком. Шилейко, как рассказывал Лукницкий со слов А.А., мучил ее, держал взаперти, как в тюрьме, никуда не выпускал, заставлял подолгу под его диктовку писать его работы. А.А. считала, что Шилейко всегда старался унизить ее в ее собственных глазах, показать ей, что она неспособная, умолить ее всячески. Примечание. Лукницкий. Встречи с Ахматовой. Страница 44-237. Конец примечания. Говорит на 40 языках, а не нашел общего языка с Анной, вздыхала бабушка Левы. Теперь Анна Ивановна еще более утвердилась в правоте недавнего решения не отпускать внука с матерью в Питер. «Господи, спасибо тебе, что не оставил меня в своих заботах», повторила она благодарные слова, привычно склоняясь перед образами в вечерней молитве. Примечание. Поводов для ареста не давал. Аврора, 1991 год, номер 11, страница 7.
Конец примечания. А Анна Андреевна? Надо полагать, что решение свекрови пришлось ей по душе, и трудно ее за это упрекать, ибо обстановка в Питере действительно была суровой. Как и потом, в годы блокады, интеллигенция пыталась кучковаться, переселяясь к редким источникам тепла. Зимой 1920 года в квартире на Ивановской, где жил Гумилев, стало невыносимо от холода. Ему удалось переехать в Дом искусств, бывший дом Елисеева на углу Невского и Мойки, где судьба соединила писателей, литературных и художественных деятелей, многих из сотрудников «Аполлона». Анна Андреевна приедет в Бежецк, если верить памяти Л.Н., лишь через 4 года, в 1925 году. Приедет утром и уже в обед того же дня соберется в обратную дорогу. Подобная поспешность, похожая на бегство, ошеломит, глубоко обидит сына. Примечание. Поводов для ареста не давал. Аврора, 1991 год, номер 11, страница 7. Конец примечания. Вот здесь, мне кажется, нужно искать корни будущего отчуждения А.А. и сына, а не только в лагерной поре и каких-то недоразумениях переписки 1949-1956 годов. Это тем значимее, что Лев навсегда сохранил благоговейное, святое отношение к отцу. Он, Л.Н., ушел от меня, а в сердце на многие годы осталась память о вырвавшихся у него как сокровенный вздох словах «Мой папа», писала Герштейн. Примечание. Герштейн. Лишняя любовь. Новый мир. 1993 год. Номер 11. Страница 155. Конец примечания. Добавим, что упомянутый блиц-визит к сыну был в том году, когда Анне Ивановне было плохо. Она очень больна, даже при смерти, но теперь поправляется, с облегчением констатировала А.А. в январе 1925 года. Примечание. Лукницкий. Встречи с Анной Ахматовой. Том 1, страница 25. Конец примечания. Месяцем раньше было написано стихотворение, где поминался брошенный сын. Оно называлось «Бежецк». Там белые церкви и звонкий светящийся лед, там милого сына цветут васильковые очи, над городом древним алмазные русские ночи, и серп поднебесный желтее, чем липовый мед. В это время Ленинград, уже не Петроград, еще не стал сытым, но уже был неповским, уже с возодившимся литературными вечерами, пусть не такими красивыми и изысканными, как десяток лет назад, но все же. Заботы у А.А. стали другие. Вспоминает Лукницкий. Просила сказать мое мнение о том, как она держалась на эстраде 25 ноября 1925 года. Я ответил, что с полным достоинством и немного гордо. Я не умею кланяться публике. За что кланяться? За то, что публика выслушала? За то, что аплодировала? Нет, кланяться совершенно не нужно. Примечание. Лукницкий. Встречи с Анной Ахматовой. Том 1, страница 38. Конец примечания. Павел Лукницкий встречался с А.А. несколько раз в неделю и скрупулезно записывал все маломальски существенное о самой А.А. и уж точно все, абсолютно все, связанное с его кумиром Николаем Гумилевым. Первый том его встреч с Анной Ахматовой вышел в Париже в 1991 году и содержит записи с декабря 1924 года по декабрь 1925 года. Примечание. Обещанный издательством «Имка Пресс» второй том
появился лишь через 6 лет. Конец примечания. Так вот, за весь 1925 год Бежецк и Лёва поминаются всего 4 раза. Впрочем, косвенно Бежецк фигурирует еще один раз, и это, по сути, грустное упоминание, облеченное в элегантную форму. Бежецкие жили бедно, им пришлось даже продавать мебель, и Анна Андреевна вспомнила о проданной кровати. Упоительная кровать была. Лукницкий комментирует: очень часто к мебели, к столу, креслу и так далее АА прилагает самые нежные, самые ласковые эпитеты. Примечание. Лукницкий. Встреча с Анной Ахматовой. Том 1. Страница 73. Конец примечания. Раздражала АА и сводная сестра Гумилева Сверчкова. По-видимому, разговоры с ней поручались Лукницкому. АА дает мне руководящие указания, отмечал он в дневнике. Примечание. Лукницкий. Встреча с Анной Ахматовой. Том 1. Страница 72. Конец примечания. В другом месте Лукницкий пишет: АА про Сверчкову, когда она ушла. Я ей дала 30 рублей, и она сейчас же стала уверять, что НС любил меня всегда, что он говорил ей и так далее. Зачем это? Подумай только. 30 рублей нужно. Примечание. Лукницкий. Встреча с Анной Ахматовой. Том 1. Страница 75. Конец примечания. Может быть, Сверчкова была малоприятной, неумной женщиной, у нее были плохие отношения и с Левой, но на ней держался бюджет Бежецкого очага. Анна Андреевна бывала подчас откровенно грубой и злопамятной. Даже по прошествии многих лет, в 60-х годах, когда сводной сестры уже не было в живых, она в беглых, неоконченных заметках писала: «Как можно придавать значение и вообще подпускать к священной теме, речь идет о Николае Гумилеве, мещанку и кретинку Гумилеву, которая к тому же ничего не помнит, и не только про Николая Гумилева, но и про собственного мужа». Примечание. Самый непрочитанный поэт. Заметки Анны Ахматовой о Николае Гумилеве. Новый мир, 1990 год, номер 5, страница 220. Конец примечания. Злобно? Не похоже на АА. Удивительно и другое. Нигде в разговорах АА не всплывает ее отношение к Анне Ивановне Гумилевой, на плечах которой держался все эти годы вообще весь дом, и нигде нет и намека на благодарность ей. В декабре 1925 года Лукницкий записал: АА получила сегодня письмо из Бежецка. Деньги, которые она выслала, 50 рублей, они наконец получили. Сшили Леве костюм и купили сапоги. В письме сообщают, что Лева только что заболел, что у него 39 градусов температура и что именно еще не выяснено. АА сказала это с тревогой и очень обеспокоена этим. Примечание. Лукницкий. Встреча с Анной Ахматовой. Том 1. Страница 310. Конец примечания. Анна Андреевна по этому поводу просила послать телеграмму в Бежецк, а вечер провела с тем же Лукницким, обсуждая гибель Сергея Есенина, которая ее очень взволновала. Примечание. Лукницкий. Встреча с Анной Ахматовой. Том 1. Страница 312. Конец примечания. АА была очень внимательна к своему здоровью. Достаточно просмотреть записи Лукницкого о вполне нормальных днях фонтанного дома, чтобы убедиться в этом. Температура сегодня такая. Утром 36,9, в 3 часа дня 37,1, в 7 37,3, в 9 часов вечера 37,5. Примечание. Лукницкий.
Встречи с Анной Ахматовой. Том 1, страница 35. Конец примечания. Приходящие к Анне Андреевне гости, по словам Лукницкого, начинали разговор с ней с ее болезни. Примечание. Лукницкий. Встречи с Анной Ахматовой. Том 1. Страница 182. Конец примечания. Много внимания уделяла АА здоровью своей собачки. Лукницкий записал: она, АА, очень огорчена болезнью ТАПа. У него горячий нос, что-то на спине. Завтра АА отвезет его в больницу. Примечание. Лукницкий. Встречи с Анной Ахматовой. Том 1, страница 10. Конец примечания. Ей бы не в больницу с собачкой, а в поезд и клеве. Смотришь, и жизнь была бы потом счастливее, не только славой поэта, но и сыном. Между тем она захлопнула страшную дверь, как сама написала в Бежецке. А почему, кстати, страшную? За ней остался лев. Не пришлось бы АА в самом конце жизни признать эти роковые ошибки 20-х годов? После многих лет, так сказать, необщения с сыном, она в 1966 году в разговоре с Лидией Чуковской сообщила той самую лучшую новость, которую она приберегала под конец. Лева был у Нины и сказал: «Хочу к маме». Примечание. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. 1963-1966 годы. Том 3. Москва. Согласие. 1997 год. Страница 312. Конец примечания. АА не мой герой, но много раз по ходу сбора материалов и написания книги возникал вопрос: а почему никто и никогда не создал биографии Анны Ахматовой? Нормальной, человеческой, а не поэтической. Не работа Лукницкого в разных вариантах, авторском, парижском или в обработке Веры Лукницкой, ни трехтомник Лидии Чуковской не в зачет. Примечание. Лукницкая. Николай Гумилев. Ленинград. 1990 год. Конец примечания. Ни то, ни другое не биография, а скорее цитатники из АА. Поучительные, интересные, но не биография. Единственная, вот это и удивительно, у нас в стране книга, претендующая на роль биографии, принадлежит англичанке Аманде Хейт, но это скорее автобиография. Примечание. Хейт. Анна Ахматова. Поэтические странствия. Москва. Радуга. 1991 год. Конец примечания. Как замечал Оксман, АА очень многое диктовала о себе и своей работе Аманде. Это скорее то, что хотела сама АА рассказать о своей жизни. По этому поводу вспоминаются ее уже очень справедливые слова. Страшно выговорить, но люди видят только то, что хотят видеть, и слышат только то, что хотят слышать. Говорят в основном сами с собой и почти всегда отвечают себе сами, не слушая собеседника. На этом свойстве человеческой природы держится 90% чудовищных слухов, ложных репутаций, свято сбереженных сплетен. Примечание. Ахматова. Сочинение в 2 томах. 1990 год. Том 2. Страница 237. Конец примечания. И еще.
Что же касается мемуаров вообще, я предупреждаю читателя. 20% мемуаров так или иначе фальшивки. Самовольное введение прямой речи следует признать деянием уголовно наказуемым, потому что оно из мемуаров с легкостью перекочевывает в почтенные литературоведческие работы и биографии. Примечание. Лукницкая, Николай Гумилев. Ленинград, 1990 год. Страница 163. Конец примечания. Анна Андреевна, по-видимому, права. Но тогда как же быть с воспоминаниями Лукницкого, где почти все построено на, так сказать, прямой речи? Счастьем для маленького Левы было то, что его добрым ангелом все эти смутные годы была бабушка, Анна Ивановна, изумительной доброты и ума человек. Она его выходила, вырастила и воспитала. Посмотрите на фотографию. Открытое, красивое лицо. А.И. была хороша собой, высокого роста, худощавая, с красивым овалом лица, правильными чертами и большими добрыми глазами. Очень хорошо воспитанная и очень начитанная. Характера приятного, всегда всем довольная, уравновешенная, спокойная, писала невестка Анна Гумилева, жена Дмитрия Степановича, про свою свекровь. Когда А.А. сказала Анне Ивановне, что разводится с Гумилевым, поставив условием, чтобы Лева остался у нее в случае развода, Анна Ивановна вознегодовала, позвала Н.С. и заявила ему, тут же при А.А.: «Я тебе правду скажу, Леву я больше Ани и больше тебя люблю». Примечание. Лухницкая, Николай Гумилев, Ленинград, 1990 год, страница 163. Конец примечания. Это была некрасивая фраза. Вся дальнейшая жизнь Анны Ивановны до отъезда Левы в Ленинград самоотверженная и мудрая, заслоняющая мальчика от волнений и тягот окружающего, во многом враждебного мира, доказательство безмерной любви к Леве. Примечание. В 1938 году она слегла, узнав, что Лева арестован, и уже не вставала, а умерла в декабре 1942 года. Конец примечания. Бабушка по мере сил старалась заменить внуку его родителей и все больше привязывалась к нему. Лев напоминал ей внешним обликом, повадками и рано проявившейся самостоятельностью погибшего сына. Не лез на глаза, не капризничал, сам легко находил для себя занятия. После школы один, обычно устроившись на леопардовой шкуре, которую Николай Степанович привез из Абиссинии, что-то рисовал или же играл в оловянных солдатиков. Примечание. Поводов для ареста не давал. Аврора, 1991 год, номер 11, страница 7. Конец примечания. Сохранность этого маленького, уютного мирка, библиотека, леопардовая шкура, тишина и покой, была заботой бабушки, и это было все труднее. С 1918 года, как уже говорилось, они жили в чужой снятой квартире. К тому же, не считая денег из Питера, а они поступали редко, единственным источником дохода была весьма скромная зарплата падчерицы Анны Ивановны, учительницы школы первой ступени. Они не голодали, хлеб был, провинция все же, не Питер, но уже картошка с льняным маслом казалась лакомством. Школа была уже за пределами этого мирка. Там открытая враждебность. Учебники, отнятые у сироты, враги народа, более позднее изобретение, серые, малоинтересные уроки.
Все обучение было настолько низко по уровню, что, приехав в Ленинград, Лев вторично поступает в 9 класс, чтобы иметь шанс поступить потом в институт. На этом мрачном фоне был один светлый человек. Учитель с большой буквы, память о котором осталась у Л.Н. до конца дней. Преподаватель обществоведения и литературы в старших классах железнодорожной школы Александр Михайлович Переслегин. О сложившихся отношениях, об их роли в формировании Л.Н. говорит его письмо, написанное в декабре 1968 года к своему бежецкому учителю. Закончил 3-ю часть моей степной трилогии «Поиски вымышленного царства», то есть царство пресвитера Иоанна, 861-1312 годы. Получился скорее трактат, нежели монография, но так будет интереснее. И еще, сдал в журнал «Природа» огромную статью «Этнос и этногенез как явление природы». Приняли, и то, и другое родилось из наших бесед, когда вы уделяли глупому мальчишке столько времени и внимания. С 1928 года моя мысль работала, будучи толкнута вами. Сейчас я стар и в остром переутомлении от сверхнапряжений, но передо мною все чаще встают картины детства и ваш светлый образ. Обнимаю вас, Лева. Примечание. Сенин. Переслегин, наставник Льва Николаевича Гумилева. Санкт-Петербургский университет, 1997 год, номер 18, страница 16. Конец примечания. Необходимо сказать несколько слов об этом удивительном человеке. Переслегин, 1891-1973 годы, родился в Лисичанске, в семье горного инженера. В 1900 году отец получил назначение в Петербург, но неожиданно умер в дороге от сердечного приступа. Жена и 9 детей добрались до места назначения одни. После окончания историко-филологического факультета университета Александр Михайлович был оставлен на кафедре русской истории для научной работы. Начал писать диссертацию, но революция, голод и разруха, а также смерть одного из детей вынудили семью переселиться в провинциальный Бежецк. По обеспечению это все-таки была, как тогда говорили, вторая Украина. В 1919 году Александр Михайлович стал преподавателем той самой школы. На гумилевских чтениях 1997 года были гости из Бежецка, из Твери, родные и знакомые Переслегина. Они рассказали о нем немало интересного. Недавно нашли тетрадь Александра Михайловича со стихами Мандельштама, Веры Инбер и самого Льва, перекликавшимися со стихами отца. Да и сам Переслегин писал стихи. Вообще говоря, он был образованнейшим человеком, владел французским, старославянским, древнегреческим. Внешне Александр Михайлович был похож на Суворова, быстрый, изящный, с хохолком на голове. С Гумилевыми Переслегины дружили домами, и чем-то Александр Михайлович заменил Льву отца. В преподавании Переслегин использовал игровую педагогику. На уроках обществоведения фигурировали сказочные государства и вымышленные персонажи, которые потом перекочевали и в некоторые детские сочинения Льва. Мне попались 3 опуса. Один совсем юного Льва из рыцарских времен, драма в 4 действиях, записанная на бедненькой школьной тетрадке в клеточку, явно детским почерком, и 2 молодого Льва, герой Эль Кабрилло и Тоду Вакка. Из стихов Лёвы Гумилева, дошедших до нас, процитирую шахматную партию, посвященную Переслегину. Учитель любил шахматы, но Л.Н. в возрасте как-то скрывал это свое увлечение, или оно прошло с годами.
Благословенная Каисса, мне помогает твой приход. Я на доске хитрее Улисса себе выискиваю ход. Примечание. Каисса, богиня шахмат. Конец примечания. Я грозно пешек надвигаю, а плот надежный им слоны, конем умело упреждаю атаку с левой стороны. Все остальное было в Бежецкой школе плохо. Школьные годы – жестокое испытание, будет вспоминать Л.Н. в конце жизни. Без знания языков и литературы теряются связи с окружающим миром людей, а без истории – с наследием прошлого. Но в 20-х годах история была изъята из школьных программ, а география сведена до минимума. То и другое на пользу не пошло. Примечание. Гумилев. Биография научной теории или автонекролог. Знамя. 1988 год, номер 4, страница 203. Конец примечания. В школе Лев учился неровно. Шел первым по литературе, обществоведению, биологии и плелся в хвосте по физике, химии, математике. Примечание. Поводов для ареста не давал. Аврора, 1991 год, номер 11, страница 8. Конец примечания. Сам он объясняет это так. Интересным для автора оказались история и география, но не математика и изучение языков. Почему это было так, сказать трудно, да и не нужно, ибо относится к психофизиологии и генетической памяти. Примечание. Гумилев. Биография научной теории или автонекролог. Знамя, 1988 год, номер 4, страница 203. Конец примечания. К генетической памяти мы еще вернемся, а вот другое объяснить труднее. Почему-то взрослый Лев Гумилев неоднократно говорит о рубеже 6 лет. Только с 6-7 лет человек, писал Л.Н., может начать выбирать интересное и отталкивать скучное. Примечание. Гумилев. Биография научной теории или автонекролог. Знамя, 1988 год, номер 4, страница 203. Интересно, что отец его с 6-летнего возраста прислушивался к чтению на уроках брата. 7 лет уже читал и писал. Николай Гумилев в воспоминаниях современников. Нью-Йорк, Париж, 1990 год, страница 114. Конец примечания. Та же мысль высказывается и в одном из писем к Савицкому. Историей я занимаюсь 38 лет, то есть с 6-летнего возраста. Первые 10 лет были посвящены гимназическому курсу, затем пошел Восток. Примечание. Письмо Савицкому, 3 декабря 1956 года. Конец примечания. К счастью для Левы, тогда в Бежецке была библиотека, полная сочинений Майн Рида, Купера, Жюля Верна, Уэллса, Джека Лондона и многих других увлекательных авторов, дающих обильную информацию. Там были хроники Шекспира, исторические романы Дюма, Конан Дойла, Вальтера Скотта, Стивенсона. Да и в Слепневском доме была большая старинная библиотека. Примечание. Гумилев в воспоминаниях современников. Нью-Йорк, Париж, 1990 год, страница 121. Конец примечания. Чтение давало Льву первичный фактический материал и будило мысль. Так стали возникать первые исторические вопросы. Зачем Александр Македонский пошел на Индию? Почему пунические войны сделали Рим вечным городом? А коль скоро так, то почему готы и вандалы легко его разрушили? В школе тогда ничего не говорили ни о крестовых походах,
ни о Столетней войне между Францией и Англией, ни о реформации и Тридцатилетней войне, опустошившей Германию, а об открытии Америки и колониальных захватах можно было узнать только из беллетристики, так как не все учителя сами об этом имели представление. Примечание. Гумилев. Биография научной теории или автонекролог. Знамя, 1988 год, номер 4, страница 203. Конец примечания. Излишний интерес к истории, как вспоминал Л.Н., вызывал насмешки. Но было нечто более сильное, чем провинциальная очарованность. Это нечто находилось в старых учебниках, где события были изложены систематически, что позволяло их запоминать и сопоставлять. Тогда всемирная история и глобальная география превращались из калейдоскопа занятных новелл в стройную картину окружающего нас мира. Примечание. Глобальная география. Формула почему-то совсем неизвестная ни в науке, ни в системе образования, но имеющая полное право на существование. Когда-то я не обратил внимания на эту гумилевскую находку, но в 1997 году, абсолютно независимо от Л.Н., мы назвали так свой учебник для 11 класса. Гладкий Лавров, глобальная география, Москва, Дрофа, 1997 год. Конец примечания. Это дало уму некоторое удовлетворение. Однако оно было неполным. В начале XX века гимназическая история ограничивалась Древним Востоком, античной и средневековой Европой и Россией. Китай, Индия, Африка, доколумбовская Америка, главная великая степь Евразийского континента, были тогда терра инкогнита. Они требовали изучения. Примечание. Гумилев. Биография научной теории или автонекролог. Знамя, 1988 год, номер 4, страница 203. Конец примечания. Интерес к географии подогревался еще и присланным Анной Андреевной атласом на немецком языке. Немецким Лев не владел, но поиск на карте с латинским шрифтом – полезное дело. Не случайно Л.Н. потом блестяще знал географическую номенклатуру. Биографы Николая Гумилева старались найти сходство отца и сына, ту самую генетическую память, о которой позже поминал и сам Л.Н. Речь идет не просто о внешнем сходстве, хотя оно было. Ходосевич писал, что Л.Н. в детстве был очень похож на отца. Это видно на широко известной фотографии, но в зрелые годы Гумилев стал более походить на мать. Примечание. Ардов. Легендарная ордынка. Новый мир. 1994 год. Номер 5. Страница 114. Конец примечания. Но имеются и более глубокие основания для сходства. Никто почему-то не сказал, что и Николая, и Льва Гумилевых воспитывала одна и та же женщина, мудрая и добрая Анна Ивановна Гумилева-Львова. Думаю, первое, что было от нее унаследовано, это вера, глубокая религиозность. Анна Гумилева, невестка Н.С., вспоминала: дети воспитывались в строгих принципах православной религии. Мать часто заходила с ними в часовню поставить свечку, что нравилось Коле. С детства он был религиозным и таким же остался до конца своих дней, глубоко верующим христианином. Коля любил зайти в церковь, поставить свечку и иногда долго молился перед иконой Спасителя. Но по характеру он был скрытный и не любил об этом говорить. Примечание. Гумилев в воспоминаниях современников. Москва, 1990 год. Страница 113. Конец примечания. Правда, Владислав Ходосевич, говоря о Николае Степановиче, отмечал, что хотя Гумилев не забывал креститься на все церкви, но я редко видел людей до такой степени не подозревавших о том,
Что такое религия? Примечание. Ардов. Легендарная ордынка. Новый мир. 1994 год. Номер 5. Страница 116. Конец примечания. Но я больше склонен доверять невестке Николая Степановича Гумилева, которая, надо полагать, знала лучше. Что же касается Л.Н., то Ардов вспоминал: в нем, Льве Гумилеве, я встретил первого в нашем интеллигентском кругу сознательного христианина. Я помню, как поразила меня его короткая фраза о Господе Иисусе. Он вдруг сказал мне просто и весомо: но мы-то с вами знаем, что Он воскрес. Примечание. Ардов. Легендарная ордынка. Новый мир. 1994 год. Номер 5. Страница 116. Конец примечания. Мне кажется, что он не любил об этом говорить. Во всяком случае, только случайно в 5-летие со дня смерти Л.Н., когда мы по традиции собрались на Никольском кладбище, я услышал об его роли в восстановлении университетской церкви. Раньше знал только о двадцатке в храме на обводном канале. Многое сближает образы отца и сына. Что тут от генетической памяти, а что от стремления быть похожим, точно определить невозможно. Но главное общее – пассионарность. У Николая Степановича Гумилева она проявлялась в любой сфере его деятельности. В творчестве, в неодолимой тяге дальних странствий, стремлении быть лидером, успевать во всем от триумфов в любви до лидерства в цехе поэтов, лидерстве в создании нового направления в поэзии, готовности к подвигу и поиске опасностей, в преодолении физической слабости, в юношестве и создании противовеса ей, всегдашней позе мужественной неколебимости. Маковской. Примечание. Долево-Добровольский. Образ отца Николая Степановича Гумилева в трудах его сына Льва Николаевича Гумилева. В сборнике «Гумилевы и Бежецкий край». Бежецк, 1996 год. Вернадский. Русская история. Москва, 1997 год, страница 258. Гумилев в воспоминаниях современников. Москва, 1990 год, страница 73. Конец примечания. Но это отнюдь не цельный образ, а очень многогранный, противоречивый, двойственный. Есть Гумилев имиджа, холодный, так сказать, железный человек, а есть совсем другой Гумилев, открытый для немногих друзей. Один весь в самоутверждении, другой благодушно доброжелательный к ученикам и поклонникам, гумилятам, простой и добрый. Отцуп. Примечание. Гумилев в воспоминаниях современников. Страница 175. Конец примечания. Пассионарность его и в достижении мечты казалась самой неосуществимой. В письме отцу юный Николай Гумилев писал о мечте пожить между берегом Красного моря и Суданским таинственным лесом. Тогда денег на это не было, но в 1908 году он отправляется в путь, сэкономив средства из ежемесячной родительской получки. Отправная точка – Париж. Родители ничего не знают. Им идут заранее заготовленные и оставленные друзьям открытки. Примечание. Гумилев в воспоминаниях современников. Страница 91. Конец примечания. Мечта об Африке, об этой исполинской груше на дереве Древней Греции реализовалась и не раз. В 1908 году Египет 2 месяца, в 1909 году Абиссиния несколько месяцев, в 1910 году снова Абиссиния, в 1913 году на полгода в Африке на Сомалийском полуострове. Все это принято немного шаблонно и даже пошловато
именовать музой дальних странствий. Во время последней поездки наступает некоторый перелом. Николай Степанович едет в Африку на средства и по поручению Музея антропологии и этнографии в Петербурге. Если до этого доминировала романтика и экзотика, слоновые клыки и шкуры леопарда, Лёва играл на одной из них в Слепневе, картины, иконы и кустарные ткани, то теперь это приобретало характер планомерного исследования. Правда, Ахматова, называвшая мужа великим бродягой, все его находки называла маскарадной рухлядью. Примечание. Лукницкая. Гумилев. Ленинград, 1990 год, страница 65. Самый непрочитанный поэт. Заметки Анны Ахматовой о Николае Гумилеве. Новый мир, 1990 год, номер 5, страница 223. Конец примечания. Над трофеями, привезенными из Абиссинии, подшучивал в редакции «Аполлона» и известный юморист Аркадий Аверченко. Он заявлял, что внимательно осмотрел эти шкурки, а затем очень учтиво спросил у Николая Степановича Гумилева, почему на обороте каждой шкурки отпечатано лиловое клеймо петербургского городского ломбарда, намекая на то, что все африканские похождения Гумилева – миф, сочиненный им здесь, в Петербурге. Гумилев ни слова не сказал остряку. На самом деле печати на шкурах были поставлены не ломбардом, а музеем Академии наук. Примечание. Из воспоминаний Корнея Чуковского. Лукницкая, Николай Гумилев, Ленинград, 1990 год, страница 217, конец примечания. Между тем, по отзывам специалистов, коллекция, подаренная музею Николаем Степановичем Гумилевым, была самой ценной из имеющихся по этому региону. Тонкие знания Африки запечатлелись и в поэзии Николая Степановича. Знаменитый африканист Ольдерогге, внимательно, с карандашом читавший его книгу «Шатер», ни в своих пометках, ни позже не упрекнул автора в сколько-нибудь серьезных ошибках. Примечание. Дэвидсон. Муза странствий Николая Гумилева. Азия и Африка, 1988 год, номер 3. Конец примечания. А как было с музой странствий у Льва Николаевича? Гораздо сложнее. В первую экспедицию он поехал из-за бедственного положения. Не было ни работы, ни денег, ни поддержки. С зарубежными поездками вышло еще хуже. Л.Н. был за границей всего 2 раза. В 1966 году поездка в Прагу и Будапешт на археологический конгресс, да еще в 1973 году поездка в Польшу. Со многими районами СССР, от Беломор-канала до Норильска и Омска, ему пришлось знакомиться принудительно, совсем независимо от тяги к перемене мест. Продолжу свои сопоставления биографий сына и отца. Самые знаменитые гумилевские «Пути конквистадоров» открываются эпиграфом из Андре Жида. «Я стал кочевником, чтобы сладострастно прикасаться ко всему, что кочует». Через десятки лет Лев в первом своем письме Савицкому сообщит: «Я уже 20 лет тому назад с огромным интересом прочел вашу работу о задачах кочевниковедения. Я посвятил свою жизнь именно этому разделу истории». Примечание. Письмо Гумилева Савицкому. 18 ноября 1956 года. Конец примечания. Что это? Совпадение? Случайность? А вот еще. Николай Степанович Гумилев замечал: «Я пишу географию в стихах. Это самая поэтическая наука, а из нее делают какой-то сухой гербарий. Сейчас у меня Африка, черные племена. Надо изобразить, как они представляют себе мир». Примечание. Гумилев в воспоминаниях современников. Москва, 1990 год, страница
230. Конец примечания. Л.Н. не писал географию в стихах, но сделал все, чтобы она не была похожа на сухой гербарий. Его география во многом оживляла и объясняла историю, не становясь при этом примитивным географическим детерминизмом. Примечательна в этом отношении ссылка Л.Н. на автора XVIII века, который писал: «При всяком шаге историка, не имеющего в руках географии, встречается притыкание». Примечание. Гумилев. Поиски вымышленного царства. Москва. Наука. 1970 год. Страница 33. Конец примечания. Ахматова вспоминала, что в 1916 году Николай Степанович говорил ей: «Ты научила меня верить в Бога и любить Россию». Примечание. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Том 3. Москва, 1997 год. Страница 10. Конец примечания. Насчет веры мы уже приводили и другие мнения, а патриотизм Николая Степановича Гумилева был несомненен. Кто еще из поэтов так называемого Серебряного века ушел на фронт в первые же дни войны? Кто из них, на короткий срок возвращаясь в Петроград, имел на груди 2 Георгия? Василий Немирович Данченко вспоминал о Николае Степановиче. В мировой бойне он был таким же пламенным и бестрепетным паладином, встречавшим опасности лицом к лицу. В самые ужасные минуты, когда все терялись кругом, он был сдержан и спокоен, точно мерял смерть из-под припухших серых век. Его эскадрон, случалось, сажали в окопы, и всадники служили за пехотинцев. Гумилев встанет, бывало, на банкет бруствера, из-за которого немцы и русские перебрасываются ручными гранатами, и, нисколько не думая, что он является живой целью, весь уходит жадными глазами в зеленеющие дали. Примечание. Николай Гумилев в воспоминаниях современников. Москва, 1990 год, страница 232. Конец примечания. Через полвека поедет на фронт добровольцем его сын Лев. Поедет из своей первой Голгофы. В апреле 1945 года он напишет: «Воюю я пока удачно. Наступал, брал города, пил спирт, ел кур и уток, особенно мне нравилось воронье. Немцы, пытаясь задержать меня, несколько раз стреляли в меня из пушек, но не попали. Воевать мне понравилось, в тылу гораздо скучнее». И прибавит еще: «Передвижение в Западной Европе гораздо легче, чем в Северной Азии». Примечание. Герштейн. Лишняя любовь. Новый мир, 1993 год, номер 11, страница 153. Конец примечания. Недостатки у Николая Степановича и Льва Николаевича в чем-то совпали. Про Н.С. один из его друзей писал: «Точными знаниями он не обладал ни в какой области, а язык знал только один, русский, да и то с запинкой. Писал не без орфографических ошибок, не умел расставлять знаков препинания, приносил стихи и говорил: а запятые расставьте сами». Примечание. Николай Гумилев в воспоминаниях современников. Москва, 1990 год. Страницы 48-49. Конец примечания. Л.Н. писал без всяких ошибок, но самокритично отзывался о своих знаниях. Основными недостатками своей подготовки я считаю: а. Слабое знание языков. Читаю свободно только по-французски и по-английски. Знаю персидский и таджикский, но не за все периоды, они очень разные. По-немецки читаю еле-еле, а по-татарски еще хуже. Латынь чуть-чуть. Это, конечно, очень грустно, но не моя вина. В. Не успел выучить как должно философию европейскую, так как отвлекался на Восток. С. Совсем слабо знаю математику,
Но этот пробел восполняю тем, что принимаю на веру результаты ее и пытаюсь применять к истории. Примечание. Письмо Льва Николаевича Гумилева Савицкому, 3 декабря 1956 года. Конец примечания. Поиски так называемой генной памяти могут завести нас далеко. Нельзя вместе с тем пройти и мимо различия отца и сына. Поэт говорил, что если идея истинно художественная, то она может и должна быть выражена только стихом. Ученый любил писать стихи, но стал известен прозой. Я имею в виду лучшую научно-популярную книгу «Поиски вымышленного царства». Георгий Адамович отмечал, что при жизни Николая Гумилева его книги не имели большого распространения. Он имел учеников, последователей, но проникнуть в широкую публику ему не давали, и, по-видимому, он этим тяготился. Ранняя насильственная смерть дала толчок к расширению поэтической славы Николая Степановича. Примечание. Николай Гумилев в воспоминаниях современников. Страница 244. Конец примечания. Л.Н. большую часть жизни писал, что называется, в стол. Популярность настигла его после смерти. Книги Гумилева стали выходить массовыми тиражами, Евразийский национальный университет в Астане был назван его именем и так далее. Это был триумф после смерти. Воспоминания о Льве Николаевиче Гумилеве. От редакции. К сожалению, параллельно с возрастающей славой Льва Гумилева нарастало сопротивление распространению его идей. Популярности ему не прощали и при жизни. Жизнь и творчество ученого после его смерти стали объектами недоброжелательства. В их числе откровенная клевета, пиратские и некорректные издания его книг. В Петербурге сочли его научный подвиг сродни литературе и приписали его квартиру к литературному музею Анны Ахматовой. Образ ученого-евразийца стали подавать только как лагерника и сына великой поэтессы, опубликовали его личную переписку. Но Наталья Викторовна Гумилева передала квартиру в дар городу не для проведения в ней литературных вечеров и лицедейных мероприятий. Накануне столетнего юбилея Льва Николаевича Гумилева поднялся политтехнологический информационный шум. Цитирование трудов Гумилева стало, так сказать, популярным не только среди политиков и разнообразных несогласных оранжистов, но даже в среде гламура. Начался карнавал абсурда, осмеяние и забалтывание темы. Не вникая глубоко, не понимая, насколько их дела противоположны термину, они захотели называться пассионариями. Переворачивая с ног на голову, беря за основу суждения недругов ученого, стали переписывать его биографию. Из чулана истории достают пресловутую легенду о татаро-монгольском иге, выдуманную на Западе в XVIII веке, с которой боролся Гумилев. Не нашлось места верующему ученому в православной энциклопедии. Энтологию по Гумилеву не преподают в вузах, но появились так называемые центры, необоснованно присвоившие себе его имя. Беглое изучение деятельности этих центров не оставляет сомнений. Это осваивание средств и самопиар. Несмотря на это, идеи Льва Гумилева полновластно живут и работают. Именно это и было для Льва Николаевича подлинным счастьем. Когда его труды идут в дело. После 20 лет поисков различных путей развития стала очевидной правота его взглядов на развитие и взаимодействие этнических систем. Налаживаются проверенные веками связи, которые были бездумно разрушены. Успешно создается Евразийский экономический союз. Открытиями и научным подвигом бывшего изгоя ныне гордится Россия. Гумилева. Воспоминания. С Львом Николаевичем я познакомилась совершенно неожиданно. В 1965 году у нашего общего друга, художника Юрия Матвеевича Казмичева.
Он был петербуржец и еще до войны дружил со Львом. Когда Лев очень голодал, то иногда забегал к Юре попить чайку и позировал ему, за что Юрий Матвеевич иногда даже что-то платил. Но еще больше Льва привлекала возможность побеседовать с братом Юры, Михаилом Матвеевичем, высокообразованным человеком, замечательным переводчиком с испанского и португальского, который хорошо знал поэзию и историю. Во время войны в эвакуацию Юра попал в Москву, потом женился и стал москвичом. Однажды Юра позвонил мне и сказал, что к нему приезжает друг, которого он не видел, наверное, лет 15. Это замечательный человек, умница, доктор наук. Юриной жены Оли в тот момент не было в Москве, и он попросил меня помочь устроить небольшой стол для гостей. Я, конечно, согласилась, испекла небольшой пирог и приехала к вечеру в мастерскую Юры, куда-то на окраину города, организовала ужин, и мы стали ждать гостя. Было еще несколько приглашенных, художников и ученых. Когда Юра сказал мне, что его друг, сын Ахматовой и Николая Степановича Гумилева, на меня это не произвело никакого впечатления. Я, конечно, слышала об Ахматовой, у нас дома у папы была даже книжечка ее стихов, но мне был интересен именно друг Юры, такой, по его словам, замечательный и талантливый человек. А то, что он сидел 14 лет, было для меня вообще поразительно, как своего рода эталон трагичности и героизма. Мы сели за стол в мастерской, небольшой длинной комнате, где Юра работал. Я сидела в конце стола, откуда мне была видна дверь. И вот она открылась, и перед нами предстал человек с очень светлым и детским выражением лица, излучающий доброту. Одет он был в короткий пиджак, из рукавов которого выглядывали манжеты рубашки. Но я прежде всего обратила внимание на лицо. Какое удивительное, светящееся лицо! Он галантно поклонился, сел с нами за стол, очень легко включился в общий разговор, стал сразу что-то рассказывать. Во время той первой нашей встречи Лев говорил о проблемах со словом о полку Игореве. Лихачев поручил ему объяснить монгольские слова, которые встречались в слове. А когда Лев чем-то занимался, он уходил в этот вопрос весь целиком. Он рассказывал о том, что только в XIII веке на Руси появились татаро-монголы, а в XII веке, когда по общепринятой версии было написано слово, о монголах еще не было и слуха. И он передвинул время написания слова с 1187 года на более поздний срок, на 1250 год. Ну, конечно, все возмутились. Как же так? Ведь датировка слова уже устоявшийся факт. Особенно воспротивился Рыбаков. Лихачев был более гибок. Он сказал: «Мне кажется, что верна моя версия, но и Гумилев имеет право на свою трактовку». Когда Лев нам все это рассказывал, мы слушали, раскрыв рот. Потом задавали вопросы. И вот какая особенность меня тогда поразила. Лев Николаевич говорил понятно и уважительно с любым слушателем, даже с самым некомпетентным, и о сложных вещах рассказывал так, что все было понятно. Так мы познакомились, и мне кажется, я сразу в него и влюбилась. Я не могла от него глаз оторвать, только на него и смотрела. Добрейшее лицо, но при этом он часто уходил в себя, глазами вроде смотрит на тебя, но чувствуя, что он где-то далеко. Он даже мог что-то при этом говорить, но думал о своем. У него в голове все время шел мыслительный процесс. Лев через несколько лет после нашей первой встречи мне рассказывал. Я посмотрел и подумал: о, какая красивая москвичка! Ну, тут не обломится. У нее, наверное, тьма поклонников. Так что я даже и не рассчитывал. Но наш Юра Казмичев очень хорошо относился к нам обоим и считал, что хорошо бы нас соединить, и стал своего рода свахой. Через какое-то время после той первой встречи Юра
опять позвонил мне и сказал, что приезжал Лев Николаевич и спрашивал, как там поживает наша красивая москвичка. Он, значит, меня запомнил, но меня в то время не было в Москве, а на третий раз, уже в 1966 году, когда он приехал, то позвонил мне и сказал, что скоро у него выйдет новая книга, и он привезет ее мне в подарок. То есть у него появился предлог повидаться, и я тоже была этим довольна. Я дала ему по телефону свой адрес. Он очень обрадовался. Это было трудное для Льва Николаевича время. В марте 1966 года умерла его матушка Анна Андреевна, и начались всякие сложности и неприятности. Наследие Ахматовой начали делить Пунины, хотя Лев был единственным сыном и законным наследником и отдал все безвозмездно по дарственной в Пушкинский дом, получив совершенно формально 100 рублей. Пушкинскому дому запретили принимать архив от Льва Николаевича. Союз писателей принимал все решения не в его пользу. Он был измучен тяжбами, длившимися уже почти полгода. Но, вопреки всему, Пунина весь архив Ахматовой за большие деньги продала в 2 организации. Когда в августе 1966 года Лев Николаевич в очередной раз приехал в Москву и позвонил, я пригласила его зайти. Он был очень вежливый, немножко чопорный. Он ведь воспитан был бабушкой, которая, по сути дела, воспитала 3 сыновей, Николая Степановича, Дмитрия Степановича и Льва. Он с ней был с рождения и получил хорошее воспитание. Знал, как себя вести с дамами, мог поцеловать руку. Это все ему было просто. Лев подарил мне свою книжку «Открытие Хазарии» с надписью «Очаровательной Наталье Викторовне Симоновской» от автора 30 августа 1966 года. Когда он пришел, все было очень мило, но чувствовалась какая-то неловкость, говорить было трудно. И он быстро ушел. Я подумала, это хороший признак, то, что он умеет уходить. В этом отношении со Львом всегда было легко, он был очень деликатным человеком. А уже в следующий раз я встретила гостя более основательно, что называется, разложила шатер. Я ужасно волновалась, потому что была уже влюблена. А Лев мне казался таким спокойным. Он стал меня дотошно расспрашивать о моем происхождении, о семье, пока не убедился, что все в порядке. И тогда я поняла, что он не зря интересуется. Через несколько дней он снова мне позвонил и предложил встретиться и погулять по Москве. Ну, где у нас можно встретиться? Я жила на Зубовской, между Плющихой и Крымской набережной, поэтому и предложила пойти в парк культуры имени Горького. Он согласился. Перед встречей я очень долго нафабривалась, чтобы быть красивой. Платье меняла несколько раз, а он, бедный, стоял на Зубовской площади на остановке автобуса. И поскольку он человек очень пунктуальный, то мое опоздание в мою пользу его не настроило. Когда я прибежала, он сказал, что уже собирался уходить. Пришлось мне извиняться. Мы сели в автобус, хотя ехать нужно было всего 2 остановки. И тут я поняла, что денег у меня нет. Я ему призналась в этом, а он сказал, у меня есть. Ну, я успокоилась. Значит, все будет хорошо. Он был очень грустный, потому что умерла матушка, на носу суд о наследстве, но он мне ничего об этом не говорил. Я только со стороны узнавала обо всех этих неприятностях. Сели мы в парке в открытом кафе за круглый столик. Нам принесли какое-то жесткое мясо. Все было весьма неромантично, но, несмотря ни на что, мне было очень приятно просто находиться рядом с ним. И тут он предложил прокатиться на пароходике по Москве-реке. Я с радостью согласилась. Сели мы на пароходик. Людей было мало. Так хорошо, уютно, солнышко светит. Я сидела около окошка, и вдруг он чмок и поцеловал меня в щеку. Я вся замерла, а он опять сидит, как ни в чем не бывало. В конце концов приехали опять на Зубовскую площадь. Я его к себе не пригласила,
попрощалась с ним, а он очень удивился, расстроился и спросил: «Когда вас можно навестить?» Я ответила: «Не раньше вторника». И он пришел ко мне во вторник. Тогда уже начался наш настоящий роман. Через некоторое время Лев сделал мне предложение стать его женой. Мы договорились, что через какое-то время я приеду в Ленинград. Но раньше середины июня я приехать не могла, так как мне нужно было закончить иллюстрации к книге и сдать работу в издательство. Я хотела ехать не с пустыми руками, а получить деньги, чтобы было с чем начинать новую жизнь. Лев сказал, что тоже должен закончить работу с гранками древних тюрок, поэтому решили, что я приеду 15 июня. Он уехал. Я скорее принялась заканчивать оформление книжки о какой-то пионерке, которую мне заказали в Дедгизе. В конце концов я ее вымучила. Прошел месяц-полтора, уже приближается 15 июня, а Лев не звонит, не пишет. Я подумала, может быть, он передумал, и написала ему маленькое письмецо на открытке, совершенно детское, с вопросом: «Может быть, вы раздумали жениться?» Через несколько дней получаю открытку: «Я вас жду 15-го. Все в порядке, пол вымыт». Я удивилась: «При чем здесь пол?» Таков был Лев, коротко и точно. Это было время ленинианы, подготовки к столетнему юбилею, и все рисовали Ленина. Я тоже под это дело взяла в Союзе художников аванс 200 рублей. Это была тогда очень большая сумма, и решила назвать будущую работу «Юность Ленина в Петербурге» или что-то вроде этого. В общем, какая-то чушь. Я получила эти 200 рублей, получила деньги за книжку и отправилась в Ленинград. Левочка меня встретил на Московском вокзале. Он взял мой чемодан и сумку, снял ремень со своих брюк, просунул его через ручки чемодана и сумки и повесил это сооружение через плечо. Я подумала: срам какой, как же мы пойдем так? И попросила: давайте понесем вместе. Но он отрезал: так ведь нести легче. Так с вещами наперевес мы дотащились до трамвая. Долго ехали по Лиговскому проспекту, там еще добирались до дома на Московском проспекте, а я все страдала от того, что он нес эти тяжести на ремне. В то время Московский проспект был еще новым районом. Стояли большие сталинские дома. Была открытая площадь, на ней Ленин с простертой ручкой, небольшой скверик. Когда мы подошли к дому, Лев сказал: «Вот тут я живу», и показал свое окно на 6-м этаже. А вокруг окна почему-то все было черное. Я спросила: «А почему же оно такое черное?» «А это мы так курим». То есть они так страшно курили в открытую форточку, что кирпичи закоптились. Лев курил всю жизнь, до самой смерти, причем очень много и только Беломор, просто не выпускал папиросу изо рта. Только в последние годы, когда уже сильно заболел, стал курить меньше. Дом назывался «Эпохи реабилитанса», то есть был построен специально для реабилитированных. Мы поднялись на 6-й этаж, в квартиру. Это была малогабаритная трехкомнатная квартира с маленькой кухней, в которой обитали милиционер Николай Иванович с женой и сыном Андрюшкой, Павел, поэт, и страшный пьяница с женой Раисой, еще какие-то тетки и дети. Они меня встретили настороженно. Я поняла, что там надо себя вести потихоньку и постепенно отрегулировать отношения. Левочкина комната была маленькая, 12 метров, узкая, но светлая. В окно было видно много неба, но меня поразил какой-то специфический запах. Я понимала, что, будучи доктором наук, он занят только наукой. Долго сидел, но чтобы жить в таких условиях...
Это была первая за всю жизнь собственная комната Льва. И он был счастлив и горд, что имеет свой угол. Переехать в Москву было невозможно, потому что у него была работа в Ленинградском университете. Из Эрмитажа его перевели в экономико-географический институт при университете и сказали: «Вы не отказываетесь, Лев Николаевич». А Льву что? Ну, пусть география. И он начал читать студентам курс исторической географии. Его лекции пользовались большим успехом. Еще одной отдушиной для него было географическое общество, где он был председателем секции этнографии, организовывал семинары и выпуск научных сборников. Но вернемся к моему приезду. Когда мы пришли в квартиру, там в кухне почему-то сидел друг Льва, Василий Абросов. Он был очень симпатичный, но без руки, а лицо уже немного обрюзгшее. Жил Вася в Великих Луках, но частенько приезжал в Ленинград. Он сделал важные открытия по гетерохронности увлажнения Каспийского бассейна. Они написали со Львом несколько совместных статей. Позже Вася написал книгу «Балхаш». Лев хотел помочь ему с публикацией, то есть позвонить президенту географического общества Станиславу Викентьевичу Колеснику, который очень уважительно относился ко Льву. Но Вася вдруг начал рыдать и кричать: «Нет, не звони, только не ты, только не ты». Видимо, Василия Никифоровича запугали и, соответственно, настроили: если Гумилев будет за него хлопотать, то будет плохо. Лев очень удивился, ибо чистосердечно хотел помочь, позвонить, соединить с президентом общества и рассказать о значимости книги Абросова, потому что Колесник высоко ценил знания Льва Николаевича и его мнение. А тогда, в день моего приезда в Ленинград, Васю мы уложили спать на полу, на каком-то матраце, а сами легли на старом диване. Утром Лев ушел в университет, Вася уехал, а я завязала лицо платком, поставила лестницу и начала посыпать в углах, за карнизами, плинтусами и обоями каким-то порошком от клопов. В течение недели старый диван я выбросила и купила новый. И постепенно начала все обновлять. Самодельные книжные полки, которые были сколочены гвоздями, как у Робинзона Круза, заменили на застекленные настоящие. Сделали косметический ремонт, поставили 2 кресла, кругленький столик. Все обновилось, и стало как-то легче дышать. Я постаралась устроить в комнате некий уют. Льву это все нравилось. Он стал много писать за своим большим старинным письменным столом, купленным в комиссионном магазине. Нас начали посещать некоторые знакомые Льва. Например, Гелиан Прохоров, это был его главный ученик, и его жена Инна. Лев в свое время очень их любил. Но позже Гелиан начал ему почему-то грубить, перестал быть внимательным, отказался быть продолжателем идей Льва. Видимо, его тоже о чем-то предупредили, а может и завербовали. Лев называл это гусиным словом. Какое-то гусиное слово людям говорят, и они сразу отходят от меня. Про это гусиное слово ему признался только Володя Куренной. Он был архитектор, строитель, приехал из Средней Азии, был со Львом несколько раз в экспедициях, потом стал преподавать в строительном институте ЛИСИ. Володя рассказал, что его вызвали в первый отдел института и сказали: «Вы, кажется, теорию Гумилева читаете студентам? Так извольте это прекратить, а то вам придется уйти из ЛИСИ». Это был единственный человек, который признался Льву Николаевичу, что его вызывали. Остальные просто грубили, и поэтому приходилось расставаться. Лев говорил: «Ложь я не переношу». Тот же Гелиан, к примеру. Когда через некоторое время после моего переезда в Ленинград, уже в 1968 году, мы пошли расписываться в ЗАГС, Лев пригласил Гелиана Прохорова быть свидетелем, а еще одного своего знакомого и соавтора по статье Алексина, как второго свидетеля для резерва,
а я пригласила свою подругу, художницу Нику Моисееву. Мы прождали в ЗАГСе очень долго. Гиллиан так и не появился. Свидетелем пришлось выступить Алексину. А когда мы вернулись домой, то увидели, что Гиллиан сидит в комнате. На недоуменный вопрос Льва он сказал: «Я не люблю оставлять расписки». Что-то такое он успел, видимо, шепнуть и Нике, потому что она после этого события стала меня избегать и даже не захотела встретиться, чтобы взять забытый у нас кошелек. За Львом Николаевичем постоянно был негласный надзор органов. В той коммуналке на Московском проспекте жил милиционер Николай Иванович, которому было поручено присматривать за Львом. Но он, слава богу, по натуре своей был человек добрый и, исполняя свою службу, при этом добродушно советовал: «Ты, Лев Николаевич, бумажки-то со стихами рви, в уборной не оставляй». Во время обострения советско-китайских отношений спрашивал Льва: «Что ты там пишешь, Лев Николаевич? Это за Китай или против?» «Да против, Николай Иванович». «Ну, тогда больше пиши». Доброта его и погубила. Он пожалел немца-туриста, который на улице Питера торговал колготками, не задержал его, а на него самого потом донесли и выгнали из милиции. Он начал еще больше пить. Жена его запилила, и однажды он пошел на чердак и там повесился. В целом же, несмотря на внешние неприятности и бытовые тяготы, мы были тогда очень счастливы в этой маленькой комнатке, потому что любили друг друга, и нам было очень хорошо и легко вдвоем. Да и окружение в этой коммунальной квартире все-таки было очень хорошее, доброжелательное. Еще до меня соседки помогали Льву с хозяйственными делами, а он любил возиться с ребятами. Павел, поэт, здоровый детина, но, к сожалению, пьяница, все время писал какие-то стихи и давал Льву читать. Он же по дружбе сколотил Льву книжные полки. Прожили мы вместе в этой маленькой комнате 7 лет, а Лев 17. И в один прекрасный день к нам пришел изумительной красоты старый монгол. Это был академик Ринчен. Он занимался этнографией степных народов, прекрасно знал языки, они со Львом вели научную переписку. Будучи проездом в Ленинграде, Ринчен посетил Льва Николаевича. На нем был роскошный синий халат, подпоясанный поясом с серебряными бляхами, в шапке из черно-бурой лисы. Его сопровождал какой-то человек, по всей видимости, стукач. Он увидел Ринчена в экзотическом наряде в метро, прицепился с расспросами, проводил его до самых дверей Льва Николаевича, а вслед за академиком и сам просочился в квартиру. Но дело не в этом. После посещения Ринчена к нам пришла дворничиха и сказала: «Не хотите ли сменить комнату на большую, но тоже в коммуналке?» Видимо, соответствующие органы решили, что неудобно Гумилеву жить в этой берлоге, если к нему ходят такие важные гости. Предложили комнату на Большой Московской, в доме около Владимирского собора. С одной стороны от нас был музей Достоевского, а с другой дом, где прежде жил Чернышевский. Лев тогда говорил: «Ну, теперь я живу между двумя каторжниками». Там уже было просторнее, да и расположение в центре города Льву нравилось, хотя были и свои минусы. В этой коммунальной квартире нашим соседом стал тюремный служащий. Жил он с семьей, а свои обязанности по отношению ко Льву исполнял более рьяно, нежели милиционер Николай Иванович, но тоже страшно пил. В той комнате постоянно, в наше отсутствие, проводили шмоны, искали что-то в бумагах. Лев, зная их повадки и уже разозлившись, однажды написал записку: «Начальник, когда шмонаешь, книги клади на место, а рукописи не кради, а то буду на тебя капать», и положил в ящик письменного стола. Записка примерно такого же содержания
лежала в его письменном столе и в моей московской квартире, куда мы переезжали каждый год на лето. А зимой, соответственно, квартира была ненаселенной и посещалась, так сказать, заинтересованными товарищами. Из жизни в Ленинграде мне особенно запомнились наши многочисленные поездки по пригородам Ленинграда. Прямо под нашим домом останавливался автобус, и почти каждую субботу или воскресенье мы на него садились и ехали в Царское Село или в Павловск. Ездили мы и в Гатчину, в церковь, где вел службу отец Василий, Бутыло, который многие годы был духовным отцом Льва Николаевича. Лев очень любил церковное пение. У нас дома было много грампластинок с записями православных песнопений, и Лев их с удовольствием слушал. В некоторые праздники, особенно на Пасху и в Рождество, уже в последние годы жизни Льва, когда идти в храм ему было тяжело, я готовила праздничный стол, зажигала свечи и включала какую-нибудь из этих пластинок. Было так торжественно и возвышенно. В театры мы ходили часто, особенно на балеты. Наш друг Савелий Ямщиков, искусствовед и реставратор, был женат на известной прима-балерине Мариинского театра Валентине Ганнибаловой, поэтому мы с большим удовольствием пересмотрели множество спектаклей. А в те первые мои ленинградские годы мы совершали чудесные долгие прогулки по паркам, которые производили на меня даже большее впечатление, чем самые наилучшие и красивейшие спектакли. Когда мы со Львом гуляли, он непрерывно рассказывал об истории, читал стихи и делал это превосходно. Мне, как художнице, хотелось мир созерцать, смотреть на все вокруг и любоваться. Я ему говорила: «Лев, ну подожди, посмотри, какая красота! Тебе же надо передохнуть». Ответ был: «Ничего, я не устаю, я отдыхаю таким образом». И продолжал рассказывать об истории. Вероятно, во время этих бесед он размышлял над своими концепциями, что-то сопоставлял, проверял. Мозг у него работал все время как мотор. Однажды он мне сказал: «Я чувствую себя как объевшийся человек. Меня распирает. Я должен с кем-то поделиться мыслями. Понимаешь, у меня все в голове. Мне скорее нужно все изложить в книгах». Единственное, что он успел написать в лагере между тяжелыми работами, это книга «Хунну». Писал на листочках, которые ему приносили зэки. Так как он был человек уже очень больной, у него началась язва двенадцатиперстной кишки, его часто освобождали от работ, и он мог писать. У меня сохранились 4 тетрадки, вернее, стопки листочков, подобранных по цвету, зеленые, розовые и так далее, в которых мелким почерком, буквально бисером, были сделаны записи. Причем все это написано так чисто и четко, как будто он с чего-то списывал. Во время второй посадки 1949-56 годов книги у него были, тогда уже разрешили присылать. Ну и, конечно, выручала феноменальная память, благодаря которой у него была колоссальная подготовка. В Бежецке, еще в детстве, Лев впитывал в себя все, что прочитывал. Там была прекрасная городская библиотека, да и бабушке много книг удалось перевести из имения. Лев их все прочитал. Память у него, как я уже писала, была фантастическая. Еще когда он не мог сам читать, бабушка читала ему вслух Шекспира. И Лев страшно увлекся. Он запоминал имена всех королей и герцогов. Когда мы гуляли, он часто мне говорил: «Хочешь, Наталья, я тебе перечислю всех королей по династиям?» Но я отмахивалась: «Бог с тобой, зачем мне все это?» «Нет, я тебе расскажу», и перечислял бесконечные английские или французские имена. Всемирную историю Лев знал досконально. Голова у него была пропитана всем этим. Плюс к этому он ведь и языки знал. Не скажу, чтобы блестяще, но с французского он мог свободно переводить и разговаривать. Знал немецкий, совсем неплохо
персидской и таджикской, а казахской понимал. Когда он сидел в лагере, там было много людей разных национальностей и разных вероисповеданий. Он общался с ними, ему это было интересно и давало богатый материал для анализа. Как народы общаются между собой, какие у них обычаи и какая культура, в чем между ними разница, почему одни уживаются с соседями, а другие нет. Он говорил, что важно находить комплементарность. Если есть комплементарность народов друг к другу, то надо ее сохранять, поддерживать. А если ее нет, но народы волею судеб живут рядом, то лучше жить порознь, но в дружбе. Этим-то и ценно евразийство, к которому Лев Николаевич уже потом пришел, досконально изучив историю народов, проживающих на территории Российской империи, а затем Советского Союза. Он хорошо знал труды основателей евразийства, живших в эмиграции. Он переписывался с Георгием Вернадским, с Петром Николаевичем Савицким, они были в дружбе, в какой-то момент даже встретились в Чехословакии. Но Лев Николаевич в евразийство привнес свои открытия, теорию этногенеза, понятие пассионарности как движущей силы исторических процессов. Во время наших долгих прогулок по пригородам Ленинграда Лев рассказывал не только о серьезном, а мог и посмеяться, и анекдот рассказать. Вообще он был очень смешливым человеком, очень веселым. Он никогда не вспоминал свои лагеря и связанные с ними трагические моменты. Но мне известно, конечно, несколько таких трагических случаев из его жизни. Однажды в Норильске он спускался в шахту. Там была не лестница, а какие-то деревянные балки, какие-то пальцы, которые шли в шахматном порядке через один. И вдруг у него на голове погас фонарь. Он завис неподвижно, не видя, куда наступать дальше. Некоторое время простоял так, а потом решил ступить наобум. И только стал спускать ногу, как фонарик, слава богу, зажегся, и он в последний момент увидел, что балки нет, и нога его ступает в пустоту. То есть он мог упасть и разбиться, и только счастливая случайность его спасла. Этот рассказ произвел на меня очень тяжелое впечатление. Потом он рассказывал, как его спас Савченко, бывший строитель, который сидел с ним вместе. Очень сильный и властный человек. Они со Львом довольно долго были в одном лагере и находились вместе с урками. Вообще это было довольно редко, когда их смешивали с политическими, но тогда было именно так. В бараке завязалась какая-то драка. Один урка был сильно пьян и пошел на Льва с топором. Он замахнулся, чтобы ударить, но тут Савченко подскочил и выбил топор из его рук и спас Льва. Такую вот историю он мне рассказал. И Алексей Федорович в своих воспоминаниях тоже об этом пишет. Но рассказывал и смешные истории. В лагере был один молодой человек, совсем простой, работал вроде бы маляром. Он очень любил Льва Николаевича и все время говорил: «Я знаю историю на 90%, а Лев Николаевич остальные 10%. Часто Лев устраивал в бараке лекции для своих соседей. Рассказывал им об Иване Грозном и других исторических персонажах, а все его, разинув рот, слушали. И однажды этот молодой человек вдруг говорит: «Ну, это все ерунда. А вот я знаю на 90% больше Льва Николаевича». Ему говорят: «Ну скажи тогда, Лешка, или Васька, не помню точно, как его звали, то-то и то-то». А он отвечает: «Ну, это как раз те 10%, которые знает Лев Николаевич». Вот это он всегда с большим весельем вспоминал. Позже уже в Ленинграде этот парень у нас появился и даже покрасил балкон масляной краской, которую где-то добыл бесплатно. И еще Лев много раз рассказывал о Козыреве. Николай Александрович Козырев, известный астрофизик, занимавшийся, кроме прочего, теорией времени. Они встретились с Левочкой в лагере. Козырев был тогда уже кандидат наук,
а Лев еще только студент третьего курса. Но знания Льва уже тогда были таковы, что они могли легко общаться, им было интересно друг с другом, и они очень подружились. Но когда Лев сказал, что открыл явление пассионарности и хотел рассказать об этом, то Козырев сразу перебил его. А я тоже сделал открытие. Я открыл, что такое время. И Льву показалось, что это было сказано в запальчивости, от обиды. Вот, мол, какой-то мальчишка-студент открыл пассионарность, а я что? Я думаю, что Лев тогда ошибался. Николай Александрович, видимо, действительно тогда всерьез думал на эту тему. Ведь это очень сложно — понять, что такое время. Никто не мог этого объяснить ни с физической, ни с исторической точки зрения. В 1943 году в Норильске, когда у Льва кончился срок и его оставили там на поселении, а Николай Александрович еще отбывал срок, они жили вдвоем в палатке за пределами поселка, на склоне горы и выполняли какие-то задания, видимо, по геологии. В один прекрасный день палатку, в которой они жили, вдруг начало страшно трясти, как во время землетрясения. Слышны были тяжелые шаги вокруг палатки, как будто слон ходит. Но когда они выходили, никаких следов вокруг палатки не обнаруживали. Снег идет, и все спокойно. Так повторялось довольно долго, и это было неприятно и раздражало. Однажды Николай Александрович подымался по тропе вверх, к палатке, и вдруг почувствовал, что его кто-то взял за плечи и толкнул на торос. А он был человек очень тренированный, сильный, настоящий спортсмен. Во время падения у него сломались 2 ребра. Боль была дикая, он еле дотащился до палатки. И тут Лев говорит: это албаст. Ведь он изучал этнографию и верования разных народов. Он знал, что шаманы северных народов совершают заклинания над потусторонними силами. В Сибири и Средней Азии был известен дух по имени Албаст. Лев стал лечить Николая Александровича и помог ему быстрее выздороветь. Надо сказать, что у Льва было очень сильное поле рук. Он мог даже кровь заговаривать. Но как он это делал, никогда не признавался. Но странные явления вокруг палатки продолжались, и терпению их пришел конец. Нужно было что-то делать с этим албастом. И вот в очередной раз, когда начались шумы и трясения, Лев заговорил на разных языках, уговаривал албаста оставить их в покое. И когда он дошел до персидского, вдруг все прекратилось, наступила полная тишина. Спустившись однажды вниз в поселок и разговаривая с местными аборигенами, Лев рассказал об этом случае. Его спросили: а вы палатку-то где поставили? Вот там-то. Да вы что? Вы ведь на самой дороге поставили, где ходят наши духи. Надо было поставить в стороне, а то вы ему ход загородили. Так вот все и объяснилось. Палатку они после этого, конечно, переставили. Уже позже, после 1956 года, когда Льва выпустили после 2-го срока, они с Козыревым встретились в Ленинграде. Сохранилась их совместная фотография, сделанная на Ленинградской улице. Лев на ней выглядит очень молодо. Вообще, есть много раз подтвержденное наблюдение, что после отсидки и возвращения из лагеря люди как-то очень молодели, выглядели на несколько лет моложе, а потом постепенно снова возвращались к облику, соответствующему их возрасту. Вот и Лев после лагеря, когда отмылся, побрился, выглядел лет на 27. Это очень хорошо видно на фотографии. Характер у Льва Николаевича был замечательным. С ним вообще было хорошо и легко. Он был деликатный человек с идеальным характером, но твердый в принципиальных вопросах науки. И это при том, что у него была такая тяжелая жизнь. Его обижали с самого рождения. Он был недолюбленный ребенок,
практически брошенный своей матерью. Он ни от кого, кроме бабушки, не видел тепла. Он как-то сказал мне: «Кроме тебя и бабушки, ко мне никто так хорошо не относился». Ему хотелось от людей внимания, чтобы к нему по-человечески тепло относились. И когда кто-то проявлял такое отношение, Лев бывал этому очень рад и всячески старался ответить добром. Он очень дорожил моей лаской. Иногда, если он ложился спать раньше, я его благословляла и целовала в лоб. А он всегда говорил «спасибо». В нем было столько детского. Мы никогда с ним не ссорились. Всего один раз он на меня заворчал. Это случилось по поводу его работы. Лев Николаевич ведь все тогда дома работал, читал, писал, правил гранки, и большим ударом для него стал отказ его постоянной машинистки, которая всегда перепечатывала его тексты. Я решила тогда сама научиться печатать. Купила за 75 рублей у своей соседки в Москве старую пишущую машинку «Континенталь». Это была большая железная машинка начала XX века. Сейчас она в Ленинграде. Я напечатала на ней всю вторую докторскую диссертацию Льва Николаевича «Этногенез и биосфера Земли». С большими трудами, с потом и кровью вся работа была напечатана. Лев работал постоянно. Иногда он хотел что-то поправить в тексте и просил допечатать 2-3 строчки, а потом вклеивал их в готовую машинопись. Но я была в тот момент чем-то занята на кухне. Он вспылил. Я говорю: «Ну я же не стерва, я сейчас напечатаю». Он извинился и поцеловал меня. За то время, пока мы были с ним вместе, то есть за 25 лет, он написал все основные свои книги, кроме написанных раньше «Древних тюрок» и «Хунну». Все остальные книги он уже при мне написал, то есть буквально вывалил их из головы. У него все время было стремление работать, 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 и это его больше всего радовало. Так как я художник и понимаю, что такое творчество, то для меня его занятие это было святое. Я знаю, что, когда человек погружен в науку или в искусство, его нельзя трогать, у него прерывается мысль. Это не все понимают. Для этого надо самому пережить творческий процесс. Это нужно чувствовать, очень любить человека и очень уважать. И он, видимо, был мне за это благодарен. Первая книга, которая у него при мне вышла, «Поиски вымышленного царства». Я делала к ней обложку и 5 шмуц-титулов. В том же оформлении она была потом издана на испанском языке. Вообще, история издания книг Льва Николаевича – это отдельная и довольно непростая тема. Например, была очень неприятная история с книгой «Конец и вновь начало». Мало того, что в издательстве «Наука» изменили название на слишком наукообразное «География этноса в исторический период» и довольно грубо порезали текст, так под конец во всем готовом тираже в 30 тысяч, видимо по указанию сверху, замазали черной типографской краской на задней сторонке переплета очень положительное высказывание Дмитрия Сергеевича Лихачева о Льве Николаевиче и его книге. Вообще, редакторы иногда просто издевались над Львом. Например, был такой Кунин в «Восток-издате». Он редактировал книгу «Хунны в Китае» и намеренно перепутал все надписи на картах, снял подписи. Книга вышла без указателей со значительными купюрами. У книги «Этногенез и биосфера Земли» вообще была 15-летняя история мытарств от депонированной в Винити рукописи до нормальной книги. Тем не менее, несмотря на все козни, неприятности и обиды, Лев Николаевич все-таки напечатал к концу жизни все, что хотел. И дело, конечно, не в обидах. Он думал прежде всего о том, как довести свои мысли до людей, до читателей и побудить их к размышлениям. Очень тяжелым для Льва Николаевича на протяжении почти всей его жизни в науке было непонимание коллег-ученых и нежелание общаться с ним из-за постоянного надзора органов. Он говорил:
мне не с кем поговорить. Весь ужас в том, что мне негде проверить мысли своей теории. Если бы они могли хотя бы поспорить со мной, опровергнуть или поддержать, ведь наука всегда требует обсуждения. Это особенно важно, когда делаются новые открытия, да еще в пограничных областях, на стыке наук, как это было в случае с пассионарной теорией этногенеза. Те академики, которые писали на Льва доносы в ЦК КПСС, Брамлей, Григулевич, Рыбаков, не откликались на его призывы вступить в открытую дискуссию. Их статьи печатали, а Льву почти никогда не давали ответить. Академик Брамлей однажды принародно заявил: «Я не могу дискутировать с Гумилевым, потому что не знаю так историю. А Гумилев ходит по всемирной истории, как по своей квартире». Лев искал подкрепление своей теории пассионарности со стороны естественных наук, географии, биологии, генетики. Его очень интересовало, что могут сказать о его выводах представители этих дисциплин. В 1967 году Лев познакомился с Тимофеевым Рисовским, очень известным ученым-генетиком. Внешне это был очень крупный мужчина, громогласный, с большим носом. В 1930-40-е годы он был директором генетического института в Германии. Поговаривали, что там проводили опыты над людьми. Но так или иначе он сохранил себе жизнь, работая на немцев. После возвращения в СССР ему не разрешили жить в Москве, и он жил и работал в Обнинске. Лев хотел с ним обсудить свои вопросы, поговорить о пассионарности, что это за признак, доминантный он или рецессивный, как он передается и тому подобное. Летом, в субботу и воскресенье, Лев уезжал в Обнинск, где общался с Николаем Владимировичем. Они много беседовали, спорили. Лев там очень уставал. Да еще дорога занимала 3 часа в одну сторону. А тут Льву Николаевичу предложили написать вместе с Тимофеевым Рисовским статью для журнала «Природа». И Лев очень загорелся. Но когда он спросил Тимофеева Рисовского: «Что такое этнос? Как вы его понимаете?» Тот стал приводить какое-то кондовое сталинское определение: общность языка, территории и прочее. Это Льва совершенно не удовлетворило. А как раз в это время около Николая Владимировича появился Даниил Гранин, который решил, что своей повестью «Зубр» он освободит ученого от всех сплетен, которые вокруг него велись. И он, видимо, внушил Тимофею Рисовскому, что общение с Гумилевым для него нежелательно. Разве это допустимо, чтобы две такие взрывные фамилии, Гумилев и Тимофеев Рисовский, были рядом? И Тимофеев Рисовский нагрубил Льву, прислал ему жуткое оскорбительное письмо, приведшее Льва в шок. А тут, в марте 1969 года, нам дали путевку в пансионат под Лугой. И там Лев написал Николаю Владимировичу потрясающий ответ. К сожалению, Айдер Куркчи не вернул мне подлинник этого письма, но правда напечатал его. Лев очень деликатно, элегантно, но при этом очень убедительно и жестко письменно высек Тимофеева Рисовского. Когда дело касалось науки, он был непреклонен. На это письмо Лев получил от Тимофеева Рисовского ответ с извинениями. Потом он приехал к нам со своей женой, Еленой Санной. Она тоже была генетик, благороднейший человек. Они появились в нашей маленькой комнатке, и Лев, конечно, сразу заговорил о своей науке. «Давайте-ка еще повторим то, что вы написали, и то, что вы считаете верным». Николай Владимирович дал 3 составляющих своего определения, и Лев, наконец, был удовлетворен. А Елена Санна говорит: «Коля, почему же ты сразу об этом не сказал?» НВ смутился, как-то не смотрел Льву в глаза. Потом быстро встал, и они начали прощаться. Лев пошел их провожать,
А я смотрела из окна. У нас весь проспект сверху из окошка просматривался. НВ не стоял, а бегал от угла к углу взад и вперед. Ему, видимо, было стыдно. Потом они сели в такси и укатили. Больше мы их не видели. В итоге Лев написал статью 1, и она была напечатана в первом и втором номерах журнала «Природа» за 1970 год. Статья получилась очень интересная, а меня Лев попросил сделать к ней иллюстрации. Портреты многих исторических персонажей, упоминавшихся в тексте. Тимофеев-Лисовский тоже написал свою отдельную статью, но ее не приняли, так как отзыв был отрицательным. Статья же Льва вызвала бурную дискуссию, которую печатали в 1970 и 1971 году. Отношение к Льву Николаевичу ученых-коллег всегда было очень осторожным. Его все боялись из-за его лагерного прошлого. Рядом с нами жил декан географического факультета ЛГУ, почтенный ученый Семевский. Лев всегда был очень аккуратен с бумагами. Когда он уезжал на лето в Москву, то всегда подавал заявление на факультет, указывал сроки, просил дать отпуск. Декан жил в соседнем доме, причем очень хорошо относился ко Льву, так как, будучи сам ученым, хорошо понимал значимость Льва Николаевича. Но никакой близости он допустить не мог. Лев вынужден был ехать в университет за этой подписью, вместо того, чтобы подойти к декану домой и просто подписать заявление. А когда они попадали в один автобус по дороге на работу, Семевский пересаживался куда-то назад, чтобы только не сидеть рядом со Львом. Правда, когда Лев Николаевич решил защищать свою теорию этногенеза в виде второй докторской диссертации, так как иного способа обнародовать свои взгляды у него не было, декан поддержал его идею. Из Москвы были приглашены два оппонента профессора – генетик Алтухов и географ Мурзаев. Ученый совет геофака ЛГУ единогласно утвердил его диссертацию. А ВАК нет, и при этом там заявили, это больше, чем докторская, а потому и не докторская, утвердить не можем, потому что это открытие, в котором мы некомпетентны. Диссертацию печатать не разрешили, а разрешили только депонировать. После депонирования рукописи в Винити несколько тысяч экземпляров этой работы было напечатано по заказам читателей. Вся типография Винити работала на копирование Гумилева. Работяги из типографии очень тогда выиграли. Они под телогрейками выносили по нескольку ротопринтных томов за ограду типографии, а к ним подходили и спрашивали «Гумилев есть?» И покупали. Потом руководство Винити наконец сказало, что больше печатать не будут, потому что сколько же можно, ибо научная организация, где книга была одобрена, должна ее напечатать. И только через 15 лет после защиты, 1974 год, в 1989 году университет напечатал книгу «Этногенез и биосфера Земли» с кисло-сладким предисловием Итса. По поводу теории пассионарности Льва Николаевича было много спекуляций и нападок. Некоторые авторы утверждали, что это новая редакция теории героя и толпы. Но ведь Лев писал, что пассионарии не обязательно имеют положительную доминанту. Пассионарии, как люди, не сахар, однако без них не движется история. Кстати, пассионарии совершенно не обязательно бывают вождями, героями. Руководитель может быть и умеренно пассионарным, но чтобы в стране произошли какие-то положительные или отрицательные изменения, активные пассионарии обязательно должны быть в народной массе. В XVIII веке Екатерина II освободила дворян от обязательной воинской службы, но в 1812 году они еще дрались, и очень здорово дрались, потому что сохранилось поколение воинов-пассионариев. А дальше началось, что делать, куда идти, и тут оставшимся без дела пассионариям подсунули масонские лозунги типа
свобода, равенство, братство. На них клюнули все эти клоповоняющие Базаровы, Волоховы. В общем, образовался у нас в XIX веке западнический субэтнос, который все время расшатывал устои государства. Как-то я смотрю на собрание сочинений Чехова и говорю Льву: скучно мне читать Чехова. Язык замечательный, образы великолепные, но эти ноющие женщины невыносимы. А это уже началась эпоха скуки, сказал он. Самое страшное, когда люди начинают скучать. Значит, они инертны, у них нет энергии. Настоящий творческий человек, художник, писатель, ученый, никогда не скучает. А к концу XIX века у нас появилось огромное количество обывателей, и так как Чехов жил среди них, то он их описывал. В Москву, работать, работать, а работы вокруг навалом. Разве это творческие люди? Поели, попили, поспали, а дальше что делать? Вот тебе и скука. У меня такое ощущение, что Чехов своих героинь терпеть не мог. Попрыгунья, Душечка. Все с ними мне стало ясно, когда Лев сказал, что это была эпоха растраченной пассионарности. Лев был русским человеком, но при этом уважал другие народы, этносы. Когда в лагере на допросах он сказал, что занимался описанием религиозной живописи бурят-буддистов, ему говорят: «А, значит, вы буддист?» Когда занимался католиками: «А, значит, вы католик?» А он был просто русский человек и по роду своих интересов занимался различными этносами. Он говорил, что плохих этносов просто не бывает. Есть лишь разные степени комплементарности в их отношениях друг с другом. Когда складывается обоюдная комплементарность, получается благоприятное сочетание. Народы уживаются друг с другом и могут объединяться в единое государство. Например, российское государство сложилось на такой огромной территории именно благодаря тому, что была обоюдная комплементарность народов, живших на своих землях. Создание единого государства на пространстве от Балтики до Тихого океана было естественным процессом и происходило без кровопролития. У нас не было ничего, хотя бы отдаленно напоминающего историю создания США, когда индейцы-аборигены истреблялись сотнями тысяч. В таком понимании русской истории Лев Николаевич был очень схож с классическими евразийцами – Вернадским, Трубецким и Савицким. Но первопричину возникновения государства Лев объяснил по-своему, на основе своей пассионарной теории. В XIII веке киевский период Древней Руси закончился. Последовал следующий, начиная со времен Александра Невского, пассионарный толчок. Это первый пассионарий, который был ясно выявлен. Потом наступило что-то вроде инкубационного периода, когда пассионарии только выявлялись. Появлялись очень энергичные бояре. Ведь самое главное, не каков царь, а каково окружение. Бояре. Если окружение пассионарно и патриотично, то какая нам разница, кто по национальности царь, татарин, русский или белорус? При патриотическом окружении царь может быть даже не очень умным. Поговаривали, например, что первый Романов, Михаил Федорович, был не слишком умен, но при нем был его мудрый отец и наставник, патриарх Филарет. Пока у нас не будет настоящего патриотизма, основанного на любви к родной земле и ее истории, ничего хорошего не получится. Современной политикой Лев Николаевич никогда не занимался. За политикой не следил. Утверждал, что в описаниях современных событий много неправды. Только отойдя от злобы дня, можно выяснить истинную подоплеку событий и их направленность. Про ситуацию последних лет он говорил: «Мне очень тяжело на все это смотреть. Чем это кончится, не знаю». Запад, по его словам, навязывает России неприсущий ей стереотип поведения. Сказался и геноцид русского народа в советское время. Выбили элиту, аристократию, ученых, просто энергичных, самобытных людей.
Они отдали свои силы тупой каторжной работе, а скольких расстреляли, утопили в баржах. Лев был тоже приговорен к расстрелу, но не успели привести приговор в исполнение. Арестовали Ежова и стали пересматривать вынесенные при нем приговоры. Лев говорил: «Я Солженицына уважаю за то, что он смог написать «Архипелаг ГУЛАГ», потому что мне даже вспоминать это все не по силам». Ведь он никогда не рассказывал о перенесенных в лагере испытаниях. Остался лишь короткий дневник с односложными фразами «голод», «холод», «тяжелые работы». У Льва были весьма непростые отношения с его знаменитой матерью Анной Ахматовой. Он приехал в Ленинград из Бежецка в 1929 году, чтобы продолжить учебу, и закончил там 9 класс. По сути дела, впервые за всю жизнь Лев попытался жить вместе со своей матерью. Но Анна Андреевна была занята собой. Сын ей был не нужен. Многие талантливые люди эгоцентричны, так что сильно осуждать ее я не могу. Ее жизнь тоже была незавидной. Стихи не печатали, все время донимала безденежье, к быту она была не приспособлена, а выживать как-то надо, поэтому была то с Шилейко, то с Пуниным, не умирать же с голоду. Видимо, она полюбила Пунина, но тому чужой ребенок совершенно не был нужен. Пунин гонял Льва и не давал ему ночевать даже в холодном коридоре квартиры в Фонтанном доме. Часто он говорил: «Я же не могу весь Ленинград кормить». Лев скитался голодным, но в Бежецк возвращаться не хотел, потому что жизненной перспективы для него там никакой не было. Кроме того, и в доме бабушки не все было гладко. Тетушка Сверчкова выпроваживала его. Лишний кормилец ей был в тягость. После окончания ленинградской школы Лев начал где-то работать, зарабатывать пролетарскую анкету, без которой о поступлении в университет нечего было и думать. Но, по сути дела, он зарабатывал себе на жизнь, чтобы не умереть от голода. Анна Андреевна смотрела на это как бы со стороны. Лев вспоминал, что однажды она сказала: «Лев такой голодный, что худобой переплюнул индийских старцев». Вот так она могла сказать. Анна Андреевна осталась жива, но ее жизнь разменивали на жизнь сына. Считалось, что лучше посадить сына, чем мать. Так полагали не только власти, но и некие иксы из окружения Анны Андреевны. В 30-40-е годы Лев не был тем, кем он был в 60-е. Иные говорили про него, что он идиот. Про него вообще бог знает что говорили. Чокнутый, мол, все учится, а его все выгоняют, ну, значит, неспособный. Его действительно выгоняли из университета, но причиной были в основном доносы студентов. А как-то он заступился за своего отца. Некий профессор на лекции начал клеветать на Николая Степановича, будто тот, описывая в стихах Африку, на самом деле никуда не ездил, а все насочинял. Тогда встал студент Лев Гумилев и сказал, что в стихах все правда. «Откуда ты знаешь?» «Я знаю». Профессор донес на дерзкого студента, и Льва выгнали из университета. Позже его арестовали, и на допросах, кроме всего прочего, требовали отказаться от отца, сменить фамилию. Но Лев отца обожал, знал почти все его стихи наизусть, и отца не предал. Поэтому первый срок ему дали, не в последнюю очередь как сыну белого офицера и расстрелянного контрреволюционера. Когда в 1945 году Лев вернулся домой после очень тяжелой отсидки и фронта, матушка встретила его очень радостно. Герой с фронта приехал. Они всю ночь проговорили, конечно, о ее стихах. Лев сразу же стал готовиться к сдаче экзаменов. За 2 месяца он сдал экзамены за 4 и 5 курс университета, а потом и государственные экзамены. Это после 7-летней отсидки и войны. Потом сразу поступил в аспирантуру. В 1946 году вдруг выходит постановление о Зощенко и Ахматовой, и его снова выгоняют отовсюду.
ругают мать, а сына выгоняют из аспирантуры. Он только сказал: «Ради Бога, оставьте меня до декабря, чтобы карточки получить, иначе я умру с голоду». Дали ему карточки за декабрь и выгнали с волчьим билетом. Опять разменяли мать на сына. Лев выдержал все. Он за мать стоял несколько дней подряд на допросах под направленным в лицо электрическим светом. Это была настоящая пытка. Но ничего не подписывал. Ему говорили: «Скажи, в чем ты виноват, а в чем ты не виноват, мы и сами знаем». «Я ни в чем не виноват». «На тебя доносов знаешь, сколько написано?» — спросил следователь и добавил: «Ну и нравы же у вас там». В то время считалось, если ты напишешь донос, то тебя не посадят. Поэтому понятна его обида на мать, которая уже после смерти Сталина, когда всех начали отпускать из лагерей, не очень-то за него хлопотала. Ведь его продержали до 1956 года. Уже всех выпустили, и бандеровцев, и власовцев. Он писал матери: «Почему ты не хлопочешь? Почему ты не просишь за меня?» Фамилия Гумилев была как лакмусовая бумажка. Около нее все сразу проявлялись. А матушку, видимо, окружили и с фронта, и с тыла, с тем, чтобы изолировать от Льва. И она его избегала. Она была умна, но и хитра, прекрасно понимала, что к чему, но выхода у нее не было. Она понимала, или ее должны посадить, а тогда смерть, ибо она была человек нездоровый, или сына. И сын сидел, сперва за отца, за отцовскую фамилию, потом, после названного постановления, за мать. Кстати, Лев рассказывал, что Анна Андреевна предупредила его о готовящемся аресте в начале 1949 года. Выходит, она знала, кто-то ее информировал, а когда уже в 1956 году Лев вернулся из лагеря, он приехал в Москву к Ардовым, где тогда жила Ахматова. Но она сказала: «Ты уезжай в Ленинград, а я потом приеду». И 3 месяца не приезжала. Льва прописала Татьяна Санна Крюкова, его знакомая, потому что в ином случае его могли бы просто выслать из города, а на работу без прописки устроиться было невозможно. Лев Николаевич очень любил мать, но сильно огорчался, считая, что она его не любит. У меня сохранились его письма из лагеря. По ним видно, как безумно он страдал от разлуки. Он ей все время говорил: «Я за тебя на пытках был, ты же ничего не знаешь». Но как кошки отгоняют своих котят, так Анне Андреевне пришлось отогнать сына, потому что она не верила, что они смогут жить вместе без осложнений. Лев очень много переводил с восточных языков. И, кстати, многие переводы ему давала мать, и они вышли под псевдонимом Ахматова. Деньгами она потом частично делилась с ним, но считала, что довольно сильно потратилась, отправляя посылки ему в лагерь, и теперь он должен их отработать. Он рассказывал о последней своей встрече с матерью в 1961 году, перед тем, как они расстались. Это было за месяц до защиты им докторской диссертации. В те времена он часто ее навещал. Порой она встречала его холодно, иногда с важностью подставляла щеку. В тот раз она сказала Льву, что он должен продолжать делать переводы. На это он ответил, что ничего не может сейчас делать, так как на носу защита докторской. Он должен быть в полном порядке, все подготовить. «Ты ведь только что получила такие большие деньги. 25 тысяч. Я же знаю». «Ну, тогда убирайся вон». Лев ушел. Он очень расстроился, так как это был уже не первый случай ее грубости. В тот момент Льва встретил Артамонов, директор Эрмитажа, его учитель и руководитель многих археологических экспедиций. Он сказал: «В таком виде, Лев Николаевич, на защиту не являются. Вас трясет. Извольте привести себя в порядок».
И Лев, чтобы развеяться, поехал куда-то за город с Немиловой, сотрудницей Эрмитажа, которая, видимо, была прикреплена к нему. После смерти Ахматовой в 1966 году все эти люди, Немилова, Пунины, Ардовы, Лукницкой, требовали, чтобы Лев отдал все наследие Ахматовой Ирине Пуниной, возмущались тем, как он смеет так себя вести, передавать все бесплатно государству. К нам домой, в маленькую комнатку, уже в 1967 году приехал Павел Лукницкий и часа 3, сидя на диване, уговаривал Льва отступиться от своей идеи передать все наследие матери в Пушкинский дом. А потом мы узнали, что Лукницкий был следователем НКВД. Татьяна Крюкова рассказала, что ее арестовали в 25 году, так же, как и Лихачева, и ее допрашивал Павел Лукницкий. В те же годы Лукницкий крутился возле Ахматовой, писал биографию Николая Гумилева. А кому могли поручить такое? Писать биографию расстрелянного поэта? Конечно, своему человеку. Поэтому весь архив Николая Степановича достался Лукницкому. У Льва ведь ничего, ни одной строчки от отца не было. Даже рисунки Николая Степановича, иллюстрации к стихам-экспромтам по древнегреческим мифам, сделанные им для сына в Бежецке, попали в архив Лукницкого. Большую часть из того, что было у Веры Лукницкой, весь огромный архив Николая Гумилева, она уже в 90-е годы продала в Пушкинский дом. А тогда, в 1967 году, Павел Лукницкий сидел у нас 3 часа, ни разу не вставая даже в туалет, и он Льва как будто гипнотизировал, требовал, чтобы тот отказался от суда, взял свое заявление назад и чтобы Ирину Пунину не трогали. Страшно напирал, но Лев не отступился от своего решения сохранить архив Ахматовой в целости, в стенах Пушкинского дома. Уходя, Лукницкий поцеловал мне руку, а Льву даже не подал руки. Лев потом сказал: «В органах своя этика, подследственным руку подавать не положено». По поводу наследства Ахматовой Льву тогда много нервов попортили, а ведь он на свои деньги организовал похороны матери, получил разрешение в церковных верхах и заказал панихиду по православному обряду. В те годы это было нечто немыслимое. Это было целое событие для тогдашней интеллигенции. Заказал надгробие, кованный крест и мраморный барельеф для кладбища в Комарове. Ни союз писателей, ни городские власти, ни тем более те, кто неплохо поживился на архивах 2 поэтов, не дали и копейки на все это. Проект надгробия и металлический крест Лев заказал замечательному псковскому архитектору и реставратору Смирнову. Мы специально несколько раз ездили для этого в Псков, а мраморный барельеф Ахматовой был заказан ленинградскому скульптору Игнатьеву. Барельеф Льву очень нравился. Его гипсовая копия всегда висела у нас в комнате. А вот свинцовый голубь, олицетворение Святого Духа, который по замыслу Смирнова как бы присел на металлический крест, к сожалению, был похищен с могилы какими-то вандалами. Когда после смерти Льва подобная задача встала передо мной, я обратилась к тому же скульптору Игнатьеву с просьбой сделать на могиле Льва крест из карельского пудожского камня по образцу древних псковских крестов. По-моему, скульптор со своей задачей справился. В заключении самое трудное. О последних днях Льва Николаевича. Для меня до сих пор это тяжелые воспоминания. Я всегда относилась отрицательно к академической больнице, но меня уговорили отправить туда Льва для лечения язвы.
так как там есть барокамера, которая как будто дает хорошие результаты. После 7 сеансов Лев сказал: «Я больше не пойду туда. Мне это не помогает». Но врачи, которые его лечили, заявили: «Нет, мы его не отпустим, надо, чтобы язва зарубцевалась». И начали лечить его облепиховым маслом, что в принципе можно было делать и дома. Мне надо было готовить еду, а возить туда нужно было через весь город на метро и на автобусе. Поэтому Льва часто навещала наша помощница Елена Маслова, жившая рядом с больницей. Ученики Костя Иванов, Оля Новикова, Слава Ермолаев, Володя Мичурин приходили и читали Льву научные книги и фантастику, которую он очень любил. Это его отвлекало. Наконец я забрала Льва из больницы, но дома ему стало очень плохо. Поднялась температура, начались страшные боли. Пробыл он дома всего неделю. Я вызвала скорую помощь. Те сказали: подозрение на воспаление легких, надо в больницу. И, конечно, отвезли опять в академическую. Я сказала: «Лев, я приеду завтра утром». Вдруг рано утром звонит Лена Маслова и сообщает: «Я пришла к Льву Николаевичу, а мне говорят, что его увезли на операцию». «Как на операцию? Почему мне не позвонили?» Его нельзя было класть на операцию. Они ему удалили весь желчный пузырь, а этого нельзя было делать. Ткани были очень тонкие. Лопнула его чуть зарубцевавшаяся язва, и образовались новые язвы. Началось сильное кровотечение, и уже остановить было нельзя. В это время очень помог Невзоров. Он объявил в своей передаче, что нужна кровь, и доноров пришло много. Меня не пускали в реанимацию. Я звонила утром, вечером. Вдруг мне звонит из реанимации доктор и говорит: «Лев Николаевич очнулся и хочет есть, а у нас кроме соленой трески ничего нет. Так что приезжайте, привезите кашу». Это Лев, конечно, придумал предлог, чтобы повидаться. Лев лежал в отдельной реанимационной палате, весь бледный, опухший, опутанный проводами. Он хотел меня повидать. Видимо, чувствовал, что уже кончается. Посмотрев на кашу, сказал: «Ты чернослива туда не положила». «Завтра привезу». Но завтра уже не было. Наконец мне сказали, что больше оставаться нельзя. Я поцеловала ему руку, поцеловала его самого, то есть простилась с ним. Я спросила: «У тебя что-нибудь болит?» «Нет, ничего не болит». 15 июня 1992 года Лев умер. Иванов. Памяти учителя. Примечание. Выступление на гражданской панихиде, прощании со Львом Николаевичем Гумилевым, состоявшемся в Русском географическом обществе. Конец примечания. Мы пришли в стены Русского географического общества, чтобы почтить память великого человека, великого гражданина. Но почему именно сюда мы пришли? Потому что именно сюда, начиная с 1956 года, ходил и сам Лев Николаевич. Ради чего он сюда ходил? И ради этого и мы сюда пришли. Потому что именно здесь звучали его крамольные по тем временам идеи. Звучали притягательные, соблазнительные, его изумительные гумилевские вопросы. Выполняя завет учителя, нести его слово, я и хочу немного напомнить об этих вопросах, об этих идеях, которые сделали его русским гением.
В науке есть три рода достижений. Первый род – это хорошее решение сформулированных задач, сформулированных вопросов, уточнение в теориях уже существующих. Второй род достижений – это то, что мы называем обобщениями или открытиями. Их, в отличие от первых, гораздо меньше. Но еще меньше тех явлений, которые мы можем назвать прозрениями. Такое прозрение было у Ньютона. Мы все знаем его прозрение, когда за вещью банальной, знакомой всем и видимой каждому, его гений увидел явление вселенского масштаба – гравитацию. Так и Гумилев за вещами банальными, о которых мы все знаем, мы все видим, что существуют русские, французы, немцы, японцы, корейцы, увидел нечто и поставил вопрос: а что же такое этнос? И ответил, что этнос – это явление природы, и что есть особая сила такого же вселенского масштаба, как и гравитация, которая стягивает людей вместе в эти самые коллективы, которые мы называем народами. Это же сила, это вселенская сила, которую он назвал комплементарностью. Слово французское, но для русского, в русском языке существовало только слово, хорошо нам всем известное, «свои». Мы свои, а они чужие. Мы наши. Вот эта сила, она объединяет этнос, она создает этнос. И эта же сила распространяется и на явления более широкого масштаба, чем народы, то, что мы привыкли называть цивилизациями или культурами, или то, что Гумилев называл суперэтносами. Мы бы не говорили о Гумилеве, мы бы не считали его великим, если бы эти его идеи в действительности не подтверждались бы жизнью. И то, что мы все испытали в последнее время, горечь и обиду от развала нашей страны, ведь это произошло строго и четко по указанным Гумилевым границам, по суперэтническим границам. Он сам видел это. Он сам понимал, что его теория подтверждается, что все происходит именно так, что Прибалтика отходит, Молдавия с Украиной тоже, но Казахстан, согласно его же теории, остается вместе с Россией, несмотря ни на что. Это было великое его прозрение. Но лично, как человек, он страдал от того, что был как ученый прав, и ему было больно. И можно сказать честно, что, может быть, это и было главной причиной его смерти. Он был удивительным ученым, потому что ставил удивительные, раздражающие многих вопросы. В конце 50-х годов он поставил удивительный вопрос: а кто же все-таки был ближе России, Запад или Восток, которых на самом деле много, он не один? И еще один интересный вопрос он поставил: а было ли на самом деле это самое иго, то самое татарское иго, которое было 200 лет, как нас учили вначале в гимназиях, потом в школах, теперь опять в гимназиях? Вот как он сам рассказывал. Я начал ходить по редакциям журналов и говорить: не было иго, не было. Он начал это говорить, и здесь говорил, и терпел, потому что были наветы, была облава, были запреты. После очередного запрета ему было запрещено читать лекции, и тогда он передал эстафету мне, сказав: «Костя, продолжайте читать лекции». Гумилев ставил вопросы, ради которых мы сюда и пришли. Он был великим ученым, но он был не менее великим гражданином. Он редко говорил о своих взглядах.
редко давал оценки. Он старался быть вне политических событий. Но сердце патриота, сердце солдата, потому что когда его спрашивали: «Лев Николаевич, вы интеллигент?» «Нет», — говорил он, — «я не интеллигент, я солдат. Я дворянин. Все мои предки были солдатами». Сердце патриота болело, особенно в последнее время. Но Бог дал нам, не только ученикам, но и всем русским людям, дал великое учение, великие книги, читая которые, мы можем найти ответы на все те вопросы, которые нас сегодня раздирают. Читайте Гумилева. Новикова. Русский солдат. Лев Николаевич Гумилев на Великой Отечественной войне. Эпиграф. Была великая Россия, была великая страна, с народом мощным, как стихия, непобедимым, как волна. Иеромонах Василий. Росляков. В квартире русского ученого на почетном месте у иконы ангела «Золотые волосы» простой солдатский котелок. С ним Лев Гумилев дошел до Берлина. Многолетний лагерник, он не придавал особого значения вещам. И если этот котелок каким-то чудом сохранился, значит, очень был он ему дорог. Лев Николаевич Гумилев широко известен своими научными открытиями, пассионарной теорией, теорией антисистем и межэтнических контактов. Многие ценят его поэтическое творчество. Для кого-то важно, что он сын русских поэтов Николая Степановича Гумилева и Анны Андреевны Ахматовой. Кто-то его помнит только как узника ГУЛАГа. Сам он очень редко рассказывал, в отличие от многих, о своей лагерной жизни и военной судьбе. Воевал? Да, с Жуковым брал Берлин, подчеркивая, что воевал не за кого-то, а защищал свою родину. На дальнейшие расспросы кратко отвечал, что нужно еще много успеть и нет времени вспоминать. А если и вспоминать, то только хорошее. И иногда в кругу близких он говорил о себе так: «Я русский солдат. Я всю жизнь, все время на войне. Ведь мы, Гумилевы, каста военных. Были священники, но в основном военные, морские и сухопутные офицеры и разведчики. Что я могу сказать о вооруженной защите Отечества, когда я его сам защищал в годы Великой Отечественной войны на передовой, а мой отец имел 2 Георгия, да и деды и прадеды были военными. Если верить фамильным преданиям, то мой далекий предок командовал одним из полков на Куликовом поле, и там же и погиб. Так что я скорее не из интеллигентов, а из семьи военных, чем весьма горжусь. Примечание. В статье слова цитаты Льва Николаевича Гумилева выделены. Конец примечания. Он до конца своих дней отмечал святой для него день, День Победы. Его дед и отец были офицерами. Отец воевал на фронтах Первой мировой войны, а после революции погиб, скорее всего, не как поэт, а как офицер, выполняя офицерский долг. При устройстве на работу в Государственный Эрмитаж Гумилев записал в анкете: национальность русской, социальное происхождение дворянин. Хотя у него и по материнской, и по отцовской линиям были татарские корни. Хан Ахмат и князь Милюк, родоначальник рода бабушки, Львовых. Иногда Лев Николаевич подписывал письма Арслан-бей, что в переводе с тюркского значит «Лев, царь». Глава 1,
добровольцем на фронт. Офицер Гумилев предугадал не только свою судьбу, но и будущую судьбу сына, написав, что есть люди, рожденные только для войны, и в России таких людей не меньше, чем где бы то ни было, и если им нечего делать в гражданстве северной державы, то они незаменимы в ее воинственной судьбе. Сам Лев Николаевич рассказал в воспоминаниях, как он стал солдатом. 9 марта 1943 года кончился мой 5-летний срок, и как безупречно проведшему все время без нареканий и нарушений лагерного режима, мне разрешили подписать обязательство работать на Норильском комбинате до конца войны. Я был отпущен и 1,5 года работал в экспедиции того же самого Норильского комбината. Мне повезло сделать некоторое открытие. Я открыл большое месторождение железа на Нижней Тунгуске при помощи магнитометрической съемки. И тогда я попросил, как бы в благодарность, отпустить меня в армию. Начальство долго ломалось, колебалось, но потом отпустили все-таки. Возможно, на решение властей отпустить Льва Гумилева на фронт повлияли события на фронте. После 3 с лишним лет войны армии требовались новые, свежие силы. На фронт стали посылать и из мест заключения, и из ссылок, вольнонаемных и заключенных. Английский историк Энтони Бивор, ссылаясь на данные советских архивов, в своей книге «Падение Берлина» пишет, что к 5 сентября 1944 года из лагерей ГУЛАГа было освобождено 1 миллион 30 тысяч человек. Согласно записи в трудовой книжке, 13 октября 1944 года Лев Николаевич Гумилев был призван в ряды РККА Туруханским военным районным комиссариатом Красноярского края из 283-го ЛАП, где он служил вольнонаемным. В декабре 1944 года Гумилев проездом на фронт оказывается в Москве. Разыскания в фондах Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, проведенные в 2005 году, позволили документально установить, что Лев Николаевич Гумилев прошел свой боевой путь с декабря 1944 года до сентября 1945 года в составе 3-й батареи 1386-го зенитно-артиллерийского полка ЗЕНАП, 31-й зенитно-артиллерийской Варшавской краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого дивизии РГК. Материалы, полученные в фонде номер 13704, управление 31-й ЗЕНАТ за период с 1 февраля 1943 года по 31 декабря 1945 года, а также воспоминания самого Льва Николаевича, легли в основу данной работы. Глава 2. Служил зенитчиком. В книге учета рядового и сержантского состава 1386-го зенитно-артиллерийского полка ЦАМО РФ, фонд 1386 ЗЕНАП, опись 332358С, дело номер 1, на странице 98 значится, что Гумилев Лев Николаевич служил в этом полку в 3-й батарее рядовым, орудийным номером ВУЗ-13, призван в октябре 1944 года Туруханским ВРК Красноярского края из 283-го ЛАП. Присягу принял в декабре 1944 года. В записках кавалериста Николай Гумилев много теплых слов адресовал царице боя, артиллерии. Лев с детства наизусть декламировал поэмы и стихотворения отца. Несомненно, он знал и эти строки об артиллерии. Быть может, поэтому и стал артиллеристом.
В графе об образовании значится научный работник, историк, беспартийный, грамотность, вуз. Далее в книге учета записано, что Лев Гумилев имел административную высылку из Ленинграда в Туруханск с 1938 года, так как в 1938 году судился и получил условно 5 лет. Указана также мать, Анна Андреевна Ахматова, и последний адрес проживания – город Ленинград, улица Фонтанка, дом номер 34, квартира 44. Документы ЦАМО РФ свидетельствуют, что зенитно-артиллерийский полк ЗЕНАП номер 1386, в котором служил Лев Николаевич Гумилев, номер его полевой почты 28807, входил в 31-ю зенитно-артиллерийскую дивизию, командовал 31-й ЗЕНАП Богашевский Юрий Гаврилович. С 2 ноября 1944 года генерал-майор артиллерии. Сформирована 31-я дивизия была 1 февраля 1943 года, и затем ее последовательно придавали различным войсковым соединениям Первого Белорусского фронта. Так, с 23 июня 1944 года она входила в состав 48-й армии. Командиром 1386-го ЗЕНАП был полковник Гуков, начальник штаба майор Кемельман. В книге учета личного состава полка не указаны функциональные обязанности рядового Гумилева. Видимо, расчет его зенитной батареи в составе 5-6 человек был взаимозаменяемым. Лев Гумилев мог служить и заряжающим, и наводящим. На вооружении полка, в который входило 4 зенитные батареи и 1 пулеметная рота, были зенитные пушки 61К. Они были приняты на вооружение в 1939 году и всю войну были основным средством борьбы с авиацией противника. Артиллеристы, успешно уничтожая цели, кроме того, должны были перемещать орудия на местности, чтобы не дать обнаружить себя противнику. Соответствующей графе книги учета личного состава 1386-го ЗЕНАП указано, что рядовой Гумилев провинностей и ранений на фронте не имел. Примечание. Помню, Л.Н. рассказывал, что у него было осколочное ранение. Снаряд попал в деревянный пол, осколок отскочил и попал ему в нос, но рана была небольшой, все обошлось. Поэтому ранение не отражено в книге учета личного состава, так же, как и история с банкой варенья. Воспоминания Льва Николаевича в этой книге. Конец примечания. Глава 3. Освобождал Западную Польшу, вернее, окраины ее. Очень важный документ, который удалось обнаружить в фонде номер 13704 ЦАМО РФ, хранящем дела 31-й зенитно-артиллерийской Варшавской краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого дивизии РГК, резерва главного командования. Это боевые донесения штаба 1386-го ЗЕНАП с 1 января 1945 года по 8 мая 1945 года. Опись номер 1, дело номер 31. В этом журнале последовательно, день за днем, описаны все перемещения полка, состояние боезапаса и продовольствия, успехи в выполнении боевых задач, потери и тому подобное. Когда Л.Н. в декабре 1944 года прибыл в свой полк, фронт на Висле уже был прорван. 31-я дивизия находилась на подступах к Варшаве.
Новый 1945 год, Зенап 1386 встретил в километре к северо-востоку от польского города Понятува и пробыл там 2 недели. 12 января началась Варшавско-Познанская наступательная операция. В морозный туманный день 14 января ударная группировка Первого Белорусского фронта перешла в наступление, а полк 1386 переместился сначала в Калушин, а затем в Новоольшевац. Полоса обороны противника на Вислинском рубеже была прорвана. 16 января все войска 47-й армии продвинулись на 10 километров, вышли на рубеж Польский-Янувск, создав угрозу окружения Варшавы с севера. Войска 5-й и 61-й армий охватывали группировку с юга. Используя достигнутый успех, перешла в наступление первая армия войска польского. Форсировав Вислу севернее и южнее Варшавы, она завязала бои за город. В этот день полк 1386 подошел к Висле и занял плацдарм на берегу реки, прикрывая огнем переправу. К 14 часам польская столица была полностью освобождена от фашистских оккупантов. Этнологам должен быть интересен и поучителен разговор, который приводит в своих воспоминаниях командующий фронтом генерал Рокоссовский. Когда речь зашла об укреплениях Праги, пригорода Варшавы, взятого когда-то генералиссимусом Суворовым, кто-то сказал генералу Берлингу, командующему первой армией войска польского: «А ведь это вы построили такую мощную оборону. Теперь вам уже приходится брать ее. Вот ведь судьба». Берлинг нахмурился и задумчиво ответил: «Видите ли, наши правители всегда смотрели на запад, а не на восток. Вот и результат. Нашему народу приходится расплачиваться за это кровью». Частям и соединениям советской армии, участвовавшим в освобождении Варшавы, приказами ВГК было присвоено наименование «Варшавских». С этого времени 31-я Зенат стала именоваться 31-й Варшавской краснознаменной дивизией. Вот как описал освобождение польской столицы Лев Гумилев. «Мы шли дорогой русской славы. Мы шли грозой чужой земле, и лик истерзанной Варшавы, мелькнув, исчез в январской мгле. А впереди цвели пожары, дрожала чуждая земля, узнали тяжесть русской кары, ее леса, ее поля, но мы навеки будем правы пред вами, прежние века. Опять дорогой русской славы прошли славянские войска». Франкфурт на Одере, 11 апреля 1945 года. Согласно записи в боевых донесениях, 18 января 1945 года 1386-й Зенап 31-й дивизии прикрывал огнем переправу через Вислу, по которой наша армия шла на северо-восток, а 22 января 1945 года участвовал в освобождении города Влоцлавека. Армия усилила натиск, стремительно преследовала отступающего врага. Один за другим брались города. Далее 31-я дивизия движется в направлении, где противник усилил свои потрепанные дивизии свежими силами. Решающий бой произошел в городе Бромберг, Быдгощ. Эта операция была проведена блестяще. Неожиданные удары ошеломили немцев. 23 января 1945 года силами 2-й танковой армии
противник был выбит из этого важного транспортного узла. 26 января полк 1386, совершив трудный 450-километровый марш, дислоцируется на окраине этого города. 27 января 1945 года полк находится в городе Хоенфельде. Начался новый этап войны. Наши войска теперь сражались на территории фашистской Германии. Возможно, отмечая это событие, Гумилев бодро сообщает в письме от 5 февраля 1945 года: «Жить мне сейчас неплохо. Шинель ко мне идет. Пищи подлинное изобилие. Иногда дают даже водку, а передвижение в Западной Европе гораздо легче, чем в Северной Азии. Самое приятное – разнообразие впечатлений». После освобождения Варшавы продвижение советских войск было стремительным. Но передовые части оторвались от главных сил армии более чем на 100 километров. Погода ухудшилась, стояла сплошная низкая облачность, моросил мелкий дождь, горизонт затянулся дымкой. На дорогах грязное месиво, автомашины буксовали. Возникли проблемы со снабжением, горючим и продовольствием. В донесении комполка: запасы продовольствия – 1 сутко-дача. Но особенно тревожила нехватка боеприпасов. Согласно отчету комполка Гукова, 8 февраля 12 февраля полк дислоцировался в городке Квирим, но батареи не стреляли, так как кончились боезапасы. «Патронов!» – просит комполка. 12 февраля полк совершил марш-бросок в направлении городка Бернойхем, а 13 февраля дислоцировался уже в Каленциге. 18 февраля полк прошел Делиц, а праздничный день вооруженных сил 23 февраля встретил в городе Пумптове. 27 февраля полк в Шульцендорфе. Глава 4. Мой адрес: полевая почта 28 807 Г. К середине февраля 1945 года противник сосредоточил на побережье Балтийского моря около 40 дивизий. Первый Белорусский фронт повернул на север к Штаргарду. Началась Восточно-Померанская операция. 3 марта, в день именин Л.Н., его полк находился в городе Цахан. С аэродрома Финов-Фурт фашисты поднимали в воздух до 200 самолетов, бомбивших прицелы артиллерии. Самые большие потери наша армия в тот момент войны несла именно в зенитных войсках. Вот что стоит за шуткой Льва Николаевича о том, что в зенитной части он немного отъелся. Во время взятия Штаргарда 31-я дивизия была придана войскам 61-й армии. Для историка Гумилева это наверняка было значимым событием. В ходе Семилетней войны в этой прусской крепости в марте 1762 года князь Волконский заключил перемирие. В 1945 году наши войска опять прошли на запад дорогой русской славы, как в 1812 году освобождая родину от войск Наполеона. 4 марта, после ожесточенных боев, Штаргард был взят. Текст благодарственной грамоты командования, бережно сохраненный Львом Николаевичем, гласит: рядовой Гумилев Лев Николаевич, приказом Верховного Главнокомандующего маршала Советского Союза товарища Сталина от 4 марта 1945 года вам объявлена благодарность за отличные боевые действия при прорыве сильно укрепленной обороны немцев восточнее города Штаргард и овладении важными узлами коммуникации и сильными опорными пунктами обороны немцев в Померании. Войсковая часть
полевая почта 28807, подполковник Гуков. Советские войска рассекли восточно-померанскую группировку фашистов и вышли на побережье Балтийского моря. 14 марта в 19 часов полк 1386 подошел к Альтдамму. 17 марта продвинулись к аэродрому и заняли селение Тир, юго-восточнее Альтдамма. Этот город был центром укрепленного плацдарма на правом берегу Одера. Он имел стратегическое значение. Через него проходили железные и шоссейные дороги, которые связывали районы Германии с Померанией и Восточной Пруссией. Город прикрывал подступы к крупному промышленному центру и порту Штеттину. Во владении Альтдамом особую роль играли зенитные войска. Немецкий историк пишет: хотя город был еще в руках немцев, русские засели на высотах у Альтдамма на противоположном берегу Одера и обстреливали из своих многочисленных батарей городские кварталы. Фашисты пытались раскрыть расположение артиллерийских батарей. Для этого на их разведку вылетели двухфюзеляжные разведывательные самолеты-корректировщики огня ФМ-190. 18 марта полк 1386 овладел железнодорожной станцией Альтдам и мостом через реку Плона. 20 марта полк вышел к берегу Одера, но на другом берегу реки фашисты создали мощный оборонительный рубеж. Поэтому полк задержался в окрестностях Альтдамма вплоть до 26 марта. Запомнился рассказ одного знакомого Гумилева о боях на Одере. Представляете, стоит батарея на Одере, пикируют на них немецкие самолеты, а Гумилев выходит на берег и читает Гёте. Возможно, и эти знаменитые строки: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой». Командир батареи ему говорит: «Ну ты, Гумилев, даешь». И он действительно давал жару немцам. Его друзья-священники и сейчас говорят, вспоминая о нем: он был отчаянный человек, ничего не боялся. Судить об этом можно по этим его военным стихам. В них подробнее, чем в письмах, Гумилев рассказывает о войне. «Мне памятен серый туманный денек. Альтдам догорал и еще не погас. Осколки, как пчелки, жужжат, и в песок, и 7 самолетов, как камни на нас. Мне слышен был пушек отчетливый стук. На небе чернели снаряда в пути, и я не отвел каменеющих рук, чтоб бросить прицелы и из пушки сойти. Опять Фокке-Вульфов, опять в вышине, стремятся на запад к чужим облакам, а двое кружатся в дыму и в огне и падают вниз на горящий Альтдам. Минута, другая, и вдруг тишина, и Одера синяя лента видна, и виден победы улыбчивый взгляд. Сегодня в Альтдамме отмщен Ленинград». Лев Гумилев, 26 марта 1945 года. Примечание. Публикуется по изданию 1941-1945 годы, Ленинградский университет в Великой Отечественной войне. Ленинград, ЛГУ, 1990 год, страница 282, конец примечания. 29 марта полк находится в городе Визен на берегу Одера. До 16 апреля все 4 батареи полка держат, то есть охраняют от вражеских самолетов, 2 переправы через реку.
Под интенсивной бомбежкой сбивают фоккерсы и юнкерсы. Отогнав противника, наступление на этом участке фронта 61-я армия не развивает. Но 1 апреля поступил приказ на передислокацию под Франкфурт на Одере. Артиллерия шла своим ходом, так как было получено минимальное количество железнодорожных эшелонов. День 5 апреля 1945 года оказался знаменательным. Был объявлен приказ Главного командования о награждении за боевые заслуги орденом Михаила Илларионовича Кутузова зенитно-артиллерийского полка номер 1386 31-й зенитно-артиллерийской Варшавской краснознаменной дивизии. Тогда же, в начале апреля, 31-я Зенад была переведена в распоряжение 3-й армии под командованием генерал-полковника Горбатова, которая до 15 апреля находилась в резерве фронта и вела усиленную подготовку к операции по прорыву обороны противника с плацдарма севернее города Кюстрин на западном берегу Одера. В донесении командира полка записано: 9 апреля немецкие самолеты сильно бомбят нашу переправу. Разбили 2 пролета, которые были восстановлены. К 11 апреля 3-я армия составила 2-й эшелон 1-го Белорусского фронта. Шла подготовка к Берлинской наступательной операции. Глава 5. На Берлин. Фашисты создали мощную оборону на реках Одер и Нейсе. Особенно сильной она была перед Кюстринским плацдармом, на Зиеловских высотах, находившихся в 4 километрах от переднего края. Оттуда просматривался весь плацдарм. Против англо-американцев, между Берлином и Эльбой, немцы оборонительных рубежей не создавали. Для обороны против русских немцы сняли соединение с Западного фронта и перебросили на Восточный фронт. Гитлер еще не терял надежды на заключение сепаратного мира с англо-американцами. В 5 часов утра по московскому времени началась последняя битва Великой Отечественной войны, битва за Берлин. Яркие всполохи артиллерийской канонады, 40 тысяч орудий усилили световой удар прожекторов. Был сплошной гул вулканической мощи. Клубы пыли и порохового дыма поднимались высоко в небо. Прорыв немецкой обороны, расчленение и уничтожение этой группировки осуществляли войска 3 фронтов. В донесении командира 1386-го полка наступление на Кюстринском плацдарме отражено так. 16 апреля. После внезапной артподготовки, начавшейся в 5:00, наши войска перешли в стремительное наступление, прорвали оборону противника и к 20:00 вышли на рубеж, западные окрестности села Мальков, юго-восточный берег озера Алькастен. Войска 2-го эшелона 3-й армии приступили к форсированию Одера под прикрытием артиллерийского огня. Переправа осуществлялась на широком фронте с помощью множества лодок, заранее подтянутых к восточному берегу. В ночь на 18 апреля у села Визен была сооружена переправа через Одер. Полк 1386 ее обороняет. Под прикрытием артиллерийского огня на плавсредствах войска устремились к противоположному берегу. На следующий день полк пошел в наступление, придвинулся к городу Нидер-Езар и занял новый рубеж. Оборона фашистов была прорвана, наступление шло дальше. 22 апреля 1945 года полк совершил марш-бросок до Егерсдорфа. К 22 апреля линия фронта уже проходила от северных предместий Берлина через Штраусберг, Кинбаум, Буххольц, Болендорф к северной окраине Франкфурта.
Глава 6. Победа была одержана в сосновых лесах под Берлином. Развивая наступление, войска Первого Украинского фронта подошли к пригородам Берлина с юга и замкнули в кольцо Франкфурт-Губенскую группировку противника, отрезав ей пути отхода к Берлину. Третья армия должна была к 25 апреля замкнуть кольцо окружения и перерезать дорогу Берлин-Цоссен. Фронт наступления был развернут от Берлина на юго-восток. Согласно донесениям комполка, 24 апреля 1945 года Зенап номер 1386 находился в городе Нидерлеме, расположенном в 30 километрах к юго-востоку от Берлина, а 25 апреля 1945 года в важном стратегическом центре Вильдау, примыкавшем к железнодорожной магистрали Берлин-Дрезден. Самые ожесточенные бои начались после того, как было замкнуто кольцо вокруг Берлина и началось уничтожение окруженной немецкой группировки. Окруженный противник оказывал особо упорное сопротивление. На заметку этнологу. Пленные немцы говорили: офицеры нас предупреждали, уж если придется сдаваться в плен, то не русским, а англичанам и американцам. Мы должны были обороняться до тех пор, пока наши начальники, а вместе с ними тузы разных мастей, не отойдут за Эльбу к англосаксам. Противник продолжал атаковать плотными цепями. Гитлеровское командование совсем уже переставало считаться с потерями. Но кольцо окружения сжимать было непросто. Местность, поросшая вековым сосновым бором, была перерезана каналами и озерами. По берегам стояло множество красивых вилл. В этом районе издавна жила и развлекалась немецкая знать. Но не всегда эта земля была германской. Рыцари-крестоносцы в средние века осуществляли походы против здешних коренных жителей, славян-ободритов и лужичан, лживо объявляя своей целью обращение их в христианство. Упорное сопротивление славян онемечиванию шло не один век, но к XII веку было сломлено. Славяне были почти поголовно истреблены, а их земли захвачены. Но в 1945-м потомки рыцарей бросили виллы и бежали под натиском русской армии, а их слуги вывесили из окон вилл белые флаги. Л.Н. говорил: освещенные солнцем сосновые леса наших предков помогали нам. 27 апреля 1945 года полк 1386 переместился еще южнее от Берлина и вышел на южную окраину города Тойпиц на берегу озера Тойпицер-Зее. 28 апреля полк в составе дивизии продолжал наступление, встречая все более нарастающее сопротивление противника. Донесение комполка в штаб дивизии звучало тревожно. 28 апреля противник бросил в ход танковую дивизию «Великая Германия», частично потеснил и снова занял город Хальбе, затем отошел. На следующий день с 0 часов до 16:00 29 апреля противник, замкнутый в кольцо, пытался вырваться из Берлина на соединение со своими войсками и предпринял контратаки в районе Лёптен-Хальбе. Батареи открыли орудийный и ружейно-автоматный огонь на дальности 100 метров. Израсходовано 59 снарядов. Контрнаступление противника отбито. В районе Хальбе группа вражеских солдат при поддержке бронетранспортеров пыталась прорваться к магистрали Берлин-Дрезден через плацдарм второй батареи. Наступление отбито. Взято 400 пленных. Пытался прорваться генерал-майор от инфантерии с 9 солдатами. Все убиты. Гумилев
помнил этот бой у городка Тойпиц. Рассказывая в своих воспоминаниях о том, как ночью поднял батарею по тревоге для отражения контратаки немцев, Лев Николаевич упоминает о невзлюбившем его комбате, который не отразил в донесении это событие, в результате чего Гумилев не получил награды. Примечание. Гумилев боевых наград не имел, видимо, в связи с обстоятельствами прошлой жизни. Был награжден несколькими почетными грамотами, медалями за освобождение Берлина и за победу над Германией в Великой Отечественной войне, юбилейными медалями. Конец примечания. По материалам ЦА МО РФ, в это время Лев Гумилев служил в 3-й батарее 1386-го ЗЕНАП. Командиром батареи был старший лейтенант Финкельштейн Соломон Моисеевич. В других документах Моисей Соломонович. 1923 года рождения, член ВКПБ с декабря 1943 года, в РККА с августа 1941 года, образование ТУЗа, Техническое училище зенитной артиллерии. В отчете командира полка указывается, что 3-й батареей к маю 1945 года было сбито 14 самолетов, а общее число награжденных составило 64 человека. К утру 30 апреля 1945 года Франкфурт-Кубенская группировка прекратила свое существование. В этот день бесноватый фюрер арийского народа покончил с собой. С 30 апреля по 1 мая полк 1386 находится под Тойпицем. К исходу дня 1 мая полк получил приказ совершить марш и сосредоточиться в одном из районов восточной окраины Берлина. Вдали стали видны кварталы немецкой столицы. Город еще кое-где горел, но небо ясное, голубое, ярко светило солнце. 3 мая полк находится в городе Эркнер, в 30 километрах к востоку от центра Берлина. Батареи охраняют перекресток. С 5 по 7 мая полк 1386 дислоцируется в городке Уленхорст, в восточном предместье Берлина. Берлин представлял собой жуткое зрелище. Везде лежали убитые. Земля была изрыта воронками от бомб и снарядов, перепахана военной техникой, изранена глубокими траншеями. Всюду разбитые заграждения, обломки бетонированных дотов, изуродованные остовы танков, пушек, машин, куски брони. Все было так перемешано, что оставляло впечатление всеобщего хаоса. Вот к чему привели свой Фатерлянд нацисты. Во имя чего погибло столько людей? Во имя торжества иллюзии, превосходства над миром народов одной этнической группы? Как-то раз Гумилев на очередной вопрос об армии помедлил и сказал: «Да, я могу рассказать, что такое армия без прикрас. Все эти писатели, Бондарев и другие, это результат, так сказать, писательства. Самый жесткий писатель – это ранний Лев Толстой с казаками и русская литература, посвященная войне с Наполеоном. Потом началось приукрашивание действительности. А Верещагин? Верещагин – это позерство, предназначенное для императорского двора. Все значительно страшнее. Закончил он свою мысль так. Войны происходят, с этим ничего не поделаешь. Человечество несет количественные и качественные потери, но жестокость опустошает души. 8 мая 1386 ордена Кутузова зенитно-артиллерийский полк встретил на южной окраине Мальсдорфа, это пригород Берлина. В этот день войска Третьей армии получили приказ передать занимаемый участок частям Третьей ударной армии. Ночью 9 мая
стало известно о подписании акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. В 6:00 утра 9 мая 1945 года все полки армии были построены при развернутых знаменах. Дружное «Ура!» то и дело заглушало голоса выступающих. Неудержима была радость. Ведь победа же! 1418 дней и ночей шли они к ней и дошли. Радость победы испытывали все, от простого солдата до военачальника, от юноши до убеленного сединами старика. Тысячи и тысячи фронтовиков с гордостью говорили «Я брал Берлин». Сохранилась грамота. Красноармеец Гумилев Лев Николаевич. Приказом Верховного Главнокомандующего, маршал Советского Союза, от 2 мая 1945 года номер 359 за Берлин всему личному составу нашего соединения, в том числе и вам, принимавшему участие в боях, объявлена благодарность. Командир части, полевая почта 28807, подполковник Гуков. 31-я зенитно-артиллерийская Варшавская краснознаменная ордена Богдана Хмельницкого дивизия была выведена в резерв главного командования. На основании указа Президиума Верховного Совета СССР 25 сентября 1945 года Лев Николаевич Гумилев демобилизован из 1386 полка. 4 месяца до демобилизации он провел в Германии, под Берлином. Время на фронте, послевоенные каникулы, так сказать, Лев Николаевич впоследствии называл самым счастливым и памятным временем. Глава 7. Наукой можно заниматься везде. Ученый говорил, если для тебя что-либо интересно, то обстоятельства и обстановка не помеха. Думать ведь можно везде. Во время войны Лев Николаевич не оставлял своих интеллектуальных исследований, не упуская случая и для научного общения. Вот его воспоминания об общении с немецким историком. Помню, в 1945 году, после взятия Берлина, я встретился с немецким ученым моего возраста и разговорился с ним. Он считал, что славяне захватили исконно немецкую землю, на что я возразил, что здесь древняя славянская земля, а Бранденбург – это бранный бор лютичей, завоеванных немцами. Будь он начитаннее, то упомянул бы, что еще раньше, в V веке, те же лютичи вытеснили с берегов Эльбы германских ругов. Но разве в этом суть? Все народы куда-то откуда-то пришли, кто-то кого-то победил. Славянское прошлое этих земель отражено также в названиях других германских местностей, таких как Померания, Штаргарт, старый город, и других. В другой раз Гумилев беседовал с немецким физиком, рассказывая про Таймыр. Тот стал сопоставлять рассказ с сочинениями Джека Лондона. Гумилев возмутился и вскричал: «Аляска ист курорт!» Ведь изотерма Аляски проходит через Байкал, а более красивого и благодатного места он в жизни не видел. Глава 8. Дружба народов. Отечественная война всколыхнула в народе чувство патриотизма, необходимости дать отпор врагу. Народный гнев превратил разноязыких советских людей в мощную несокрушимую волну. О своих однополчанах Лев Гумилев говорил: «Все мы в этой последней войне воевали за Россию, хотя в нашей маленькой зенитной батарее были армянин и казах, и мы великолепно уживались друг с другом на индивидуальном уровне. Но мы же не навязывали своих привычек, не старались сделать из них
неполноценных русских, и они вели себя соответственно в отношении нас. Общий результат известен. Мы взяли Берлин, а не противник Москву. Чтобы действовать быстро, четко и слаженно, чтобы не подвергнуться обстрелу сразу после своих выстрелов, надо было стремительно менять положение орудия на местности. Артиллеристы должны были действовать слаженной, единой командой. Для этого надо было чувствовать локоть друга, и каждый помогал другому как мог, даже в быту. Помню, Элен рассказывал, что он в лагере научился шить сапоги и ботинки, и на фронте это ему пригодилось. О том, как воевал противник, вспоминал так. Немцы воюют по часам, и только когда кофе попьют, а мы всегда. Фашисты воевали с удобством для себя, а защитники Отечества в любой обстановке. Я воевал в тех местах, где выживали только русские и татары. Войны выигрывают те народы, которые могут спать на голой земле. Русские и татары могут, а немцы нет. Помогала победить и память о родине, память о тех, ради которых надо жить. Вечер, теплый, тихий в родимой стране, почему-то сегодня припомнился мне. Теплый вечер чуть трогал вершины берез, пестрый луг в предзакатном сиянии цвел, и звенели на воздухе крылья стрекоз, и блестели тела пролетающих пчел. Но сегодня холодное небо во мгле, бесприютно и мрачно на чуждой земле, в черном небе чужая жужжит стрекоза, и расчет напрягает до боли глаза, и снаряды, как пчел огневеющих рой, по холодному небу скользят надо мной. Помнить оба мгновения мне суждено, оба дороги сердцу и милы равно. Сохраню я их в памяти бренной моей для друзей, для жены и для будущих дней, чтобы знали потомки, что эта война никогда не была нам тяжка и страшна. Франкфурт на Одере. Примечание. Текст приведен по книге Кралина «Победившая смерть слово», Томск, 2000 год, конец примечания. А вот этнологическое замечание Льва Николаевича Гумилева. На фронте мне рассказывала переводчица, что она видела, как немецкий фельдфебель бил солдата по физиономии, а тот вытягивался в струнку и повторял «Герр фельдфебель, я виноват». Попробовал бы мне старшина дать по морде или кому-то другому. Был такой случай. Он мне по шее, а я ему в зубы. После чего мы посмотрели друг на друга и сказали, ну хватит, квиты. Да, но если бы старшина ударил кавказца, тот бы схватился за оружие. Глава 9. Был май, сирень цвела. Великая Отечественная война окончилась. Лев Николаевич вернулся домой, в город, как он называл Ленинград. Не забыть, как он рассказывал о своем ощущении по окончании войны. Время на фронте и послевоенные так называемые каникулы Лев Николаевич называл самым счастливым и памятным в своей жизни. В канун Дня Победы, когда цветет сирень, мы с ним и Натальей Викторовной много лет ездили на Марсово поле, чтобы вдохнуть ее запах и почувствовать май 45-го. Рассказывал, какая любовь разгоралась тогда, как всем хотелось любить. Победа, счастье, май. Он говорил, боже, какой это был 45-й год. Меня встретили как родного. Я же был в шинели с погонами. Разрешили сдавать экзамены экстерном за 2 курса вместе с аспирантскими. Но потом мне отозвалась моя отзывчивость. Это он уже о следующих тюремных мытарствах.
никакого мира для него не наступило. После речи Черчилля в Фултоне началась новая война двух супердержав, двух суперэтносов, холодная. А за несколько месяцев до этого, в конце 1945 года, вскоре после возвращения Гумилева в Ленинград, произошла встреча-провокация Анны Ахматовой с английским дипломатом и шпионом, будущим философом либерализма Исаией Берлиным, на которой Лев присутствовал, так как попросту жил у своей матери. Новая клевета, допросы, тюрьмы и лагеря. И никогда, ни на минуту он не прекратил своей работы. Думать можно всегда и везде. Так для Льва Гумилева, участника важнейших и кровопролитнейших операций последнего этапа Великой Отечественной войны, начался новый фронт. Так называемая «холодная война» проходила в области научного и культурного влияния. Изнутри шло подталкивание к соперничеству в военной сфере, не оказание должного сопротивления, а часто и потакание проникновению в страну чуждых ценностных установок. Наряду с этим яростное сопротивление продвижению книг ученого-патриота. И хотя сейчас руководители государства и политики цитируют мысли Гумилева, признавая верными его научные оценки и прогнозы, эта война не закончилась для его пассионарной теории этногенеза. Примечание. Проявляется это в форме искажений важнейших положений ПТЭ. Например, природные, системные и жизнеутверждающие установки подменяются жизнеотрицающими. Этничность, поведенческий признак, заменяется расовыми моментами. Естественная наука этнология мистическим наукообразием, а евразийство, сложившееся из комплементарности наших предков, территориальным принципом проживания и так далее. Конец примечания. Послесловие. Когда разрушился Союз, Лев Николаевич переживал невероятно. Горько было видеть, что победа предана, страна роздана по прихоти, при безмолвии народа. Подсчитал процент голосовавших в Верховном Совете за Союз. Сказал: смотрите, Оленька, как сейчас все советское разрушится. Даже брак. Собираться будет уже на других основах. Солдат Победы умирал вместе со своей страной. Вслед за ним невероятно быстро и непонятно ушли его ученики и друзья. Во всех случаях это был преждевременный уход. Прошло 15 лет после смерти Льва Николаевича Гумилева. За это время с Россией случилось много бед. Чечня, Курск, Дубровка, Беслан. И все же в последние годы уже больше слышно радостных детских голосов. Будущее России создают поколения, не знавшие бед гражданской войны. Ведь именно люди меняют окраску времени. Помня совет Льва Николаевича, вспомним только хорошее. Лев Николаевич и Наталья Викторовна часто бывали за городом, в Пушкине, Павловске, Гатчине. Позже, когда им стало потруднее, им помогали, в том числе и мы с мужем, выезжать подышать свежим воздухом. Ездили мы и по городу, и в пригороды. В Карелию не ездили. Льву Николаевичу не очень нравилась местность со скалами. Любил среднерусские поля с открытыми пространствами до горизонта или дворцовые парки, то, к чему был больше привычен глаз и что не отвлекало от мыслей. Плохого лучше не вспоминать. Зачем? Вспомнишь, расстроишься, заболеешь. Нет, лучше не надо. Как они все пишут про войну, лагеря, не понимаю. Плохо было очень в школе, просто убивали меня. Пришлось даже уйти в другую школу. Одного мальчишку очень хорошо помню.
А что с ним сталось потом? В драке пьяной до войны еще погиб. А мы сможем на машине до Бежецка доехать? Конечно. Тогда давайте этим летом поедем. Я и не думал, что доживу до живых людей. О том, что проживу столько, и не думал. Каждый день в лагере был как последний. Вот все думаю, почему после инсульта выжил? Инсульт был с частичной парализацией. Зачем меня Господь оставил еще жить? Что я еще не сделал? Вы бы остались в памяти людей только любителям Чингисхана. Разговор происходил в 1990 году, когда книги «Древняя Русь» и «Великая степь» и «От Руси до России» находились еще в рукописях. А вы кто? Степняк? Я русский. У вас отец был офицер и патриот. Его расстреляли. Элен перебивает. Мой отец был поэт. Элен, позвольте остаться при своем мнении. Его расстреляли как патриота, а вы его сын. В последние годы Элен любил объезжать город. Он называл эти поездки «прощание с городом». Круг около Марсового поля, летнего сада. Тут он ребенком был влюблен в статую. Вот церковь Симеона и Анны, куда он сбегал из фонтанного дома. По каналам, через мосты к крестам. Тут выходили и молчали, так же, как около университета. Помню, как Костя показал место, где в будущем будет стоять памятник Льву Николаевичу. Гумилев промолчал. Сейчас площадка перед баном уже занята. Сахаровым. Размышлял о будущем учеников. Костя будет наукой заниматься. Слава, книги мои издавать. А Н? А я его не знаю. Как не знаете? Он же много раз у вас дома был. Он же у Кости работает. Ну да, я знаю его, но я его работ не знаю. А вы вот меня реанимируете. Вы же реставратор. Так потом и получилось. Пришлось собирать из разрозненных кусков его лекции на телевидении. Да, стремительно стала меняться этническая картина мира. Ушли друзья и недруги Гумилева, те, кто сидел, и те, кто сажал их. В однополярном мире началась новая война, война с терроризмом, война, в которой нет фронта, диффузная война. Явно проступают черты новой этнической фазы и нового суперэтнического конфликта. По Гумилеву смещение. Еще вот чему можно поучиться у Гумилева. В дни августовского путча 1991 года на даче, когда мы все, НВ, Костя и Лена Маслова, были крайне возбуждены, Анатолия Ивановича взяли. Лев Николаевич был спокоен, как обычно. Выкурил Беломорину и кратко сказал: «Статья 58 «Измена Родине». Нам рекомендовали не волноваться. Следующая волна – русская». Много было за это время пораженческих прогнозов для России. Но мы видим, есть пассионарность. Российский этногенез не закончен. И теория, созданная Львом Гумилевым на стыке наук, побуждает к исследованиям в различных областях – истории, психологии, социологии, геополитики, культурологии, генетики, нейрофизиологии, математики, синергетики. Струна российской истории звучит. Иоанн, митрополит Санкт-Петербургской и Ладожской. Приветствие участникам и гостям 10-го съезда РГО. Уважаемый Сергей Борисович, уважаемые господа, в эти дни исполняется 150 лет со дня основания в граде Святого Петра Императорского Русского географического общества. Позвольте мне, правящему архиерею Санкт-Петербургской епархии, передать вам,
высокому собранию участников юбилейного съезда слова приветствия и поздравления. Славная история РГО – это часть истории российской. С ней неразрывно связаны имена выдающихся отечественных ученых и путешественников, которые много сделали для просвещения народного, для изучения и освоения неведомых земель, укрепления государства российского и распространения веры православной. Достаточно вспомнить лишь два славных имени – выдающегося географа и историка иеромонаха отца Иокинфа, Бичурина, и нашего великого соотечественника, ученого-патриота Льва Николаевича Гумилева. И в нынешнее, непростое время ученые РГО предпринимают усилия для одоления смуты, для возрождения нашего великого Отечества. Поздравляю участников 10-го съезда РГО с юбилеем. Хочу пожелать вам успехов в научной и педагогической деятельности во имя мира, спасения и преуспеяния нашего народа. Призываю Божие благословение на все ваши добрые труды. 22 августа 1995 года. Стеклянникова. Вечная память. Знакомство мое со Львом Николаевичем Гумилевым было вынужденное. В начале 80-х я работала редактором на петербургском, тогда ленинградском, радио в литературно-драматической редакции. Однажды меня вызвал главный редактор и вручил папку рукописей. Это были лекции по этногенезу, прочитанные Гумилевым на географическом факультете СППГУ, тогда, естественно, ЛГУ. Я, конечно, не была в восторге от ее появления у меня, скорее наоборот. Театровед по образованию, я занималась в редакции радиотеатром и литературой. А тут текст научный, текста много. Читать, конечно, его придется, но лучше отложить, что называется, на потом. И я постаралась запрятать эти лекции подальше в стол. Спустя какое-то время главный редактор напомнил мне о рукописи Гумилева. Потом еще, а затем зазвонил телефон на моем рабочем столе. Людмилу Дмитриевну. Это я. И тут слышу в трубке с характерной гумилевской дикцией, он грассировал «Р» и не очень выговаривал «Л», блоковские строки. «Я звал тебя, но ты не оглянулась. Я слезы лил, но ты не снизошла. Ты в синий плащ печально завернулась, в сырую ночь ты из дому ушла». И только после стихов представился. Мне становится стыдно, и я назначаю встречу чуть ли не на следующий день. Обещаю прийти к нему домой, работать с рукописью. Немедленно начинаю читать лекции. И тут оказывается, все мне понятно. А интересно так, что я одним духом прочитываю весь этот, так сказать, сложный научный текст. Позже я поняла, что у Гумилева был дар. Сложнейшие проблемы объяснять доступно, чтобы его понимал студент-первокурсник. Вот этот дар и бесил тех коллег-ученых, которые прячут в тягучих научных умствованиях, я называю такие писания «жевать бумагу во сне», свою бездарность. Но это замечание к слову. А сейчас я иду к Гумилеву на Большую Московскую. Звоню. Открывает сам Лев Николаевич. Принимает у меня пальто. Успеваю осмотреться. Справа от входной двери мрачная, давно не знавшая ремонта кухня. Там какие-то люди. Мрачный узкий недлинный коридор. Проходим в первую по коридору дверь. Большая темноватая комната. Два больших окна зашторены темно-бордовыми, сколько помню, шторами. Как узнала позже, окна выходят во двор и глядятся в окна дома напротив. Слева от двери старый платяной шкаф, тоже темный. Прямо большой обеденный стол,
а за ним у правого зашторенного окна стол письменный. Севший за него оказался спиной к двери, да и ко всей комнате. Следом за нами входит женщина. Лев Николаевич представляет: жена, Наталья Викторовна. Мы со Львом усаживаемся за обеденный стол. Он садится в центре стола в старое кресло, я по правую руку от него. И с этого момента место одесную Льва закрепилось за мной на долгие годы. Профессорская жена проходит за шкаф и садится на диван. Это был диван-кровать, на котором они спали. Про себя думаю, что она так и будет сидеть здесь во время нашей работы? Неужели нельзя уйти в другую комнату? Я ведь пришла в профессорскую квартиру. Только потом я узнала, что другой комнаты не было. Точнее, была, но жил в ней тюремный надзиратель с семьей, всех 4 человека. Удивительно везло Льву Николаевичу с соседями. Совершенно случайно в квартире на Московском проспекте его соседом был милиционер, а тут, на Большой Московской, Цирик, так называл надзирателя бывший зэк профессор Гумилев. Лев относился к этому трезво. Он всегда предпочитал человека в мундире, от него знаешь, чего ждать, тайному стукачу, маскирующемуся под друга, поклонника или ученика. Но вернусь к моему первому визиту к Льву Николаевичу Гумилеву. Работать с текстом решили так. Я вслух читаю его, уточняя по ходу смысловые оттенки, задаю вопросы, когда что-то неясно, расставляю по указанию Льва ударения в исторических и географических названиях и именах. В работе Лев был настоящий зверь. Лев — одно слово. Он тут же уговорил меня приходить к нему каждый день. Я могла только после рабочего дня, так как от передач, стоящих на эфире, меня никто не освобождал, а эта работа делалась впрок, и, как оказалось, в очень далекий прок. 7 лет ждали эфира эти передачи. Так я стала ежедневной гостьей в доме Льва Николаевича. Сейчас уже не помню, в первый или второй визит, наткнувшись в тексте на имя древнегреческого философа Анаксимена, я произнесла вслух имя Анаксимандра, вспоминая, кто из них учитель, а кто ученик, и кто ввел термин «апейрон». Вместе со мной Лев Николаевич усомнился и перепроверил, о ком идет речь. Оказалось, что в тексте была допущена ошибка, которую он и исправил, а я, по-видимому, с этого момента была выведена из разряда радиотов, как называл работников радио Лев Николаевич. Месяца через 2 плотной работы целый цикл передач был готов. Мы назвали его «Беседы по народоведению», а за это время так подружились и привязались друг к другу, что сохранили эту привязанность до конца его дней. Я посещала его лекции в университете, в географическом обществе, что называется, заболела теорией пассионарности. Узнала обо всех его мучениях не только в прошлом, но и о травле в первой половине 80-х годов. Его нигде не печатали. Журнал «Вопросы истории» для него, историка, был закрыт. За это он называл журнал «Вопросы по борьбе с историей», а «Знание – сила» – «Знание с позиции силы», ибо даже в этот популярный журнал его редактор Роман, по фамилии, кажется, Подольный, Лев звал его Роман Подпольный, не подпускал Гумилева. Вообще, не могу тут не прибавить, что Лев Николаевич был настоящий бель-эспри, остроумец. Помню особенно популярную в 80-е годы газету «Московские новости» называл «масонские новости». И, кстати, о вызывавшей всеобщее восхищение в тот же период Маргарет Тэтчер говорил, что она масонка очень высокого ранга. Но возвращусь к травле Гумилева. Круговую оборону держал Институт этнографии, возглавляемый академиком Бромлеем, которого Лев прозвал Бармалеем.
хотя вернее было бы сказать, этнографы из этого заведения вели прицельный огонь по Гумилеву. Их нападки печатали, а он не мог ответить им печатно. Более того, его главный научный труд «Этногенез и биосфера Земли», в котором изложена теория пассионарности, был рекомендован ЛГУ к печати в 1979 году, но не печатался, так как не получил грифа Горлита, то есть разрешения цензуры. Напечатать его было необходимо, потому что идеи Гумилева уже начинали растаскивать, а слово «пассионарность» стало мелькать по статьям без ссылок на первоисточник. Перехват идей – явление нередкое в научных дебрях. Например, Альберт Эйнштейн, воспользовавшись открытиями французского математика и физика Пуанкаре, умер в 1912 году, и немецкого математика и физика Германа Минковского, умер в 1909 году, создал и опубликовал в 1905 году частную, а в 1907-1916 годах общую, так называемую теорию относительности, опередив своих старших коллег. Когда к Пуанкаре пришла студенческая делегация подписать Эйнштейну поздравительный адрес, тот прогнал их со словами «Я от своих открытий не отказываюсь». Все это поведал мне Лев Николаевич и прибавил рассказ о печальной судьбе московского профессора Тяпкина, опубликовавшего сведения о научном плагиате Эйнштейна и тут же лишившегося должности. Понятно, что только публикация рукописи «Этногенез и биосфера Земли» могла, так сказать, застолбить, закрепить авторство теории пассионарности. Одним словом, лид был необходим, и он был получен в 1981 году неожиданным образом. Один толковый парень, Николай Столяров, работавший музыкальным редактором на радио, был представлен Льву Николаевичу. Решив помочь Гумилеву, он познакомил его с человеком, возглавлявшим радио, Чуевым. Чуев очень интересовался историей, а к Гумилеву проникся симпатией и сочувствием, узнав о проблемах с Горлитом. Сам вышел на директора этой всемогущей тогда структуры, который был его приятелем. И чудо! Рукопись «Этногенез и биосфера Земли» была, что называется, залитована, а вскоре депонирована. Чтобы поддержать Льва Николаевича материально, Чуев заключил с ним договор на цикл передач по этногенезу и выплатил ему аванс, а редактором назначил меня. Все это было во власти Чуева, но пустить передачи в эфир было уже не в его власти, ведь Комитет по телевидению и радиовещанию был органом обкома КПСС, а в обкоме был функционер, историк по образованию, некто, кажется, Дегтярев, персонально, что называется, опекавший Гумилева. Поэтому подготовленные к записи тексты ждали своего часа на радио 7 лет. Лишь на 5-й год перестройки, в 1989 году, передачи пошли в эфир. Читал их диктор радио Геннадий Воробьев. К записям он относился очень ответственно. Проходил со мной весь текст накануне. Читал великолепно. Льву Николаевичу его чтение нравилось чрезвычайно. С апреля 1989 года по май 1990 прошло 27 передач с периодичностью в 2 недели. Хронометраж колебался от 39 до 49 минут в зависимости от отрезка в сетке вещания. Отклики были самые положительные. Но, повторяю, все это случилось 7 лет спустя. А пока на дворе 82 год. Радость с депонированием позади, и впору ждать новых репрессий. Как он страдал от этого. Страдал не только морально, но и физически. В это время у Льва Николаевича появились симптомы диабета. Диагноз этот он узнал обходным путем.
Дело в том, что Лев Николаевич не доверял врачам. Говорил, что у Сталина было одно правильное дело – дело врачей. «Заметьте», – говорил он, – что так называемое дело было заведено в январе 1953 года, а уже 5 марта официально объявлено о смерти Сталина. Когда Льва Николаевича помещали в больницы, он из них сбегал. В последний раз, к несчастью, сбежать не мог. Так вот о диабете. У него на ступне появилась трещина, а в ней образовался нарыв. С нарывом этим он попал в больницу, из которой быстро ушел. Потом несколько раз он падал в университете после лекции. Выключалось сознание. Боясь врачей в университетской и академической поликлиниках, которые его знали, он поехал в поликлинику по старому месту жительства, хотя уже много лет там, на Московском проспекте, не жил. Он рассказал мне, как вошел в кабинет так сказать, на дурака. Врачиха оказалась опытной. Увидев его заеды, трещины в уголках рта, определила диабет. Жить стало еще сложнее. Язва желудка у него уже была, а теперь еще и диабет. Что можно было есть при язве, исключалось при диабете, а что требовалось при диабете, запрещалось при язве. Сплошная мука. Ему, голодавшему всю юность, молодость, зрелость, теперь и в старости нельзя было поесть, чего хотелось бы. Диету он, разумеется, нарушал. Болезни от этого прогрессировали. А если к этим болезням прибавить те, что были результатом пыток в тюремных застенках в молодости, во время приступов он и в старости кричал от боли, и каторжного труда в лагерях, то можно только удивляться, как он мог жить с этим, и не просто жить, а столько работать, так гениально писать. Повторяю, гениально. Я открываю наугад страницу в любом его научном трактате и не могу оторваться. Какая бездна фактов, какая глубина мысли, какая красота слога, точность, афористичность. Увы, история полезна только тем, кто ее выучил. Или предвзятое мнение – самая жестокая язва науки. Или идеи – это огни, манящие ученых к новым свершениям, а не вериги, сковывающие движение и творчество. Таких афоризмов можно привести массу, но лучше читать их в контексте трудов Льва Николаевича, чем в цитировании. Впрочем, еще одну гумилевскую цитату я приведу. Банальные версии имеют ту привлекательность, что они позволяют принять без критики решение, над которым трудно и не хочется думать. Сам он никогда не грешил банальностью, а его девизом было «думать надо». И думать он умел, ведь он додумался до такой гениальной истины, какая заключена в его теории пассионарности. Как-то я спросила Балашова, автора исторических романов, часто гостившего у Гумилевых, что он думает о теории Льва Николаевича. «Это прорыв к звездам», — ответил он. «Да, к звездам, к небесам. Я думаю, что Бог открыл эту истину ученому Гумилеву, ведь Лев Николаевич был человек глубоко верующий. Для меня нет сомнения, что та энергия из космоса. Пучки ее, что вызывают мутации, из-за которых начинается процесс этногенеза, рождение нового этноса. Это деяние Бога. Но ведь не мог же он, светский ученый, в то агрессивно-атеистическое время писать, называя вещи своими именами? Кто бы стал его печатать, читать и слушать? Тут бы даже 15 лет тюрем и лагерей было мало. Теперь открою. Каждый раз, когда мы допоздна засиживались за работой, Лев Николаевич, его ученик Костя Иванов и я, естественно, когда заслужила доверие,
вставали на молитву в комнате Гумилевых. Икона была в правом углу. Читали краткое правило на сон грядущий. Иногда это была только молитва ангелу-хранителю, ибо засиживались у них в доме порой за полночь, и надо было успеть в метро, которое тогда закрывалось в час ночи. Но без молитвы дом не покидали. Лев Николаевич говорил мне: «Я хотел стать священником». Это в 30-е-то годы. Но мой духовный отец сказал мне: «Церковных мучеников у нас хватает, нам нужны светские апологеты», и я стал светским апологетом. Светский апологет Бога, апология Бога. Вот ключ к его жизни, научной деятельности. Мир сотворен Богом, и вся наука – это только попытка постигнуть божественные законы мироздания. Или, как писал Ильин, несовершенные попытки приблизиться к живой тайне материального и душевного мира. Но прежде чем открыть Гумилеву одну из своих тайн, Господь долго и страшно его испытывал. В сущности, вся жизнь его от рождения была испытанием. Мать бросила младенца на бабушку с первого же года рождения. В 15-м году, мальчику 3 года, Ахматова пишет: «Знаю, милый, можешь мало обо мне припоминать, не бранила, не ласкала, не водила причащать». Как всегда лаконично и гениально выразила она в стихах обязанности матери, которых не исполняла. А он любил ее всегда, и никогда я не слышала, чтобы он называл покойную Анну Андреевну матерью. Только мамой, кстати. Николая Степановича только папой. Стихи ахматовские эти я знала, конечно, и до встречи со Львом Николаевичем, но, наткнувшись теперь на них, вдруг ужаснулась глубине трагизма его жизни. Помню, процитировала эти строки Льву, и он печально повторил: «Да-да, не бранила, не ласкала, не водила причащать». И стал быстро-быстро тереть ладонь о ладонь. Был у него такой характерный жест, признак сильного волнения. Среди фотографий, которые как-то показала мне Наталья Викторовна, меня поразили 2. Одна, где совсем юный Лев, 14-летний подросток, сидит у изголовья лежащей, очевидно, в болезни матери. Какая печаль о матери или о себе, и обида в глазах мальчика, в поджатых губах, во всей его позе. А другая из так называемого дела. Гумилев заключенный, еще молодое, ведь я узнала его почти 70-летним, красивое, но измученное лицо и какое-то пронзительное смирение, что ли, в этом лице. Да, пожалуй, именно смирение, а не беззащитность. Все это в развитии мысли об испытаниях, выпавших на его долю. Беломор-канал, он называл его «Белый мор». Лев Николаевич говорил, что там он уже умирал, потому что при той норме, которая требовалась от заключенного, копающего котлован, при скудном голодном пайке и кратком сне долго выдержать невозможно. И когда в органах решили, что 10 лет, данные ему, слишком легкое наказание, и его повезли обратно в Ленинград, он, понимая, что ему грозит вышка, об этом не думал. Я всю дорогу до Ленинграда, везли несколько суток, спал. А тут как раз, пока ехал, открылось дело Ежова. НКВДшников и самих подстреляли. Гумилеву при пересмотре дела дали 5 лет и направили, к счастью, не на Беломор-канал, а в другой лагерь. Понятно, что и тут был далеко не курорт, но выжить тогда удалось. При второй посадке, как он говорил, за маму, первая была за папу, после смерти Сталина и разоблачения его культа,
Для освобождения политических нужно было ходатайство родственников. Многие уже освободились. Анна Андреевна почему-то не хлопотала. Ему удалось с выходящими на волю передать ей, естественно, нелегально, записку, чтобы поторопилась. Она взяла эту записку и под ручку с Лидией Гинзбург отправилась в Большой дом. «Меня, вместо освобождения, сажают в карцер», — говорил Лев Николаевич. Но время пришло, и его освободили. Жизнь на свободе оказалась ничуть не легче. Лучший в стране, да и в мире историк-востоковед, превосходно знающий географию, любил повторять Болтинское: «У историка, не имеющего в руках географии, встречается притыкание», блестящий писатель, мыслитель. Он не был востребован ни на историческом факультете университета, где продержался всего 2 года, ни на Восточном. Кстати, о Восточном факультете. С удивлением наткнулась в автобиографической книге «Признание скандалиста» одного выпускника филологического факультета ЛГУ с двойным дном, его собственное определение своей личности, на такую фразу: «Студенты с соседнего Востфака при малейшей возможности прогуливали лекции Льва Гумилева и говорили о них сплошное занудство». Ну что тут сказать? На Восточном факультете Гумилев никогда не читал лекций. Спьяну, очевидно, скандалисту пригрезилось, ибо вся его книга изукрашена подвигами автора на ниве пьянства. Не стоило бы и упоминать об этом откровенном вранье. Но ведь так и рождаются фальшивки, создаются лжемифы. Когда же мне приходилось бывать на лекциях Лене, так его звали студенты, преобразив «Л» и «Н» в «Л» и «Не», что ему чрезвычайно нравилось, он сам с удовольствием открыл мне свое прозвище. То народу набивалось всегда множество, будь то аудитория на географическом факультете университета или большой зал географического общества. Более того, целой гурьбой слушатели провожали Льва Николаевича до автобуса и в автобусе до самого дома, не переставая задавать вопросы и слушать его, а он не уставал отвечать. С какой ответственностью он относился к лекциям. В 80-е годы, когда я была свидетелем его жизни, лекцию он читал раза 2 в неделю, а потом и вовсе 1 раз. Лекционные часы ему неумолимо сокращали. Так вот, в день лекции, которая читалась обычно во второй половине, он с утра ничего не ел. Собирался тщательно, надевал лучший костюм и к моменту выхода из дома выглядел торжественно, взволнованно, как жених перед свадьбой, и только поздно вечером, вернувшись домой, позволял себе обильный ужин. Что же до исторического факультета, то там и сегодня историком Гумилева не считают. В апреле 2002 года на подготовительных курсах ИСТФАКа абитуриенту, попытавшемуся в контексте лекции напомнить о Льве Николаевиче Гумилеве, было заявлено, что Гумилев занимался не историей, а политикой, и ему за это неплохо платили. Да, платили. Пытками на допросах и 15 годами тюрем и лагерей. Он занимался политикой, а они на историческом факультете занимались исключительно историей. Итак, конъюнктурщики всю историю извратили, что непонятно теперь, чему же учить школьников. Сейчас начнут, да и начали уже ее переиначивать согласно требованиям новой политики, но к истории как таковой это также не имеет отношения, как и прежде. Лев Гумилев был верен истории с заглавной буквы, и только ей. Это во все времена требовало подвига. Подвигом была, не устану это повторять, вся его жизнь. А ведь он знал, что тайна бытия смертельна для чела земного, и все-таки стремился узнать эту так называемую тайну,
стремился бесстрашно, бескорыстно, пройдя сквозь все испытания, посланные ему Богом. И был вознагражден. Нет, не покоем и благополучием. Их он не знал до последнего своего часа, а знанием, из которого родилась гумилевская теория этногенеза. Приют, как он выражался, экологическую нишу после освобождения он нашел в НИИ географии с возможностью читать лекции по этнологии, по своей теории этногенеза на географическом факультете ЛГУ. Там он тоже натерпелся вдоволь. То вдруг большую аудиторию заменят на совсем крошечную, ведь студентов-то на курсе немного, а сбегались на эти лекции люди со стороны, с других факультетов, из других вузов и даже из Большого дома. Лене рассказывал, что ему однажды представился его постоянный слушатель, врач по профессии, и спросил: «Вас не смущает, что я работаю врачом в так называемом Большом доме?» Льва не смущало, ибо куда денешься. Потом он даже принимал его в доме, пользовался его профессиональными услугами врача. Я встречала этого человека в доме Гумилевых. В конце концов, Льва Николаевича лишили возможности читать лекции, оставив консультантом на кафедре, уменьшив зарплату. Помню его переживания в тот период. Но бывали и другие дни. Как радовался он в день своего 70-летия. «После 70 у нас не сажают за политику», — говорил он. «Господи», — думала я тогда, — «значит, все время с момента освобождения из ГУЛАГа он ждал ареста и новой посадки. Старому больному человеку постоянно жить под этим дамокловым мечом?» Помню, как-то в Великом посту, обедая у Гумилевых, я отказалась от скоромного блюда. Лев грустно сказал: «А я не пощусь. Но на войне пост отменяется, а я все время как на войне». Вот так жилось, так он ощущал себя в так называемой экологической нише. Он никогда не предавался в моем присутствии, а оно было почти каждодневным до рождения моего сына в 1985 году, лагерным воспоминаниям. А ведь немало узников ГУЛАГа сделали это своим основным занятием, стали на этом профессиональными писателями-вспоминателями. Ему было не до воспоминаний. Ему необходимо было донести людям свое открытие, свое научное видение этого мира, поделиться своими знаниями. Как щедро он это делал! Сколько я узнала и поняла такого, чего никогда нигде не прочесть и не услышать. Лев Николаевич комментировал многие исторические эпизоды Ветхого Завета. Особенно мне запомнилась его реакция на историю из книги «Бытия», случившуюся в городе Сихем. Иаков, сын Исаака, сына Авраамова, ходивший по совету матери своей Ревекки за женой в Месопотамию, она не хотела невестки местной, ханаанской, возвращается назад через 20 лет с двумя женами, Лией и Рахилью, и своими потомками, и останавливается в ханаанском городе Сихем. «И купил часть поля, на котором раскинул шатер свой, и поставил там свой жертвенник, и призвал имя Господа Бога Израилева. Сын князя земли той, Сихем, имя совпадает с названием города, принудил к соитию дочь Иакова от Лии Дину. Очень она ему понравилась, и он хотел жениться на ней. Отец парня пошел к Иакову поговорить о женитьбе сына. В это время с поля вернулись братья Дины, Симеон и Левий, услышали о бесчестии сестры и воспылали гневом. Еммор, князь города и отец Сихема, стал говорить им: «Сихем, сын мой, прилепился душою к дочери вашей. Дайте же ее в жены ему, породнитесь с нами, отдавайте за нас дочерей ваших,
а наших дочерей берите себе. Сихем же готов был на все, лишь бы заполучить Дину в жены, на любой выкуп. Братья Дины отвечали с лукавством. Говорится в книге «Бытия», что не могут выдать сестру за человека, который не обрезан, что готовы принять предложение Еммора отдавать за них своих девиц и жениться на их девицах и составить один народ, если все местные мужчины сделают обрезание. Еммор с сыном поверили им и уговорили весь город, а подвергшиеся этой операции, говорил Л.Н., очень больны 3 дня. На 3-й день сыновья Иакова напали на город и умертвили весь мужской пол, и самого Еммора и Сихема, сына его, убили мечом. Потом разорили город, взяли скот, все богатство их и всех детей и жен их взяли в плен. Каков народ! Льва Николаевича особенно возмущало вероломство сыновей Иакова. Обман довершившегося он считал самым гнусным преступлением. «Неудивительно, — говорил он, — что мирянам-католикам даже запрещено читать Ветхий Завет, чтобы не потерять веру». Говорил, что из каждых 10 процессов инквизиции, которая, по установившемуся расхожему мнению, слишком свирепствовала в Испании, 9 были над евреями-выкрестами. Креститься-то они крестились, ибо в христианской стране это сулило все выгоды в испанском обществе, но сами продолжали исповедовать иудаизм, исполнять обряды, которые прямо противоположны и враждебны христианским, как, например, кровавое жертвоприношение. Говоря об Испании, восхищался генералом Франко. Он спас страну от того, что случилось в России в 1917 году, и после него долгой гражданской войны. В гражданской войне в Испании также воевали революционеры всех мастей, в том числе и из Советского Союза, но Франко не дал себя победить, и надолго установилось над всей Испанией безоблачное небо. Замечание о гражданской войне в России тянет за собой еще одно воспоминание. Как-то, очевидно, в очередную годовщину входа советских танков в Чехословакию, когда били себя в грудь и посыпали голову пеплом представители так называемой творческой интеллигенции, разъясняя в средствах массовой информации позорность этой акции, Гумилев говорил: «А что же они, чехи, хотели за их предательство в гражданскую войну?» Чехословацкий корпус, 45 тысяч человек, сформированный Временным правительством в 1917 году, в основном из военнопленных, Чехословакия воевала на стороне Австро-Венгрии в Первой мировой войне, с января 1918 года вошел в состав французской армии, воевавшей на стороне белых. После мая 1918 года часть чехов стала переходить на сторону красных, остальные примкнули в Сибири к Колчаку. Но в 1920 году предали Колчака, подписав соглашение о перемирии с Красной армией, сдали адмирала большевикам и через Владивосток отбыли из России, прихватив ее золотой запас, который Колчак возил с собой. На это золото в Чехословакии основали банк легионеров. Чем же тут возмущаться, если всего 48 лет спустя, в 1968 в Прагу вошли танки, посланные туда сыновьями тех победивших с помощью чехов комиссаров в пыльных шлемах, так мужественно воспетых Булатом Окуджавой, чтобы покарать сыновей и внуков легионеров из чехословацкого корпуса. Вот так объяснил мне историческую ситуацию Лев Николаевич Гумилев. И прибавил: Господь наказывает за грехи до 3-го и 4-го колена. Ибо сказано: «Мне отмщение и аз воздам». И с этого момента я уже не могу слышать стенаний по поводу советских танков в Праге. Поэтому по прочтении так называемого культового романа «Невыносимая легкость бытия»
так называемого культового чешскоязычного писателя Милана Кундеры, живущего ныне, как указано в справке на обложке романа «В Париже», мне захотелось спросить его, муссирующего события августа 1968 года, а знает ли он о событиях в Сибири 1920-го? Так что за тогдашнее предательство чехов плата августом 1968 года более чем умеренная. Еще один международный вопрос мы обсуждали с Львом Николаевичем. Афганистан. В мае 1988 года, когда начался вывод советских войск оттуда, Гумилев сказал: «Вот, впервые после 1945 года мы показали миру, что нас можно победить. А ведь о поражении и речи не шло. Просто объявили о выводе воинского контингента». Но он с болью говорил о поражении, о том, что нельзя было входить в Афганистан, что воевать там невозможно. Неприступные горы, афганцы в них как рыба в воде. А наши? Я по невежеству возражала, при современном-то оружии. Он объяснял: вот укрепленная крепость или пункт на горе. Как ее взять? По горной тропе можно идти цепочкой, но сверху снайпер всех по одному отстреляет. Артиллерию в горы не потянешь. А с вертолета, не унималась я. Зависший над укреплением вертолет очень свободно можно сбить. Винил правительственных советников, которые ввергли страну и армию в афганскую аферу. Ведь правительство, прежде чем предпринять подобную акцию, запрашивает специалистов, советуется с ними. В случае с Афганистаном советниками были либо некомпетентные, либо недобросовестные. Вспомнили бы опыт англичан. В свое время англичане пытались закрепиться в Афганистане, но сочли за лучшее покинуть его. Я слушала его и думала: вот специалист-востоковед, чьи знания так пригодились бы, сидит не у дел, а какие-то горе-советники при правительстве дают вредные советы. Он говорил, что в царской России наместником Средней Азии назначался выпускник Царскосельского лицея, что в переводе на современный язык означает «очень образованный и верный родине человек». Он, великолепно владея ситуацией, всегда знал, какого хана надо в данный момент поддержать, а какого, наоборот, придержать для сохранения стабильности в регионе, как по-умному выражаются сегодня. Оказывается, все сложно, а просто в голове у дурака. Этот устный афоризм Льва Николаевича Гумилева я запомнила на всю жизнь, как запомнила его так называемые «уроки», каковыми для меня становились все беседы с ним. Как на многое он открыл мне, воспитаннице советской школы и советского вуза, глаза. Да, настоящим, так сказать, открытием Америки было для меня утверждение Льва Николаевича, что американцы в массе своей давно уже не рожают, не могут, то ли от пищи с гормонами и продуктов генной технологии, то ли от других причин, но каждые 30 лет США объявляют иммиграцию и ввозят в страну молодых людей, которые родят детей, а их дети уже родить не могут. И чтобы закончить международную тему, скажу, что Лев Николаевич очень скептически отзывался о международной торговле. Приводил пример с колорадским жуком, ставшим бичом наших картофельных полей. Жил себе этот жук где-то в Колорадо на чахлых кустиках, но однажды вместе с импортным американским зерном попал в Советский Союз, освоил картофельную ботву и размножился невероятно. Я сама видала на Украине, в Батурине, бывшей гетманской столице, усеянные жуком огороды. Вот и вся так называемая польза от международной торговли, итожил Гумилев. Как часто его мнения и взгляды не совпадали с общепринятыми. «Ненавижу декабристов»,
цедил он сквозь стиснутые зубы. Они все до одного были масоны. С них началось раскачивание трона российского, а значит государства, империи. У него, убежденного монархиста и горячего патриота, их тайная деятельность могла вызвать только ненависть. Ему вторила Ольга Петровна Лихачева, часто бывавшая в доме, ныне тоже покойная. Николаю Первому надо было повесить не 5, а все 300, чтобы неповадно было бунтовать. Ольга Петровна была старого дворянского рода и имела право на такое суждение. Доктор наук, она была научным сотрудником рукописного отдела библиотеки Академии наук. БАН. Женщин из БАНа Лев в шутку называл банщицами, а из публичной библиотеки – публичными женщинами. И в той, и в другой он был прилежным читателем. Ольга Петровна жила напротив, через двор от Гумилевых, и они часто встречались. Она была племянницей историка-академика Николая Петровича Лихачева, и академику Дмитрию Сергеевичу Лихачеву, происходившему из мещан, только однофамилицей, но они были дружны. Об Ольге Петровне я завела речь, чтобы показать, что Лев Николаевич был не совсем одинок в своем отношении к декабризму. И все-таки преобладает всеобщее преклонение перед подвигом, так сказать, этих первых революционеров. Но и революционеров, так сказать, последнего призыва, диссидентов, он откровенно презирал. Диссидентскую тему мы с ним не обсуждали подробно, и я не стану домысливать, почему презирал, хотя, конечно, догадываюсь. Зато объяснял, за что презирает писателя Владимира Набокова. Восхищение его талантом, прекрасным русским языком его романов, его стихами Лев Николаевич не разделял. Более того, с сарказмом говорил: «Набоков пишет на противном берегу», когда по-русски на противоположном берегу или на другом, а уж о бегстве его из России говорил и вовсе с гневом. Я пыталась защищать писателя, ведь тогда он был почти мальчиком. 19 лет. Это не мальчик, он уже мог воевать, как воевали и гибли за Россию тысячи его ровесников. И он, увы, был прав. Сыну прекрасного русского писателя Ивана Сергеевича Шмелева было 18, когда его расстреляли в Крыму красные. Мой родной дядя, юнкер, задолго до моего рождения, тоже совсем молодым погиб во время кронштадтского мятежа, и не с числа им, юным павшим. Молодым, 35-летним расстрелян отец Николай Степанович Гумилев. Лев Николаевич, конечно, восхищался его личностью, очень высоко ценил поэзию отца, знал наизусть, мне кажется, все стихи. Это он сказал мне, что последняя статья Блока «Без божества, без вдохновения» — донос на Николая Степановича. Статью эту я знала, конечно, раньше, но, перечитав после слов Льва Николаевича, увидела ее совсем в другом свете. Да, это литературный донос, несомненно. Было ли это сведение счетов или предсмертная болезнь Блока, которая дала о себе знать в середине апреля, потом рецидивы ее повторялись в середине мая, июня, пока в июле не приняла угрожающие формы, сведя его 7 августа 1921 года в могилу, или это было искреннее мнение перешедшего на службу советом человека, и потому он был так неосмотрителен в выборе выражений в дни, когда свирепствовал террор ЧК. Все это тема для отдельного исследования. Здесь нам важно мнение Льва Николаевича. Донос. И как он сработал. В апреле написана статья. 3 августа Гумилев арестован, а 27 августа расстрелян. После смерти Красного Блока можно было не церемониться с обруганным им Белым Гумилевым. Еще Лев Николаевич приводил слова отца: «Поэтом может считаться тот, у кого есть одно гениальное стихотворение.
Исключение составляет Пушкин. У него гениальных стихотворений несколько. О Пушкине мы также говорили со Львом Николаевичем. Он утверждал, что его убили масоны. Масоном был Геккерн, это общеизвестно. Пушкин вступил в ложу, а потом, прозрев, вышел из нее, чего члены масонской ложи никогда не оставляют безнаказанным. Как только Пушкин стал писать патриотические стихи, он был обречен. Дантес был выбран исполнителем убийства и не смел отказаться, иначе его самого бы убили. Никакой измены, конечно, не было и не могло быть, говорил Лев Николаевич. При открытых анфиладах комнат и при тех дамских платьях это практически невозможно. Читателем Лев Николаевич был требовательным. Часто повторял: «У нас 10 тысяч писателей». Действительно, в Союзе писателей было 10 тысяч членов. А читать нечего. Поэтому читал фантастику и детективы. Агату Кристи называл Агафьей. В переводе на русский Агата и есть Агафья, говорил он. Из русских классиков любил Лескова, из юмористов Аверченко. Нередко цитировал его остроты. Цельность личности Льва Николаевича впечатляла. Он, скажем, не любил картошку как блюдо, потому что не любил это растение. Утверждал, что внедрение картофеля на Руси осложнило жизнь крестьянина. Раньше зерно посеял и ждешь сбора урожая. А с картошкой и посадка ее тяжелая, а потом полоть, окапывать дважды вручную и копать – тяжелый труд. «Ну а как же без картошки?» – спрашивала я. «Суп-то с чем варить?» «С репой. До того, как завезли к нам картошку, крестьянин ел репу». «Посадил дед репку», — говорит нам русская сказка. А теперь репа исчезла из обихода. Но ее-то гораздо проще выращивать. Чтобы окончательно убедить, вскоре с Натальей Викторовной накормили меня супом с репой. И действительно было полное ощущение, что я ем картофельный суп. Можно воспринимать это как курьез или чудачество, но я так не считаю. Бескомпромиссность в малом и большом – вот стереотип поведения Льва Николаевича. Бескомпромиссность заставила его даже сменить вектор творческих пристрастий. Дело в том, что в детстве он сильно увлекался индейцами. В 7 лет прочитал всего Майна Рида. С возрастом стал серьезно изучать жизнь индейских племен. Но поведение ацтеков вызвало такое отвращение, что он бросил заниматься индейцами. Не мог. Все восхищались культурой ацтеков, а Гумилев считал, что своим вторжением в природу, строительством Теокалли, сооружением искусственных озер и тому подобного, они ее изменяли, нарушали экологию, как говорим мы сегодня. Ацтеки, у Гумилева в книге «Этногенез Ацтеки», в городе Солнца на своих Теокалли приносили человеческие жертвы. «Солнце любит цветы», — говорили они, а цветами считали сердца, которые вырезали при каждом обряде у 11 девушек и 11 юношей, своих соплеменников или из других племен. Есть от чего содрогнуться. Зато судьба монгольского пассионария Темуджина, с детских лет перенесшего столько страданий и не сломавшегося, вызвала горячее сочувствие. Это как раз тот случай, когда лев его за муки полюбил. Да, тяжела была доля Темуджина, окруженного лжецами и предателями, пишет Гумилев. Но предательство самого Темуджина, когда по его знаку в борцовском поединке, состязание в борьбе, постоянное развлечение монголов, был сломан хребет пленному Джуркинцу, притворившемуся в угоду хану побежденным, не вуалировал, как это принято, когда на любимого героя наводят глянец. Лев Гумилев восхищался Ясой, законом Чингиса,
которому подчинялся сам хан и в котором было закреплено воинское братство, взаимовыручка. Скажем, если едущий впереди воин выронил, не заметив, колчан со стрелами, то едущий сзади обязан поднять его и вернуть товарищу. Если не сделал этого, смертная казнь. А иначе в боевом походе и в бою нельзя, говорил Лев Николаевич. И выбор был сделан навсегда. Великая степь стала темой его научного подвига, не побоюсь этого слова. Его обвиняли в чрезмерной любви к татарам. Говорили о его татарских корнях, вспоминая Ахматовское «Мне от бабушки татарки были редкостью подарки». А он был русским патриотом, и в ответ на подобные обвинения говорил: «Сколько можно твердить о татаро-монгольском иге? Оскорблять татар и монгол? Монголы — наши верные союзники. Граница с Монголией — самый спокойный участок наших обширных границ. И если Монголия отвернется от России, туда пойдут американцы, потому что монголам нужен сильный союзник для защиты от Китая. Россия отвернулась от Монголии, и все случилось по прогнозу Гумилева. С татарами мы живем в одном государстве, а известные русские фамилии Аксаковы, Кутузовы, он приводил длинный список их, но лучше его найти у самого Гумилева, на самом деле чисто татарские. Миф о татаро-монгольском иге создан на Западе. Всегда надо учитывать, не уставал повторять Гумилев, кто говорит, когда говорит и с какой целью. Обо всем этом нужно читать, конечно же, в его книгах. Я же пишу об этом потому, что не раз и не два слышала это от самого Льва Николаевича, и еще потому, чтобы заставить читающего эти строки обратиться к первоисточникам, трудам ученого. Он называл себя последним евразийцем. Сейчас их много развелось, последних, рассуждающих о геополитических пространствах и прочих заумных вещах. А Гумилев, этнолог, учил умению жить вместе с народами Востока, населяющими нашу державу. Учил знать и уважать историю этих народов. Выбора жить в симбиозе, как жили наши предки, или в противостоянии для Гумилева не существовало. Почему же мы не почитаем этого человека, как почитают эти народы? Почему даже памятную доску в Петербурге, на доме, где он прожил последние 2 года, установил Татарстан? За это, конечно, татарам спасибо. С горькой иронией говорил Лев Николаевич о пути в науку, о том, как становятся ученым. Сначала, пока ты повторяешь общеизвестные истины, тебя хвалят. Пока ты пишешь компилятивные работы, а большинство научных работ это переписывание источников и компиляция ранее написанного, тебя также гладят по головке. Молодец. Но стоит начать мыслить самостоятельно, писать оригинально, тебя начинают бить по голове. И как же ученого Гумилева били в прямом и переносном смысле, и не только в советские времена. Сказать, что после перестройки Гумилеву полегчало с публикацией трудов, было бы преувеличением. Да, в 1989 году вышла «Древняя Русь и Великая степь», но, как говорил мне Лев Николаевич, Лукьянов, тогда председатель Верховного Совета СССР, а еще поэт и большой поклонник творчества Ахматовой, буквально топал ногами на руководство издательства «Мысль», требуя ускорить ее печатание. И все равно затягивали, и якобы в целях ускорения напечатали книгу без совершенно необходимого в научном издании справочного аппарата, указателей и терминологического словаря. Все равно это была победа. Труд всей жизни пришел к читателю. Получив в подарок книгу от автора, я начала читать, а прочтя поняла, что с нею надо знакомить как можно больше людей, всех радиослушателей Петербурга. И мы со Львом Николаевичем
стали это осуществлять. С января 1991 по март 1993 года прошло 49 передач. Они звучали 2 раза в месяц. Хронометраж колебался от 40 до 50 минут. Так, с неизбежными сокращениями на петербургском радио была прочитана вся книга «Древняя Русь и Великая степь». Спасибо тогдашнему радионачальству, что не препятствовали этому. А радиослушатели были в восторге и от текста, и от чтения народного артиста России Ивана Краско. Сколько благодарных звонков и писем получил Иван Иванович, сколько откликов пришло в редакцию. В 1998 году я переписала на кассеты все передачи по Древней Руси и все беседы по народоведению. Сейчас они хранятся на последней квартире Гумилева на Коломенской, которая стала совсем недавно филиалом музея Ахматовой. Чего, смею утверждать, Лев Николаевич вряд ли хотел. А записи радиопередач можно было бы заставить работать на распространение теории Гумилева, выкупить у радио права на них и крутить их в школах Петербурга, Москвы, рассылать по городам страны, в вузы, да и за рубеж для изучающих науку и русский язык, популяризируя учение. Это работа для фонда Гумилева, но фонд этот скончался, едва родившись. Убит ученик Гумилева, Константин Иванов, спустя ровно полгода после смерти учителя. Другой, младший ученик, Вячеслав Ермолаев, интригами оттеснивший от Льва Николаевича последние год-два Иванова, который, собственно, и приблизил его к учителю, возглавил фонд еще при жизни Кости, а потом сгинул. Развивать теорию, прикладывать ее к практике, чем начал успешно заниматься Иванов, некому. Кончина Кости Иванова после смерти Гумилева не могла не навести меня на мысль о мистической связи учителя с учеником. Действительно, Лев Николаевич выпестовал его не только как ученого, но и как человека. Любил его как сына, называл Костенькой. Для Кости он был ближе родного отца. В ночь с 18 на 19 декабря на зимнего Николу Константин Иванов был зарезан на лестнице своего дома. Зарезан точным, профессиональным ударом в шейную артерию и истек кровью до приезда скорой. За полгода до этого истек кровью и Лев Николаевич. По существу он тоже был зарезан. Ему, диабетику, при этом диагнозе кровь очень трудно останавливается, резали печень, кроветворящий орган. Помню, где-то в начале июля 92 года позвонил мне Костя. Он скрупулезно собирал все, что касалось Гумилева, и спросил, какие страницы Древней Руси и Великой Степи звучали на радио в самом конце мая. На мой встречный вопрос «А зачем тебе?» отвечает, знаешь, ведь Лев Николаевич умер, видимо, числа 28 мая. До 15 июня его держали на аппаратуре. Он был без сознания. 15-го отключили аппарат и объявили о смерти. Я тут же уточняю, что читалось на радио в тот роковой день, и прихожу в изумление. Звучали страницы из главы «Вереница бед», а название параграфов в ней «Беда первая», «Беда вторая», «Беда третья» и так до «Беды девятой», а за ней параграф о запустении Киевской Руси и «Беда чужая». Человек неверующий скажет «совпадение». Очень уж много совпадений. Для могилы Льва Николаевича так случилось. Сделали 2 деревянных креста. Один поставили, а второй стоял некоторое время на лестнице у квартиры Гумилевых, а потом его отвезли в церковь. Теперь этот крест на могиле убиенного Константина Иванова. В православном русском народе говорят, в случае, когда за одним покойным следует вскоре второй, забрал с собой. Костю забрал с собой Лев Николаевич. Вот почему я говорю о мистической связи учителя с учеником. И со своей теорией у Льва Николаевича была
такая мистическая, от Бога связь. Он мне сказал однажды после рождения моего сына, названного в его честь, которого он крестил: «У вас сынок, а у меня доченька. Моя пассионарная теория». Да, доченька, которую он выстрадал, в муках родил, выненчил и отдал ей всю свою жизнь, как самый любящий родитель все отдает своему ребенку. И умер он, а его детище в эти дни повторяло нам: «Беда, беда, беда, запустение». Беда с ним, с нами, знавшими и любившими его. Беда с наукой, потерявшей верного рыцаря и труженика, с народами России, потерявшими мудрого народоведа, способного им помочь своими знаниями. Как жаль, что некому больше задавать вопросы, рассчитывая получить научно обоснованный и честный ответ. А вопросы возникают повседневно, больные вопросы. Что происходит в Чечне? Почему из всех кавказоидов, Гумилев говорил, что всех живущих на Кавказе считают отдельной расой, и называл по аналогии с монголоидами, европеидами, австралоидами и тому подобными, именно чеченцы раздувают пожар войны из кони? Мирные чеченцы, о которых так пекутся правозащитники, не миф ли это? Только Гумилев знал ответы на эти вопросы. Он описал все антисистемы, и исчезнувшие, и существующие до ныне: исмаилитство, карматство, маркионитское павликианство, манихейство, богомильство, альбигойство, раскрыв их суть, жизнеотрицание, объяснив, что истина и ложь в них не противопоставляются, а приравниваются друг к другу, показав, как из этого вырастает программа человекоубийства. А как логичны, убедительны и увлекательны их учения и философия, но будьте осторожны, они ведут в бездну. Впрочем, об антисистемах надо читать у самого Льва Николаевича Гумилева. Я же здесь приведу оброненные им как-то к случаю замечания, что употребление французами и поныне в пищу лягушек и устриц, хладнокровных, ибо теплокровных убивать нельзя, это пережиток альбигойства, которое было особенно распространено во Франции, и борьба Брижит Бардо против ношения мехов, из-за которых убивают животных, ведет начало оттуда же, из антисистемы, из альбигойства. Жизнь и смерть всегда идут рядом, поэтому и надо ценить жизнь. Но жить любой ценой, этого он принять не мог. Однажды Гумилев привел слова своего друга: «Жизнь самая ценная у человека или главная ценность в мире». Не помню точных слов, но смысл их таков. «А мне вспомнился, — говорил Лев Николаевич, — атаман Белый». Под этим именем он был известен, а какое было настоящее, Бог ведает. Со своим отрядом он боролся с советами, когда все уже прекратили сопротивление. Оставшись совсем один, без соратников, кто погиб, кто разбежался, кто сдался, Белый увешал себя под одеждой гранатами и пошел в штаб красных. Заявив, что он, атаман Белый, пришел сдаваться, прошел в здание, и когда сбежалась целая толпа посмотреть на самого Белого, за ним долго и безуспешно охотились, он себя подорвал. Погибая, прихватил с собой не один десяток врагов. Вот цена жизни по Гумилеву. Свою собственную жизнь он целиком отдал науке, сделав потрясающее открытие. Всеобъемлющие знания в истории, достаточные в смежной географии, необходимые в физике, химии, биологии, психологии, и позволили ему сделать обобщение, результатом которого явилась его пассионарная теория этногенеза. Чего это ему стоило? Откроем его трактат
Он любил это старинное слово «этногенез» и «биосфера Земли». Самые на вид простенькие обобщения требуют такого душевного подъема и накала чувств, при котором мысль плавится и принимает новую форму, сначала поражающую, а затем убеждающую читателя. А если обобщения не простенькие, тогда они требуют всей жизни без остатка. Он и отдал ее науке, своей теории. Ничего другого для него не существовало. Домашний уют, а тем более комфорт, казалось, был ему противопоказан. Сам он был к нему равнодушен. Помню, когда вторая комната в квартире на Большой Московской была отдана Гумилевым, и соседи, долго не хотевшие покидать центр, наконец съехали, надо было делать в ней ремонт, и его даже начали. Это отвлекало ученого от работы, он сильно раздражался. Зачем все это беспокойство? Я, шутя, сказала: правильно, Лев Николаевич, надо закрыть ту комнату и жить в отдельной квартире. Да, подхватил он совершенно серьезно, но пожить в той отдельной квартире, к которой он привык, не удалось. Дом треснул. Причина была вполне реалистическая. Строительство новой станции метро Достоевская и перехода к ней со станции Владимирская. Но я воспринимаю этот факт как вмешательство провидения. Не суждено ему было иметь прочных стен. Ему, занимавшемуся номадами-кочевниками, не дана была оседлость. Переселение в новую квартиру на Коломенской он воспринимал без радости, а едва стал привыкать, как болезни все разом подступили и убили его. К язве с диабетом прибавился сперва инсульт, потом печень. Вижу наше последнее свидание на Коломенской. Лев Николаевич тогда только вышел из больницы, и я пришла, как всегда, согласовать вопросы по текстам передач. Когда я вошла в комнату, он сидел на диване. Я села рядом. Видимо, боли были нестерпимые, потому что он взял мою руку и положил себе на живот. Справа. Я удивилась, ведь желудок-то слева. Я думала, что у него язва обострилась, а оказывается, это болела печень. Он подержал еще мою руку на животе, а потом, превозмогая боль, стал отвечать на мои вопросы. Но, видя его муку, я быстро свернула работу. Приближалась Пасха, и я с моим 7-летним Львом собирались в гости к крестному. Мальчик выучил стихотворение Николая Степановича «Носорог», но прочесть его крестному не удалось. Перед Пасхой Лев Николаевич снова попал в больницу, из которой больше не вышел. Отпевали его в храме Воскресения Христова, тогда еще, вскоре после возвращения из мерзости запустения, являвшего вид большой руины, к слову о комфорте. А отпевал отец Пахомий, крещеный татарин, далекий потомок тех людей длинной воли, которые шли за его любимым Темуджином Чингисханом. Стараниями Кости Иванова и отца Пахомия, келейника покойного митрополита Петербургского Иоанна, любимого нашего владыки, давшего разрешение, похоронен был Лев Николаевич Гумилев в благословенном месте, тогда еще не оскверненном могилами денежных демократов, на Никольском кладбище Александра Невской лавры. Когда я прихожу на его могилу и вижу надгробие на ней, две огромные каменные глыбы, сложенные крестом, всегда отмечаю, как верно они передают тяжесть креста, который нес раб Божий Лев всю жизнь. Примечание. Сейчас, в 2012 году, этого надгробия уже нет. Мощный крест из карельского пудожского камня заменен изящным мраморным. Рядом с ним крест поменьше, на могиле супруги Льва Николаевича Натальи Викторовны. Над этими крестами сооружена сень в виде беседки. Изначально вдова ученого задумывала поставить на могиле мужа
подобие старинного Труворова креста, сохранившегося в Изборске. Наталья Викторовна хотела, чтобы крест был вырублен вручную и выглядел как изъеденный временем. Пудожский известняк был выбран также не случайно. Именно он лежит в основании большинства зданий Петербурга. Воплощая замысел, скульптор Игнатьев создал проект массивного памятника. Однако средства на его изготовление были использованы недолжным образом. Крест оказался не цельным, а составным. Ручная обработка камня не проводилась. Идея вдовы была выполнена лишь отчасти. В 2011 году попечением правительства Республики Татарстан была проведена реставрация всего захоронения. Жаль, что при этом были изменены материал и пропорции крестов. Надгробие ученого-изгоя теперь стало, как у всех. Конец примечания. И когда думаю о нем, на память приходит одно место в статье Куприна, написанной после расстрела Николая Степановича Гумилева. Да, надо признать, ему не чужды были старые, смешные ныне предрассудки, любовь к родине, сознание живого долга перед ней и чувство личной чести. И еще старомоднее было то, что он по этим 3 пунктам всегда готов был заплатить собственной жизнью. Слова эти прямо, без всяких оговорок, приложимые к личности Льва Николаевича, достойного сына славного отца. Таким он и останется навсегда в моей памяти. И пусть не только в моей, для этого и записываю воспоминания, и еще для того, чтобы сбылось пророчество в стихах Льва Гумилева: «Я не встречу смерти, живя в чужих словах, чужого дня». Наталья, жена моя. Наталья, жена моя. Так и в шутку, и всерьез восклицал Лев Николаевич Гумилев, обращаясь к своей жене Наталье Викторовне Симоновской, взявшей в замужестве фамилию мужа Гумилева. Наталья Викторовна родилась 9 февраля 1920 года в Москве. Будучи 3-м ребенком в семье, где ее сестра Татьяна была старше на 11 лет, а брат Кирилл на 9. Год был тяжелый и голодный, особенно для интеллигенции, лишенной революцией дополнительных источников дохода. В год рождения Натальи Викторовны отец ее, Виктор Викторович Симоновский, работал заведующим театральной секцией при окружном военном комиссариате, а мать, Вера Гавриловна, научным сотрудником Румянцевского музея. Обширную родословную семьи со многими славными именами отечественной истории удается проследить за последние 300 лет. Со стороны матери Веры Гавриловны в девичестве Рычковой-Зацепиной родоначальником является Петр Иванович Рычков, 1712-1777 годы, известный исследователь Оренбургского края, работавший по заданию недавно созданной Российской академией наук над землеописанием уральских земель. Живя в Оренбурге, труды свои, корреспонденции, он отсылал в Петербург, почему и получил звание члена-корреспондента, являясь полноправным членом Академии. Это был первый член-корреспондент Академии наук. В те годы звание члена-корреспондента не означало, как теперь, неполного академика. Многочисленные потомки Рычкова породнились с дворянскими родами ростовских, великопольских, Сумароковых, Осокиных, фон Нотбек, Скалонов, Каковцевых. Дед Натальи Викторовны, Гаврила Михайлович Зацепин, 1848-1916 годы, принадлежал к знатному роду Зацепиных и Михайловых, среди родоначальников которого в XVII-XVIII веках известный князь Михаил Федорович Елецкий, Петр Вырубов, Петр Меншиков, брат Меншикова, сподвижника Петра I. Дед, крупный помещик, имел земли в Предуралье, Саратовской и Ярославской губерниях.
Одна из усадеб сохранилась до нашего времени, являясь местной достопримечательностью города Тутаева под Ярославлем, бывший Романов-Борисоглебск, под названием «Усадьба дворян Зацепиных». В нашем роду были ученые, наиболее известных из которых Марковников Владимир Васильевич, 1837-1904 годы, выдающийся химик, ученик Бутлерова, профессор Казанского университета. Он был женат на Любови Дмитриевне Рычковой. Их сын, Николай Владимирович, уже в советские времена был академиком архитектуры и скончался в эвакуации в Ташкенте. Наталья Викторовна часто вспоминала дядю Колю и веселое застолье в его доме, которое он устраивал для своих молодых племянников. Наталью Викторовну он любил называть Наталка-Полтавка. Имя прижилось. Я всю жизнь называла свою тетку Наталкой, а гораздо позднее ее муж, Лев Николаевич, ласково называл ее Наталенькой. Горестно сознавать, что поминки по Наталье Викторовне после ее похорон были организованы нашими друзьями, казахами, вблизи ее дома в кафе под названием «У дяди Коли». Другим известным ученым нашего семейства был Василий Константинович фон Анреп, 1852-1927 годы, физиолог и фармацевт, впервые применивший новокаин для местного обезболивания при хирургических операциях. Во время Первой мировой войны это новшество спасло многих раненых от болевого шока. Василий Константинович был женат на Прасковье Михайловне Зацепиной, родной сестре деда Натальи Викторовны Гаврила Михайловича. Их дети, Борис и Глеб, были таким образом двоюродными братьями Веры Гавриловны, матери Натальи Викторовны. Судьба непостижимым образом соединила Наталью, племянницу Бориса Анрепа, возлюбленного Анны Ахматовой, с ее сыном Львом. Отец Натальи Викторовны, Виктор Викторович Симоновский, окончил курс историко-филологического отделения Московского университета. В молодости вместе с Немировичем Данченко был в числе организаторов театральных курсов и начинал как актер. Преподавал русский язык и литературу в гимназиях, школах и высших учебных заведениях. Из высшей партийной школы он вовремя уволился, избежав трагической участи ее преподавателей, уничтоженных после известного 17-го расстрельного съезда партии. Боясь ареста, дед держал под кроватью чемоданчик с личными вещами. Доносов было предостаточно. Спасло деда то, что его родная сестра Валентина Викторовна, Вавочка, жившая вместе с нами, работала в секретариате Надежды Константиновны Крупской. Дед закончил жизнь преподавателем Московского института международных отношений в 1952 году. В забытии перед самой смертью, лежа в постели, он читал монолог Чацкого «Карету мне, карету». Род Симоновских известен, хотя и не в таких подробностях, как род Рычковых-Зацепиных, с XVII-XVIII веков. Родоначальник рода Иван Симоновский, малороссийский казак, в службе с 1722 года, с 1740 года значковый товарищ Нежинского полка. Вышел в отставку в 1757 году в чине войскового товарища. Его сын Петр Иванович известен как первый историк малороссийского казачества, составивший в 1765 году краткое описание о казацком малороссийском народе и о военных делах его, собранное из разных историй иностранных, немецкой Бюшинга, латинской Безольди, французской Шевалье и разных русских. Этот труд Симоновского был напечатан в журнале «Чтение Московского общества истории и древности России» за 1847 год, номер 2. В моем доме, среди прочих фамильных портретов, висит портрет старой дамы в белом кружевном платочке. В детстве мне говорили, что это прабабка моего деда баронесса Тизенгаузен, вышедшая замуж за молодого офицера Симоновского.
К сожалению, на этом все сведения о родстве с Тизенгаузенами кончаются, а спросить больше не у кого. Разветвленный род Тизенгаузенов огромен, и чтобы определиться, в нем нужны специальные изыскания. В наше время растет интерес к родословным, хотя в советские времена о своих дворянских корнях люди предпочитали помалкивать, сообщая в анкетах в графе «происхождение» из служащих. Старшее поколение нашей семьи, отец и мать Натальи Викторовны, не были исключением. Мало что рассказывая своим детям и внукам о прошлом. Люди были запуганы, но не все и не до конца. Лев Николаевич Гумилев, по свидетельству члена ВАК, Высшей аттестационной комиссии академика Жарикова, при заполнении анкеты соискателя на степень доктора географических наук в графе «Происхождение» написал из дворян. Родившись в голодном 1920 году, Наталья в детстве много болела, пропуская занятия в школе. За время болезни она полюбила рисовать, обнаружив несомненные способности. Ее мать, всегда внимательно отслеживавшая склонности своих детей, показала рисунки дочери Грабарю, бывшему директором Третьяковской галереи и состоявшему во главе реставрационного дела в Москве. С 1937 года он возглавлял Московский государственный художественный институт имени Сурикова, МГХИ. По совету Грабаря, после окончания школы, Наталья начала учиться в рисовальной студии Чемко, известной в Москве как студия на Тверской. В 1937-1938 годах в студии училось много талантливых молодых людей. Среди них Давид Дубинский, ставший впоследствии первым мужем Натальи. В 1940 году она становится студенткой МГХИ, поступая, как и Давид, сразу на 3-й курс. Занятия на живописном отделении под руководством художника Истомина сопровождались практикой на южном берегу Крыма в поселке Козы. Сохранилось много акварельных пейзажей, небольших этюдов и эскизов, написанных за короткое время в мае-июне 1941 года. Счастливое, беззаботное время кончилось 22 июня. Студентов и преподавателей вывезли в Москву, а затем отправили в эвакуацию в Самарканд, где разместили в каменных кельях Регистана. Давид Дубинский отправился на фронт в составе бригады художников, участвующих в выпусках фронтовых газет. Жизнь эвакуированных студентов и преподавателей в Самарканде была нелегкой. Помимо занятий, студенты несли трудовую повинность, работая осенью на сборе винограда, сортировке его и дальнейшей обработке в давильных чанах. Всю жизнь Наталья недолюбливала виноград, говоря, что наелась его до отвращения в войну, ибо больше есть было нечего. Занятия живописью и рисунком, тем не менее, продолжались своим чередом. Из студенческих работ Натальи Викторовны первого года эвакуации сохранился портрет ее учителя Константина Николаевича Истомина, больного, лежащего в постели. Сейчас портрет этот хранится в мемориальной квартире Льва Гумилева в Санкт-Петербурге. Большим потрясением для всех стала смерть Истомина в 1942 году. Заменить его в условиях войны и эвакуации было трудно. Его мастерская была распущена, и Наталья Викторовна принимает решение перейти на отделение монументально-прикладного искусства в мастерскую Дейнеки. Была задумана дипломная работа в виде монументального фриза с панорамой азиатской жизни на улице. Было написано много акварельных эскизов к этой работе, некоторые сохранились до сих пор. Но довести задуманное до конца помешала болезнь. Острые приступы ревматизма, несовместимые с тяжелыми условиями быта в сырых каменных кельях Регистана. Наталье было разрешено переехать в Ташкент, где в это время в эвакуации находились ее родители и семья брата Кирилла. По возвращении в Москву ослабленное здоровье дало о себе знать. Наталья заболевает тифом,
пропускает сроки сдачи дипломной работы и, не успевая прийти в себя, теряет додика, который уходит из семьи. Конец 40-х и начало 50-х годов были трудными, если не сказать трагическими годами для многих. У нас в семье уходит из жизни брат Натальи Кирилл Викторович Симоновский, боевой офицер, инженер-полковник, которому в 1949 году припомнили дворянское происхождение и пытались завести персональное дело. Не выдержало сердце. Потом, в 1952 году, один за другим умирают сначала отец, потом мать Натальи Викторовны. Остается старшая сестра Татьяна, моя мать и я, ее племянница. Мы живем все вместе. И это семья Натальи Викторовны на долгие годы, вплоть до ее и моего замужества. Наталью Викторовну всегда окружали друзья. Высокого роста, красивая, она отличалась веселым нравом, доброжелательностью и участливостью, в свою очередь получая от друзей помощь и поддержку. У нас был традиционный для москвичей открытый хлебосольный дом. Каждого, кто появлялся в доме, стремились накормить. Профессиональная жизнь Натальи Викторовны, тем не менее, оказалась связанной с книжной графикой. Она работала по договорам с издательствами Дедгизом, Госиздатом и другими, и достигла признания как талантливый профессиональный художник, будучи принята в члены МОСХа. Пишет портреты, часть которых – портреты Мирры Прокофьевой, Ольги Павловны Лам, Анатолия Николаевича Александрова, впоследствии передает в Музей музыкальной культуры имени Михаила Ивановича Глинки. Самые близкие друзья Натальи Викторовны в те годы – семья художника Минаева, сам Владимир Николаевич, его жена Татьяна Анатольевна и ее отец, композитор Анатолий Николаевич Александров, профессор Московской консерватории, человек, близкий Мясковскому, Прокофьеву, Шостаковичу и другим представителям русской музыкальной классики. Анатолий Николаевич обучался философии в Тартусском университете. Беседовать с ним было чрезвычайно интересно, а слушать его импровизации на рояле у нас дома – ни с чем не сравнимое удовольствие. Летние месяцы Наталья Викторовна нередко проводила на даче у Ламмов на Николиной горе и часто брала меня с собой. Никологорские знакомые пополнили круг друзей Натальи Викторовны. О начале своего знакомства с Львом Николаевичем Гумилевым, мастерской своего друга-художника Юрия Казмичева, Наталья Викторовна писала сама неоднократно. Могу сказать только, что она, не колеблясь, оставила свою жизнь художницы и стала верным помощником, другом и женой настрадавшемуся Льву. Доктор геолого-минералогических наук Новгородова.